вечеров. Если накануне их программа была максимально позитивной и светлой, то сегодня настал черед эмоционального высказывания под трек андеграундной группы Intelligence. С малюсеньким отрывом в 27 сотых их опережают Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Это их второй заход на пьедестал серии Гран-при. Первый в Магнитогорске уже принес им бронзу. В произвольной программе они разыгрывают, как в настоящем спектакле, историю взаимоотношений балеринок Сишинской и цесаревича Николая. Высочайший драматизм в исполнении. Лидируют с преимуществом в 3 балла Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Не только в баллах, конечно же, дело. Их программа на музыку из фильма «Она» — это непрекращающийся диалог двух героев, абсолютно реального мужчины и цифровой помощницы. В своем произвольном танце они материализуют фантазию главного героя. Очень увлекательно, очень трогательно. В женском одиночном разряде многие фигуристки выступили практически безупречно, поэтому верхние строчки заняли действительно превосходные спортсменки. На 3-м месте Софья Муравьева. Самое зрелое, самое театральное катание, прекрасная Кармен. Компоненты, представление, постановка – все это ее главное оружие, но соперницы будут отвечать еще и четверными, включая Алису Двоеглазову, занявшую 4-е место с отставанием от Муравьевой в 29 сотых балла. Алиса сегодня будет прыгать 3 четверных. На 2-м месте Дарья Садкова. Как же она танцевала в короткой. Зрители едва удержались на местах. Зажигательно, стремительно, дерзко. Сегодня ей предстоит выполнить 2 четверных, чтобы претендовать на чемпионский титул. Лидером после короткой является Алина Горбачева. Да, она впереди и по элементам, и по компонентам, но отрыв все же небольшой, поэтому исход сегодняшнего соревнования непредсказуем. Сегодня она заявила в программе «Четверной Сальхов» на трогательную музыку «Нотр-Дам де Пари». А еще зрители в Омске увидят катание Аделии Петросян. Участница Олимпийских игр в Италии выступит сегодня вне конкурса со своей произвольной программой. Для всех подарок, а для ученицы школы Тутберидзе возможность еще раз отработать на публике элементы ультра-си в более спокойной обстановке. Сумасшедший накал страстей в соревнованиях мужчин. Еще бы такой состав участников. После короткой Владислав Дикиджи лишь 3-й. Кому сказать? Едва ли не самый надежный российский фигурист за последние годы. Но после шикарного четверного Луци в каскаде с тулупом лишь бабочка вместо флипа. Наверняка сегодня его будет не остановить с 4 четверными в программе «Ночь на Лысой горе». Но отставание все-таки ощутимое. На целых 8 баллов его обошел Евгений Семененко. Он 2-й. Ученик Мишина катался не идеально, но, как всегда, наотмашь и без оглядки на помарки. Тоже 4 четверных сегодня намечено в его произвольной «Гладиатор». Лидер турнира, безупречный в короткой программе Петр Гуменник, считает, что самое время рисковать. Отрыв от Семененко 13 баллов, а от Дикиджи и вовсе больше 20. Петр сказал в интервью, что будет прыгать 5 четверных. Он снова идет на максимально сложный вариант программы, наращивая форму перед поездкой на Олимпиаду. В соревнованиях спортивных пар на 3-м месте после исполнения очень музыкальной и вполне техничной программы оказались Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Ученики Марии Петровой и Алексея Тихонова уже выиграли 1 этап Гран-при в этом сезоне, прекрасно катались и в этот раз, но состав у турнира в Омске более звездный и выступают соперники чрезвычайно чисто. Мощнейший прокат показали Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков из Перми. Они максимально плотно поджали по баллам самих чемпионов мира и призеров Олимпиады Анастасию Мишину и Александра Галямова. Даже по технике обошли. Да, ученики Тамары Москвиной только входят в сезонный ритм после травмы партнера. Их мастерство катания, представление, постановка обеспечили им лидерство в короткой программе. Сегодня они снова включат Элвиса Пресли и продолжат восстановление на глазах сопереживающей аудитории.
уважаемые зрители, любители спорта! Приветствуем вас в Омске на G-Drive арене на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири». Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке правительства Омской области. Через несколько минут мы начнем соревнования в произвольном танце. Уважаемые зрители, просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Сергей Чемоданов, Московская область. Судейская бригада. Судья номер 1 Елена Фомина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Светлана Кандыба, Москва. Судья номер 3 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Мария Паскачей, Москва. Судья номер 5 Анастасия Горбачева, Москва. Судья номер 6 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 7 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Алла Шаховцова, Москва. Технические специалисты Иван Лобанов, Ростов-на-Дону. Наталья Митюшина, Москва. Встречаем на льду участников первой группы. Екатерина Андреева, Дмитрий Блинов, Минск. Елизавета Кириллова, Илья Карпов, Нижегородская область. Алиса Крайнюкова, Семен Нетцев, Ростовская область. Ольга Федорова, Павел Драко, Московская область. Елизавета Пасечник, Дарио Черезана, Москва. Разрешена разминка. Вот и произвольный день на Гран-при России по фигурному катанию. Этап в Омске в полном разгаре. И сегодня будут распределены призовые места. После того, как сначала танцоры, затем одиночники и в конце концов парники исполнят свои произвольные программы. Соревнования танцоров прокомментируют Василий Соловьев и Елизавета Худайбердиева. Приветствую тебя, Лиза. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, уважаемые любители и фанаты танцев на льду. Елизавета, как вот вообще в этом сезоне танцы поживают? Какие-то, может быть, есть свежие тренды в произвольном катании? Так вот, чисто творчески, эмоционально у тебя есть какое-то отношение к такому сезону? Чисто творчески, эмоционально, мне кажется, что каждый спортсмен, каждый дуэт, каждый тренерский штаб сами создают эти тренды и с течением жизни, с течением развития хореографии, современного танца. И тренды появляются в фигурном катании. Меня радует, что в этом сезоне, ну и в целом последние годы в танцах на льду, что у нас в России, что на международном уровне, мы видим разнообразные образы. Это не обязательно какие-то лирические только образы или драматические. У нас есть веселые программы, есть задорные, есть разные вариации постановок. И это очень сильно радует и меня, и, мне кажется, всех зрителей тоже. То есть обширный, широкий спектр больше всего, да, нас радует и удивляет в творчестве танцев. И это прекрасно. У нас откроют соревнования своим катанием Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов из Беларуси. Они выступают вне конкурса на этом турнире. Ну а тренируются они у Дениса Самохина и Марии Боровиковой.
будут кататься под музыку Эдвина Мартона. А затем официальные соревнования откроют Елизавета Кириллова и Илья Карпов. Они будут кататься под тему Джеймса Бонда, спасать мир, может быть, самих себя. В общем, нести прекрасное в массы. А также нести прекрасные в массы сразу после Елизаветы и Ильи будут Алиса Крайнюкова и Семен Нетцев из Ростовской области под музыкальное сопровождение из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Сейчас на ваших экранах тренерский штаб Евгения Крайнюкова, мама Алисы. Ребят мы знаем давно, и нам нравятся их программы. Надеюсь, что сегодня у них получится передать нам образы из этого мюзикла. Сегодня у нас вообще день мюзиклов. Во-первых, день мюзиклов, да. Кабаре будет темой у Ольги Федоровой и Павла Драко в их произвольном катании. Во-вторых, у нас первая группа участников, первая разминка получилась не только разношерстной, но и очень мощной. Да? Некоторые спортсмены понаделали такое количество ошибок в ритм-танце, что весь список перетасовался максимально, ну почти как в одиночном катании. Поэтому здесь и Алиса с Семеном, это очень крепкие спортсмены, которые могли оказаться во второй группе участников. И Ольга с Павлом тоже очень техничная и яркая пара. Ну и, конечно же, Елизавета Пасечник и Дарья Черезана, спортсмены, которых, конечно, мы, наверное, не ожидали увидеть в первой группе участников, но это танцы на льду, это жизнь, и случается всякое, поэтому сегодня мы ребят увидим только в первой группе, не в самой сильнейшей, но это не отменяет того, какой прекрасный будет произвольный танец и каким качественным катанием они порадуют нас. Я уже посылаю сигнал во Вселенную, что сегодня все получится у этих прекрасных мастеров своего дела, мастеров конька. Новые костюмы у ребят, невероятная красавица Лиза в очень-очень красивом платье. Сейчас также новая рубашка и у Дарио. И с нетерпением мы вся арена и весь мир танцев на льду, наша семья танцевальная ждет проката этих спортсменов. Вот болельщики, мы, простые болельщики, конечно, вчера были очень расстроены, когда такая неудача случилась с Пасечник и Черезана. Да, это их группа поддержки, которая, кстати, весьма многочисленная. Но как воспринимают сами спортсмены, тренерский штаб? Ты не общалась с ними? Для них, ну, это же все-таки спорт, все прекрасно понимают. Взлетел, упал, взлетел, упал. Мы поговорили с ребятами, постарались поддержать их. Надеюсь, что им это помогло, но они настроены по-боевому, уверены в себе и не будут обращать внимание на то, что было вчера. Вчера это было вчера, а сегодня новый день, и сегодня есть возможности все поменять и в турнирной таблице, и в том, как восприниматься будет все в последующее время. Прекрасный подход к жизни, Елизавета. Я поддерживаю. А сегодня у нас произвольные программы, и откроет эти соревнования своим выступлением белорусская пара «Танго любви» Эдвина Мартона прозвучит в их произвольном танце.
Прекрасная танго. Танго полное драматизма, взаимоотношений. Хочется, чтобы вот у этих людей не именно у Екатерины и Дмитрия, а у тех людей, которых они изображали, все тоже было хорошо в итоге. Очень драматичная, очень красивая, очень сбалансированная постановка. Правда, хочется отметить, красота красивая, но зрителя не обманешь точно. Хочется отметить именно то, как здорово составлена программа, какие классные композиционные вещи, из чего состоит вся эта программа и весь этот произвольный танец. Программа, да, мне очень безумно понравилась. Не безошибочно сегодня, конечно, отгадали ребята, но ребята очень красивые, очень статные, и мы им, конечно, тоже желаем как можно больше соревнований, стартов. И как здорово, что у них есть возможность кататься сегодня здесь с лучшими спортсменами нашей страны и сравнивать свои возможности с другими. Вот здесь была ошибка на качестве и на третьем, и на втором твизле у партнера, поэтому будет только второй уровень сложности. Но очень круто поработали даже в сравнении. Вот я помню ребят в Магнитогорске над качеством шагов. Именно катание стало более плавное, такое тягучее, чистота поворотов, шагов. И сама программа тоже играет новыми яркими красками. Поэтому, несмотря даже на какие-то мелкие помарки, не испортила впечатление. А вам как, Василий? Но даже те же самые твизлы, на которых вот эта помарка вроде как была, они не вроде как, а была, они настолько были близко выполнены друг к другу, то есть спортсмены намеренно шли на какое-то дополнительное усложнение этого элемента, потому что на прошлом этапе, по-моему, у них были такие, заходили они на большем расстоянии, на твизлы. Ну, по каждому элементу можно отметить прогресс ребят и улучшения. Ну и Дмитрий, конечно, молодец, что не отпустил и до самого конца стоял в положении и во втором, и в третьем твизле. И поэтому тоже не испортил впечатление от общего проката. Этапы закончились, говорит Денис Эдуардович. Конечно, тоже, я так думаю, он рад. хотелось бы. И Самохин, тренер в Балашихе, Опыт, конечно. прекрасный в прошлом спортсмен, ныне замечательный тренер вместе с Марией Боровиковой. Огромную работу тянут на себе. Очень интересные пары из разных стран. За исполнением произвольного танца Екатерина Андреевна и Дмитрий Глебов набирают 98,8. Получают свою оценку белорусские спортсмены, что называется, для информации. И мы переходим к официальной части турнира Гран-при в Омске. На лед приглашаются Елизавета Кириллова. Елизавета Кириллова и Илья Карпов сегодня спасают мир или спасают друг друга. У Джеймса Бонда и его девушки это, что, как говорится, как пойдет.
Елизавета Кириллова, Илья Карпов. Ну вот как вчера ты говорила, что в Москве, видимо, что-то ребята в том числе поняли после катания на такой огромной московской арене, как к соревнованиям может относиться, к чему-то, может быть, легче относиться, более свободно. И действительно танец идет и движется вперед, и публике нравится. И даже вот я смотрю, уровни увеличиваются на тех же твизлах. 4-м поставили сегодня. Да, и Илья сегодня получил даже 2-й уровень сложности на дорожке. Ну, то есть мы видим, что для спортсменов, конечно, опыт соревнований очень важен, и он работает на прогресс. Но чем-то сильно прям расстроена Елизавета. Мне показалось, что был небольшой сбой под самый-самый конец программы. Как будто рановато пришли в какой-то момент в музыку и не так вступили в хореодорожку. Но мы сейчас посмотрим на замедленных повторах повнимательнее. В целом все элементы этой программы. Мы уже отмечали крутую проработку образов Джеймса Бонда и его боевой подруги, скажем так. Очень красивые костюмы, необычный такой, наверное... Да, после схватки. Костюм после схватки, да, Василий. Рукава оторвали, все расхристалось. Вы поняли, что я имею в виду с полуслова у меня. Интересные поддержки. Поддержка по прямой, которую мы сейчас видим на замедленном повторе. Пока горит 3-м уровнем только у ребят. Интересный очень вход в твизлы необычный. Редко, когда можно встретить такой через двукратную какую-то тройку. Это достаточно сложно. Вот ошиблась Лиза, не докрутила один оборот во 2-м твизле. Я думаю, что сейчас из-за этого пересматривают конкретно этот элемент, техническая бригада. Может быть, из-за этого и расстроилась. Вот тоже побочное явление выступлений больших. Если на прошлом турнире они уехали с катка и такие, ну, слава богу, мы доехали до конца, и все круто, что мы это все сделали. Теперь уже другое отношение. Елки-палки, мы же вот тут-то не доделали, и ты становишься более тщательным в отношении к себе. Николя, привет. Ну, именно поэтому Спасибо моим такие врачам моменты за то, что мы и вылечили мое прогрессируем. плечо. Нижний Новгород, привет. Нижний Новгород, привет. Я всех Лиза говорит, что болит плечо, и у нее Всем действительно всем. затейпировано Всем было всем сегодня привет, утром привет, плечо всем на спасибо тренировке. большое. Я всех люблю. Нижегородской Федерации, привет. Может быть, просто из-за болезненных ощущений она переживала, а не столько Всем из-за спасибо. каких-то неудач, потому что, ну вот, да, все-таки у девушки пересмотрели, у партнерши уровень. Вот твизлом поставили у нее 3-й. Ну, конечно, на адреналине ты уже не чувствуешь боль, уже не понимаешь. И, наверное, только в первые секунды, когда музыка закончилась и прокат завершился, понимаешь, что там действительно болит. А в полной мере ощущаешь свои болезненные ощущения уже, наверное, на следующее утро. Но мы надеемся, что у Лизы будет все в порядке. И желаем ей, в первую очередь, конечно, здоровья, и чтобы все травмы, если они есть, залечились. произвольного танца Елизавета Кириллова и Илья Карпов набирают 73,17. Результат Елизаветы Кирилловой и Ильи Карпова на ваших экранах. Компоненты на 2 балла. Они поставили. получше по баллам на 3, чем были в Москве. На лед приглашаются Алиса Крайнюкова и Семен Нетцев на льду. 8-е место после ритм танца у ребят из Ростовской области. Нотр-Дам-де-Пари. Очень трагичная история. А настроение для трагедии можно черпать во вчерашних ошибках. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle au nom de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenteront de vous la transcrire Pour les siècles à venir
Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Cet océan de passion qui déferle dans mes veines, qui cause ma déraison, ma déroute, ma déveine. Doucement j'y plongerai, sans qu'une main me retienne. Lentement je m'y noierai, sans qu'un remords ne me vienne. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Moi qui me croyais l'hiver, me voici un arbre vert. Moi qui me croyais de fer, contre le feu de la chair, je m'enflamme et me consume pour les yeux d'une étrangère qui ont bien plus de mystère que la lumière de la lune. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire. J'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Tu vas me détruire. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. En haut de la rue Saint-Denis, il existe un endroit béni dont on voit briller les bougies dès que vient la tombée du jour. Là-bas au milieu de la plaine, il suffit qu'un jour on y vienne pour que toujours on y revienne au cabaret du Val d'Amour. Au Val d'Amour, les femmes d'amour vous font l'amour pour quelques sous. Pas besoin d'or ou de bijoux, pas de discours ni de mots doux, que quelques sous pour faire l'amour aux femmes d'amour du Val d'Amour. Au cabaret du Val d'Amour, au cabaret du Val d'Amour. Молодцы ребята, Алиса Коренюкова, Семен Нетцев сегодня наверняка довольны своим прокатом. Вчера, почему я сказал о трагедии вчерашнего проката, потому что, очень был расстроен Семен вчерашней неудачей, хотя, казалось бы, это был всего лишь один маленький эпизодик, да, в танце. Сегодня ребята, конечно, поработали на славу. Алиса и Семен наверняка перфекционисты и хотят, чтобы у них получалось в их прокатах на соревнованиях все на 100, на 150%, потому что за этим огромная работа и тренеров, и самих спортсменов. Они кладут на это жизнь на самом деле и вкладывают все возможные силы. Мне очень понравился сегодняшний прокат. Я, правда, получила удовольствие и получила разные эмоции. Круто ребята передали образы Эсмеральды и Квазимода. Это девочка. Очень эмоционально катались. Хочу отметить, что в этом сезоне эта пара
Я ее знаю давно, слежу за их развитием давно, и очень они спрогрессировали и в техническом плане, и в эмоциональном, передаче образов, в постановках, интересные программы. Ну, такие даже бывают страсти у нас в танцах на льду. Да, передача образов, а может быть, спортсмены пары в жизни этого мы не знаем и не узнаем. Но спортсмены, танцоры, настоящие актеры. Очень много трогательных позиций у них в их танце. Очень необычные. Да. Может быть, ребята не отличаются какими-то, скажем так, выдающимися антропометрическими способностями, да, потому что достаточно маленькая разница в росте между партнерами, но максимально интересные, сложные позы в поддержках, во вращениях. Очень близкие твизлы были исполнены 8-м элементом в программе. Я специально посмотрела на таймер. Практически 3,5 минуты прошло, когда ребята закончили этот элемент, и он был исполнен близко, синхронно, на 4-й уровень для обоих из партнеров. Поэтому сегодняшний прокат точно можно назвать удачным. Красавчики. Набирают 86,27 балла. Сумма за два танца 141,63. На данный момент они занимают Так, на данный момент, набрав 141 балл, они возглавляют турнирную таблицу. на лед приглашаются Ольга Федорова, Павел Драко. А тем временем страсти и человеческие пороки продолжают изучать следующие участники турнира. Ольга Федорова и Павел Драко. Ну, правда, тема кабаре композитора Джона Кандера позволяет это делать в легкой и развлекательной форме. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Fräulein Sally Bowles! You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my lieber Herr. Farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I always said that I was a rover. You must admit you're brown. You should have known by now. You've every cause to doubt me, mein Herr. By mein lieber Herr, well, mein lieber Herr, it was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You'll get on without me. It's the fine Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. All the odds are in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen sometime. Maybe this time I'll win.
Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel you have nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, so you mourn and you groan quite a lot, you can take it on your chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat got. When you haven't any coal in the stove, when you freeze in the winter and you curse at the wind of your fate. When you haven't any shoes on your feet and you clothes on your paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love them more. But when hunger comes a rap, rat-a-tat at the window. At the window. Who's there? Hunger. Hunger. See your love lies out the door. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round. That clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. And a buck for a pound. It makes the world go round. Великолепно, прекрасно. И Ольга Федорова, Павел Драко. Мне даже в какой-то момент в завершающей части этого танца хотелось немножко вперед подтолкнуть Лайзу Минелли и Джоэла Грея, чтобы они пели чуть-чуть быстрее, потому что ребята неслись вперед, и надо было успевать. Шучу, конечно. Они все идеально сделали в ритм. Ой, ну я улыбалась 4 минуты. Вообще просто сидела и ногой в такт притаптывала, головой кивала. И вроде вот, да, ну, мюзикл «Кабаре». Ну, сколько раз уже катали эти образы. Ну, сколько раз мы уже слышали музыку «Мани, мани, мани». И, ну, казалось бы, такой вот нехорошее слово, но и избитый, да, образ. Но какие новые вообще ребята. И я восхищалась этим произвольным танцем на первом этапе гран-при. Денис Эдуардович тоже счастлив, и тоже я так краем глазом видела, что он улыбался и смеялся тоже на протяжении всего проката. Ну, потому что, ну, Павел — это настоящий актер, это точно его образ. И вот хочу еще отметить, что во время исполнения дорожки на одной ноге, которая была стартовым элементом спортсменов, и сердечко они сложили во время тизла, смотрите, публику не обмануть. Это было сделано настолько музыкально, настолько тихо, с хрустом, не от зубцов, а от ребер. И ребята, кстати, получают 2-й и 3-й уровень сложности для одноножной дорожки. Это очень-очень хорошие оценки, близко. И даже начали хлопать после исполнения этого элемента, хотя обычный зритель, он не понимает, ну, дорожку, ну, не дорожку, откуда мы знаем. Там, все привыкли на поддержках же, да, хлопать после исполнения сложных элементов. И это тоже заслуживает отдельной похвалы и внимания. Ну, прокат-праздник, правда. Всегда приятно видеть этих ребят. Они поднимают настроение и ритм танцем, и особенно этим произвольным танцем, этой постановкой. И даже бессмысленно говорить про какие-то там, ну, как обычно, какие-то пустые места. Не то чтобы их не существует, этих пустых мест. У них идет 2 линии, у нее своя, у него своя. Каждый отыгрывает моментально каждый музыкальный акцент. Отличная программа. Совершенно согласна с вами. 94,96 балла. Это первый результат сегодня на данный момент. С огромным преимуществом, конечно, ребята сейчас первые. На 2 балла больше они набирают, чем в Магнитогорске, и это очевидно. Так, хлопать. На лед приглашаются Елизавета Пасечник, Дарья. На этапе Гран-при в Омске довольно-таки непредсказуемые участники первой разминки. Елизавета Пасечник и Дарья Черезана. Это произвольный танец на льду. Правда, 2-й срыв уже, конечно, наводит на размышления. Катаются они под музыку из оперы Жюля Масне «Таис».
j'ai parlé, je t'ai menti. Je t'ai menti. Le ciel, rien n'existe, rien ne avec la vie que l'amour des hommes. Par toi, j'ai connu Такая музыкальная, насыщенная, драматичная, полетная программа этих спортсменов. Но, Лизонька, что у нас происходит с ребятами? Что с Твизлом? То одно, то другое. Такая великолепнейшая совершенно пара. На таком уровне катаются, столько у них взаимоотношений, музыкальности, ну и техники в том числе. Все это умеют делать, они Твизлы не умеют делать. Что с ребятами? Да, конечно, все они умеют. Ну, до слез обидно, конечно. Уже хочется... У меня уже не выдерживает нервы, клянусь. Хочется уже, чтобы без ошибок мы увидели прокаты у ребят. И вот кто придумал эти Твизлы, господи? Красота красивая, ну правда, ну просто красота красивая. Новые костюмы шикарные у ребят. И как с первых секунд ребята работали с хореографом на протяжении всех этих недель после Магнитогорска. Но новое какое-то вот прочтение самих себя, новая энергия у Дарика, новая энергия у Лизы. Они, конечно, расстроены и понимают, что не на 100% прошел прокат. Но все остальное, кроме этого элемента, шикарный вход, потрясающий вход во вращение. Никто, я никогда не видела, чтобы хоть кто-либо смог сидеть в таком положении во вращении. И поддержка новая, которую ребята исправили, доработали. Очень красивое положение в отклонении. Комбинированная поддержка по прямой вместе с вращательной. Такие музыкальные входы, выходы из элементов. Также вход является неожиданным входом для технической бригады. И очень-очень красивое положение. В шпагате берет в стационарную поддержку. И вот этот самый элемент начал ходить конек с пятки на носок у Елизаветы. Из-за этого случилась ошибка на первом твизле, и падала нога, и только первый уровень сложности из-за этого на твизлах.
Дорожка шагов на одной ноге 3-го уровня для обоих из партнеров. Серпантин, дорожка в позиции 3-й уровень для Елизаветы, 4-й уровень для Дарика. Вообще потрясающе была исполнена чисто, чистейшим образом. 100% чистых поворотов было сделано в этой дорожке. Хочу это тоже отметить. Сразу я поняла, что техбригада точно поставит высочайшие уровни. Упал уровень во вращении до 2-го, не досчитали обороты, я полагаю, во 2-й позиции во время исполнения ласточки у Дарика. Они получают практически идентичную оценку с той, которая у них была в Магнитогорске. Естественно, здесь и сейчас они впереди и опережают Федорова и Драко на 16 баллов. Ну, мы не устанем им желать удачи. На переходе между первым и вторым. Вот, я не увидела. Ладно, все, Встречаем на льду участников второй группы. Алиса Абдуллина, Егор Петров, Санкт-Петербург. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин, Москва. Анна Щербакова, Егор Гончаров, Москва. Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Москва. Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. К пятому этапу у юниоров 6-й, а у нас 5-й. Уже все тренеры, ну, кстати, тренеры на юниорах тоже работают, поэтому у них тоже 6-й этап. Все уже находятся в такой легкой прострации. Сейчас мы слышали, как спортсмены сказали, а мы вот еще там ошиблись. Анжелика Крылова это говорит, ой, я даже не заметил, уже сил уже нет на это, на все смотреть. Возьмут протоколы, все изучат, потом продолжат работу, и мы, конечно, искренне верим в то, что на следующих стартах, а это должен быть чемпионат страны, будет проведена всеми, у кого были неудачи, мощная работа над ошибками. Вторая группа участников на льду. Это произвольный танец на Гран-при в Омске. Алиса Абдуллина, Егор Петров катаются первыми. Представляет Санкт-Петербург, их тренер Елена Соколова. Все, кто вот во второй группе здесь и сейчас выступает, вчера, конечно, дали нам потрясающее катание. Сейчас ждем продолжения в том же духе. Елена Соколова и Кирилл Алешин сейчас на ваших экранах. Тренеры команды, тренерский штаб. Кирилл еще в недавнем спортсмен, но уже на тренерском поприще прекрасно развивается. Следующими выступят Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. Спортсмены из тренерской группы Ирины Жук и Александра Свинина. У них очень интересная тема произвольного танца «Клеопатра и Цезарь». Мы видели этот произвольный танец в Красноярске. Он прошел с серьезным срывом поддержки по дуге. Из-за этого ребята заняли совсем не то место, на которое рассчитывали. Но сегодня мы надеемся, что все получится у спортсменов. Потрясающая красавица Ирина Владимировна Жук сейчас на наших экранах. Не могу это не отметить, что у нас и спортсмены, и тренеры самые прекрасные, самые красивые. Следом выступят Анна Щербакова и Егор Гончаров. 19 лет Анне, 21 год Егору. У них авангардная постановка под музыку группы Intelligence, Outlaw на русском языке. Да, белорусские ребята. Такая андеграундная группа. Как они себя называют? Техно-блюз. Ну и, наверное, все постановки можно назвать тоже андеграундными в группе Екатерины Рублевой и постановщика Сергея Плишкина, который и является автором этой программы. Тина Борисовна сейчас на ваших экранах. Также Иван Шефер тренирует эту пару. Сейчас он переживает за своих спортсменов в Москве на родном катке в школе «Сокольники». Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Думаю, вы
уже видели их катание в этом сезоне и по костюмам идентифицируете тему из кинофильма «Матильда», где они представляют своих героев, царевич Николая, балерину Ксишинскую и их любовную историю, полную драматизма. И вот иногда нужно сделать выбор между любовью и долгом. Ксения Румянцева сейчас на ваших экранах, тренер, которого катался, возвращался, уходил. Такая тоже драматическая история их работы с Павлом Дроздом, но с самого-самого юного, еще юниорского возраста Павел ездил и на чемпионаты мира, и на финалы Гран-при юниорские с именно этим тренером. Ну и завершат сегодняшний танцевальный турнир Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Наша молодая пара, 22 года и 23 года, партнерши и партнеру, соответственно, лидеры команды из Санкт-Петербурга, сборной Санкт-Петербурга, ну и не только этого прекрасного города на Неве, но и сегодняшнего турнира. Выступают они в качестве лидеров после ритма танца. Такой необычный для них статус, как ребят спрашивали журналисты вчера, давит ли это на них. Катя ответила, что не будет порождать эту мысль у себя в голове и будет просто делать свою работу. Я уверена, что у них сегодня получится сделать все на максимум, потому что тренировка сегодня была проведена просто великолепно. Прокат был прекрасен, в ногах, с настроением, с проработкой образов. Ребята успевают и с нами поздороваться, и поулыбаться нам. Здорово, когда все катаются в удовольствие, в кайф и не переживают. Да и плюс ко всему Екатерина и Евгений в своем творчестве еще нашли такую необычную тему, да, актуально современную, про любовь к искусственному интеллекту, и воплотили ее на льду. Это прям вишенка на торте сегодняшних соревнований будет. А начнем мы с катания Алисы Абдуллиной и Егора Петрова. На лед приглашаются Алиса Абдуллина, Егор Петров, Санкт-Петербург. Пятые после ритм-танца Алиса Абдуллина и Егор Петров катаются под музыку из аниме «Судзуме, закрывающая двери», одного из самых кассовых в истории Японии. Чудесный, оригинальный выбор тематики в произвольном танце.
Прекрасное катание у Алисы Абдуллиной и Егора Петрова. Но вот японская тема, она же такая опасненькая для танцев, где нужно много эмоций выражать, а японцы, они нация сдержанная, и у них все такие взаимоотношения очень, как-то, ну, не сказать формальные, но очень аккуратные, иерархические. Ну вот в этом сложность этой программы, этой постановки, что должно быть такое катание, как я когда-то выражалась, шепотом, такое очень аккуратное, кантиленное, но в то же время это может показать мастерство владения коньком спортсменов. Поэтому, ну, я согласна, это правда, вы, Василий, правы. Японская тематика именно в танцах на льду редко когда берется. И отдельно вот нам сейчас показали детали костюмов. Костюмы великолепные, очень красивые. Кимоно, платье. Потому что в этом же еще должно удобно кататься. Если одна-то там еще более-менее как-то. Настоящее кимоно, конечно, нам не уехало. А с партнером, конечно, это очень такие детальные моменты, которые заранее продумываются с мастерами по шитью костюмов. Сегодня немножко не задались выходы из поддержек у спортсменов. Из-за этого будет в стационарной поддержке только 3-й уровень. Обидно. Да, как-то совсем вот неудачно немножко вышло, не схватилась за руку, но при этом вот прекрасно была выполнена поддержка комбинированная по дуге и вращательная совместная, оба 4-х уровня. Дорожка на одной ноге, 3-й уровень для партнерши, 3-й уровень для партнера. А вот на твизлах было большое расхождение, серьезное расхождение у ребят. Несинхронно вращали обороты. Первый твизл был чуть ближе, второй твизл чуть дальше. Элемент чуть-чуть не задался, они умеют делать его гораздо лучше. И, к сожалению, упал уровень для обоих из партнеров только до 3-го. Но, опять же, это не испортило впечатление. Ну, отработали они японскую тему, конечно, очень классно. Так много красивых позиций найдено прям с самого начала во вращении, в стационарной поддержке. Вот как выглядит, когда ты берешь мороженое в Кисенкрае. Довольные спортсмены. Довольные, да, правда, своим прокатом. Большие молодцы. Они получают 2-е место по произвольной программе и на 13 баллов отстают по сумме 2 программ от Елизаветы Пасечник и Дарио Чередзана, которые по-прежнему впереди. Историческая тема взаимоотношений Марка Антония и Клеопатры, которая вот заявлена у Милана Кузьмино и Дмитрия Студеникина, вообще-то дело в том, что имя Клеопатры, жившей 2000 лет тому назад, в этом году снова у всех на устах. Одна отчаянная девушка-археолог вроде как нашла затопленный город и порт, где по всем расчетам находится могила этой египетской царицы. Да, так что инфоповод есть у этого танца, кроме потрясающей постановки.
Радуют нас сегодня своими танцами участники омского турнира Гран-при, накалом страстей, эмоциональными постановками. Одно удовольствие посмотреть. Спасибо большое ребятам за этот прокат, спасибо им за этот произвольный танец. Наконец-то мы смогли увидеть в полной красе, без ошибок, без срывов эту программу, в настроении, в полной боевой готовности, в хорошей форме у ребят. И действительно, сегодня мы получили настоящее наслаждение от этого проката. Раскочегарились с этапа в Красноярске. Сейчас прям настоящий Голливуд. Ну, наконец-то. Ну вот. Все слушают твои комментарии и повторяют потом. Ну, наконец-то. Ну, потому что, сказала конечно, мы Ирина Жук. сегодня, скажем так, отправляли ребят на соревнования именно с этими словами, с Ириной Владимировной. Дай бог, чтобы все получилось, чтобы уже наконец-то спортсмены сделали то, что они умеют по-настоящему хорошо. Твизлы, стартовый элемент, 4-й уровень для обоих из партнеров, дорожка на одной ноге, 3-й уровень для Миланы и 4-й уровень для Дмитрия. Это достижение серьезнейшее. К концу программы уже была исполнена дорожка в позиции, 2-й и 3-й уровень. Видимо, ноги чуть подустали, но, значит, спортсмены могут, умеют делать чистые повороты. И к главному турниру сезона, к чемпионату страны, будут накатывать еще сильнее и сильнее, чище и чище делать все важные технические вещи. Дорожки шагов, они, конечно, пришли в таком боевом настрое, танцевальном. Прям взбудоражили весь зал и нас. Меня. И меня. Нас. Для того, чтобы им сохранить свою позицию, им нужно набрать около 100 баллов, но они набирают 107. Это 2-е место в произвольной программе, но 1-е по сумме 2 программ. Конечно, у Елизаветы и Дарио было очень сильное отставание после ритм танца, поэтому шикарный произвольный их поднял пока что вот на эту позицию. На лед приглашаются Анна Щербакова, Егор Ученики Гончаров, Екатерины Рублевой, Москва. Ивана Шефера и Сергея Плишкина на льду. Анна Щербакова и Егор Гончаров, в отличие от их ритм танца, сегодня дадут публике настоящего техно-блюза. Белорусская группа Intelligence с песней Outlaw о борьбе с рутиной. Надежда жить и не шагу нам. Если бы вы знали, солнце это агония, агония.
будет это всегда. Этот мир, это суета. Но если бы вы знали, это не навсегда. Есть надежда жить и ни шагу назад. Если бы вы знали цену беззакония, диаболия. Фух, ура. Очень радуется сейчас Анна. Очень рады ребята, потому что как-то вот так начинался сезон, у всех дуэтов нашей сборной команды были какие-то досаднейшие ошибки, самого обидного какого-то формата. То кто-то сорвет вращение, то кто-то споткнется, упадет. И, конечно, из-за этого сейчас, когда мы видим чистые прокаты, душа поет и радуется. Приятно за спортсменов, когда они получают результат своей огромной работы. И сегодня у ребят прокат получился очень-очень здорово. С этим мы их и поздравляем. Молодцом. Да, потрясающее катание, потрясающий звук, очень интересный, нетривиальный трек. Они нашли и само содержание этой программы с кем-то из болельщиц в одном из эпизодов, когда вот музыка затихла, даже случился какой-то, мне кажется, припадок. Ты слышал крик «Егор!» Да, через весь стадион. Это кричит Анна, Василий. Прости, я думаю, кто кричит. Это кричит Анна. Я немножко постараюсь раскрыть детали расскажи. постановки, как ее объясняют ребята. Эту историю каждый понимает так, как он чувствует в данный момент своей жизни. Поет как раз-таки в музыкальном сопровождении слова, что все это не важно, весь этот мир, вся эта суета. То есть в конечном итоге все оказывается, что любые какие-то житейские проблемы, любые какие-то сложности, что нам кажется в конечном итоге концом света или чем-то сложным, вот мне кажется, что нужно, ребята пытаются показать, что нужно остаться друг с другом и не потерять себя, не потерять в первую очередь себя, что, возможно, какие-то высшие силы или какие-то серьезные вещи, они управляют нашим мозгом, нашим влиянием и нашим восприятием этого мира. И поэтому важно не потерять самого себя. Это очень интересно, это очень круто. Это по-настоящему замечательная пара, которая показала очень глубокое катание. И они набрали 112 баллов. Это лидерская позиция как в произвольном танце, так и по сумме двух программ. И ребята уже точно с бронзовой, как минимум с бронзовой медалью этого турнира. Со своим
Идем на взлет. На лед приглашаются Идем на взлет, Елизавета точнее не Шичина, скажешь. Павел Елизавета Дрозд, Шичина и Москва. Павел Дрозд, ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой, катаются под чудесную музыку Марко Белтрами. Этот гений киномузыки написал саундтрек для фильма «Матильда». Грустная история любви и долга. Ну, а они абсолютно прекрасны в этой программе. Елизавета Шичина, Павел Дрозд. Второе место после ритм-танца. И вот они сражаются здесь за пьедестал. Выложились в этом танце произвольном и благодарят друг друга за все то, что было сделано к
сегодняшнему старту, и то, как они к нему подошли, и... Ох, море переживаний, море. Очень драматичная программа, очень красивая постановка, очень красивая музыка, потрясающая, которая трогает до глубины души. И очень красивая, статная пара, прекрасная, потрясающая красавица Елизавета. И с очень красивыми линиями, дотянутыми ногами, с чувством позы. Все в этой паре есть, все в них прекрасно. И мы, конечно, с нетерпением ждем оценок. И следим в восторженном ощущении, наблюдаем за этой невероятной борьбой. Я вот за это очень люблю танцы на льду в этом сезоне. Да, уж столько непредсказуемых результатов было. Максимально непредсказуемо. Невозможно предсказать, какой пьедестал. Невозможно понять, кто будет за кем. Сейчас вот каждая копеечка важна. Сколько GOE, сколько надбавок судейских получат спортсмены, какой уровень у кого будет. От этого зависит медаль, распределение спортсменов, их рейтинг, набор очков. И в этом, конечно, есть жизнь. Очень мягкое, пластичное такое катание. Даже на твизлах как-то вот не теряют какую-то воздушность спортсмены. Очень музыкально расставлены хорошо элементы в этой программе и очень интересные находки, которые вплетены в эмоциональность, как вот скользящее движение сейчас мы видели. И очень вот драматичная хореографическая дорожка шагов, которая была завершающая в этой программе, в этом танце. Ну, образы ребятам точно подходят. Поздравляем с прокатом и ждем оценок для того, чтобы... Катюня с нами. Команда, привет. Передает привет Екатерине Валерьевне Волобуевой. Мы тоже передаем ей привет. И очень сильно все ее любим. Чтобы стать лидерами в данный момент и сохранить свою позицию, им нужно набрать 113 баллов, 112-37 своей произвольной. И смотрим на результат. Да, 113,45. Это первый результат по произвольной программе. И они лидируют на балл, опережая Анну Щербакову и Егора Гончарова в этих соревнованиях. То есть минимум серебряные медали, а впереди катание лидеров. Это программа о насущном в исполнении лидеров соревнований Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. Мужчина влюбляется в голосового ассистента, в искусственный интеллект, в девушку, любит ушами. Никто его еще так не понимал, как она. Но принадлежит ли она ему, если данная суперпрограмма одновременно обслуживает миллионы пользователей? Вот это поворот.
My dear, I'll be there soon. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and we're a million miles away. Блестящая программа у Екатерины Мироновой и Евгении Устенко. Ты знаешь, она вот какая-то хрустальная, какая-то хрупкая, как будто они все в тишине так тихонечко проговаривают. Он ее, ну, прям как пушинку перемещает по этому катку, и она так взлетает. Ну, прямо удивительно. Ну, браво. Сегодня браво ребятам. Очень крутой прокат, который вот до самой глубины сердечка моего тронул, и я получила огромное удовольствие, и вы, Василий, я уверена, получили огромное удовольствие от этой программы. Какая сложная была музыка. Ее вот отдельно, если слушать, ну, ее тяжело воспринимать, ну, будем искренними. Поэтому кататься под что-то более такое мощное, когда много в ансамбле скрипок, виолончелей и других каких-то инструментов музыкальных. Империал оркестра Джеймса Бонда. Ну, конечно, проще воспринимать, как-то вдохновляться музыкой, и уже под музыку кладутся движения спортсменов. А здесь музыки практически нет. И ты все внимание, оно падает на катание спортсменов, на их постановку. Я хочу отметить, что не видно было на замедленных повторах сегодня, но программа начинается не с первого движения, а с того, как спортсмены еще же не знакомы, образы спортсменов же еще не знакомы. Саманта и вот эта девушка и этот мужчина, они не знакомы. Катя стоит сзади и просто первым движением дует вот так вот на волосы Жени. И вот с этого момента начинается программа, первое взаимодействие с вот этого воздуха. И вся воздушность на протяжении всех 4 минут, она сопровождается в этом произвольном танце. Даже не хочется говорить про элементы, ну правда, не хочется говорить про элементы, и это очень ценно в танцах на льду, когда ты не задумываешься ни о каких уровнях, не думаешь, что там было по поворотам, по шагам, ты просто наслаждаешься этой красотой и вот этим кантиленным прекрасным гаданием. Высокие уровни, высокие. За исполнение произвольного танца Екатерина Миронова, Евгений Устенко. И они получают первое место по произвольной программе и становятся победителями этого турнира с результатом 193 балла и 22 сотых. Поздравляю Катю и Женю. Они еще, мне кажется, не могут поверить в то, что они выиграли свой первый этап Гран-при. Как сказал Великий, можно говорить. Это очень вот, необычная победа, она необычно и сложилась, и правда, программа, она как бы не вот... Не напирающая, да, а вот так интеллигентно входящая на пьедестал эта программа, так мягкими шажочками. Я не помню, кто употреблял вот это вот эпитет, что шепотом катаются. Это ты говорила? Я говорила, да. Ну вот это именно оно, правда? Лиз, давай послушаем поскорее интервью с победителями Евгенией Медведевой и Максим Троньков уже в Кислом-Крае. Мне очень хочется с ребятами пообщаться. С удовольствием. Фигурное катание на 2 дня оказывает
День произвольных программ в Омске, где проходит заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири». Первый вид – это танцы на льду. Сегодня завершили свои выступления и уверенную победу одержали Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Это первая победа для ребят на соревнованиях такого уровня. Мы, ребята, вас поздравляем. Расскажите, волнительно было выходить сегодня на лед? Ведь, наверное, так хотелось впервые золотую медаль получить на этапах Гран-при России. Да, было волнительно. Максим, спасибо за вопрос. Вот вам мой ответ. Было волнительно, потому что долго, лично мне, говорю за себя, пришлось долго ждать выхода на лед. И я уже успел и конечки снять, и попрыгать, и потанцевать, и посидеть, и другими делами заняться. А только вторая пара проехала, а уже я устал. А вы вместе проводите время перед выходом на лед, вот когда долгое ожидание, или стараетесь как-то абстрагироваться друг от друга и находиться в своих мыслях? В современных реалиях у мужчин и у женщин разные раздевалки, поэтому мы сидим в разных раздевалках. Вы уходите в раздевалку. Просто я в раздевалке не уходил. Я всегда где-то ставил себе стульчик в коридоре. Поэтому тут просто долго ждать, и много народу туда-сюда ходит, а в раздевалке более уединенная атмосфера. Вот. Понятное дело, что вы довольны результатом 100%. Я вас лично поздравляю тоже с вашей первой победой на Гран-при России. Довольны ли оценками? Потому что, понятное дело, победители не судят, но мы всегда сами анализируем свои внутренние ощущения, свое выступление. Вы вот вообще довольны тем, как вы прокатали программу и оценками? Я думаю, что произвольный сегодня получился очень чувственный и внутри пары очень эмоциональный. Что касается оценок, я думаю, что этот вопрос мы будем разбирать позже, внимательно рассматривая распечатки, потому что у нас две оценки – техническая и судейская. В общем, да, если вы выросли, тогда отлично, мы рады. В целом, если сравнивать предыдущий этап и данный, этот получился намного спокойнее, хоть и вроде бы большая ответственность из-за мест, из-за ожиданий внутренних, но в целом намного проще его было катать. Возможно, потому что уже второй этап, возможно, потому что Омск, хорошая арена, отличные зрители, атмосфера. Вот так. А мы знаем, что ты сама компонуешь музыку для выступлений ваших. Как ты вообще к этому пришла? Потому что, мне кажется, очень мало спортсменов, которые действительно в руки берут такой инструмент и нарезают музыку в программах на компьютере. Это вообще как? Я даже себе представить не могу, как это все происходит. На самом деле все не так сложно. Как кажется, есть специальная программа, которая обрабатывает музыку. Если ей научиться пользоваться, то я считаю, что каждый способен это делать. Другое дело, что для этого должно быть терпение, потому что если хочешь хорошую музыку, нужно посидеть, послушать, разбирать ритмы, все это сводить. Но музыкальное образование для этого не нужно. Бери и делай. Сейчас можно делать все, что угодно, без образования. С искусственным интеллектом сейчас все можно делать. Кстати, используете ли вы искусственный интеллект? Может быть, у вас просто сногсшибательная есть поддержка вот эта на месте вращательная, и, может быть, вы ее в чате GPT придумали? Всю нашу программу «Откроем секрет» придумал чат GPT. Мы съездили на сборы и такие, а какую же программу нам поставить? И в чат GPT нам выдал идею, прописал каждую руку, каждую ногу, каждое движение. На самом деле музыку он сам нарезал, поэтому мы... И все это вообще искусственный... Катается сейчас чат GPT. Это все искусственный интеллект. Вот, не ребят, доверяйте. Мы с Максимом очень любим брать у вас интервью, потому что вот непонятно, издеваетесь вы или все-таки серьезно говорите? Издеваются. Нет, мы просто на своем приколе. Не, но правда, в повседневной жизни чат GPT как-то участвует, как-то помогает? Я вот один раз в жизни пользовался чат GPT, мне надо было спросить, аллергия у меня это или нет. Это единственное, что я спросил. Он мне сказал, что, скорее всего, мне нужно обратиться к врачу. Я подумал, супер, само пройдет. Я использую чат GPT, но не всегда. А для каких целей обычно? Для разных. Ну, там, институт, например. Институт, например, да.
На прошлом этапе Гран-при как будто бы какие-то проблемы были со спиной или что-то со здоровьем. Сейчас все в порядке? На этом этапе выступали без каких-то сложностей? Я все еще в процессе восстановления. У меня просто защемило спину. Это бывает со всеми. Это не зависит от уровня подготовки. Просто так случается. Надеюсь, что такого не случится с вами. Вот как раз-таки поддержка, от которой мы просто с Максом ахнули, невероятной красоты. Мы такого еще не видели, где ты во время вращения одной рукой держишься за шею Жени, и ты как будто бы летаешь, порхаешь. Физически это выглядит действительно очень сложно для тебя. Чувствуешь ли ты какие-то ощущения в спине? Потому что напряжение там 100% высокое. Я отвечу, что я просто чувствую во время этой поддержки. Главное, чувствую. Да. Но она непростая, я согласна. Но очень красивая, это правда. Просто когда обсуждали эту поддержку с Женей, я говорю, это очень сложно, особенно для Кати. Я говорю, ну, я парник, я таких красивых не делал, немножко другие. Может быть, даже полегче или посложнее, не знаю. Это всегда повод для дискуссий. Но как будто бы это очень сложно. Это действительно, сколько вы времени потратили, чтобы ее разучить? Ну, скажем так, эта поддержка родилась случайно достаточно, потому что мы раскатывались в Америке на сборах, и я Жене предложила, давай попробуем вот нашу старую поддержку, только я на одной руке, и ты меня отпускаешь. Я попробую довериться своей левой руке. Ну и в целом сначала она получалась так. Но вы знаете, когда вы что-то пробуете новое, и вы точно знаете, что оно скоро получится. Но не с первого раза. Ну, конечно, нет. Вот. Но в целом мне она самой очень нравится, поэтому сколько бы сил у меня не было, ее я сделаю всегда с удовольствием. Совсем скоро. А я просто ее делаю, и меня никто не спрашивает. Возможно, еще, Максим, вы как парник мне скажете. Я еще на одной руке пробовал. Это сложно или нет? Я думаю, что на одной руке всегда сложнее, чем на двух. Поэтому, и наверное, зачем я это сложно. спросил, согласен. Следите ли за международным сезоном? Может быть, кто-то из пар вам особенно нравится? Или, может быть, какой-то элемент или программа, которая вам запала в душу? Следим. Я думаю, просто кто нравится. Этап, который сейчас проходил в Финляндии, мы не успели посмотреть. Но пока мои фавориты — это произвольная Гийома с Лоранс, ритм, танец. Жень, пока ответим, получше. Но мне ритм, танец никакой не приходит в голову, если честно. У меня сейчас в голове только отдых, поэтому... Но не на международной, хотя, наверное, на международной арене. Я больше произвольный танец. Пайпер с полем мне больше нравится, чем у Гийома. И у Смарт с Тимом. У них тоже произвольная, очень классная. А ритм, танец, не знаю, как-то... Он у всех и классный, и шикарный. А почему вот ритм-танец как-то спортсменам не заходит в этом сезоне? Вот я не слышал ни в одном интервью, чтобы спортсмены как-то позитивно отзывались о теме ритм-танца в Без этом сезоне. восторгов, как будто бы. У меня есть мнение на этот счет. Мнение. Получается, у нас было 3 сезона. 70-е, 50-е, 70-е, потом 80-е и сейчас 90-е. Я думаю, что мы как спортсмены, как фигуристы немножко утомились этим безумным ритмом. В любом случае музыку стараемся подбирать, чтобы она хорошо звучала на льду, в том плане, что она была активная, high energy, как сейчас прописано. И, соответственно, она плюс-минус всегда одинаковая, потому что одно лекало у этой музыки. И я считаю, что оно потихоньку начало издыхаться. Поэтому 4-3 сезон подряд ездить и танцевать, ну, как будто уже начинается такая история повторений. Стагнация. Но мы еще раз вас поздравляем с золотом. Впереди вас ждет самая приятная церемония награждения. Так что сейчас, Жень,
можно отдыхать. Все, выдыхайте, вы молодцы. Очень ждем вас на чемпионате России. Который пройдет в вашем родном городе, в Санкт-Петербурге. Поэтому приглашайте всех в Санкт-Петербург. У вас есть такая возможность, чтобы пришли за вас, поболели и поддержали. Питер, приходите. Если не можете прийти, смотрите на сайте Первого канала. Ну и смотрите на Первом канале наши соревнования, никуда не переключайтесь, потому что совсем скоро на лед выйдут наши замечательные девушки, представят свои произвольные программы. Там очень плотные результаты, и будет невероятная борьба, поэтому за этим обязательно нужно следить и смотреть. Ну а мы с Женей обязательно вернемся в нашу прекрасную студию и поговорим с победителем в женском одиночном катании. А ребят мы поздравляем и отпускаем их праздновать победу, первую в их карьере, победу на этапах Гран-при России. Спасибо. Добрый день, уважаемые зрители! Через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди женщин. Также вашему вниманию будут представлены произвольные программы двух спортсменок, которые отобрались на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Святослав Бабенко, Тверь. Судейская бригада. Судья номер 1 Анастасия Горбачева, Москва. Судья номер 2 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 3 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Анастасия Ширяева, Москва. Судья номер 5 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 7 Алла Шеховцова, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Елена Фомина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Владимир Гнилозубов, Екатеринбург. Наталья Лебедева, Московская область. Встречаем на льду участниц первой группы. Алиса Цветкова, Омская область. Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Софья Агатьева, Москва. Мария Елисова, Тульская область. Мария Мазур, Москва. Разрешена разминка. На очереди соревнования девушек в произвольной программе на Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Омск трепещет перед началом этих соревнований. Уже отгремели танцы на льду, и это было увлекательно, и драматично, и поучительно, и показательно, и где-то даже хрупко, и, конечно же, эмоционально. Ну, а в соревнованиях девушек, которые будут комментировать олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Анна Щербакова, и вместе с ним Василий Соловьев. Привет! Всем добрый день! Приветствуем вас, дорогие зрители! Чего ждем от соревнований девушек сегодня? Прежде всего.
Прежде всего, конечно же, красоту, гармонию и аплодисменты зрителей, которые логично будут звучать после очередного чистого проката. Но это прям как fantastic dream, как фантастическая мечта, но не сказать, что она не реализуема. Если мы разделим также то, что будет происходить сегодня здесь, в рамках произвольных программ, то мы можем сказать, и сегодня диктор об этом уже объявил, что две девушки, которые будут в будущем частью Олимпийских игр, также прокатают сегодня произвольные программы. Речь идет о Аделе Петросян и Виктории Сафоновой из Беларуси. Да. Так что и сегодня как бы и официальный турнир, но и в рамках этого официального турнира есть еще такой бонус в виде прекраснейших спортсменок. Ну и, конечно, ждем невероятного накала страстей, сложнейших элементов и борьбы. Отлично. И в первой группе участниц открывает соревнование Алиса Цветкова. Это местная спортсменка, представляющая Омскую область, 17-летняя победительница турниров «Сибирские коньки». Тренируется у Ларисы Тарапат. Вслед за ней Ева Зубкова будет кататься. Спортсменка, которая из группы Гатчинского в межсезонье перешла в группу Евгения Рукавицына. Вслед за ней спортсменка, которую мы очень ждали на этом турнире. Софья Акатьева. Было очень интересно посмотреть и очень поддерживали эту спортсменку и ждали, что какой-то интересный прокат получим с такой-то красивой программой в коротком катании, но, к сожалению, по элементам не сложилось. И вот сейчас даже непонятно, чего ждать от Софьи. Я вот даже боялся, что там, не знаю, она снимется или еще что-то произойдет. Но вот она боец, выходит сегодня. Ну, вчера были такие переживания, но надо сказать, что на 6-минутной разминке сегодня она выглядит намного увереннее, чем вчера. И улыбается, и настрой явно боевой. Вчера были ошибки, и переживания очень чувствовалось. Сегодня мне кажется, что Соня настроена более позитивно, и, конечно, мы будем очень за нее болеть, переживать и поддерживать ее. Сегодня Соня однозначно раскрепощена. И действительно, вчера мы видели такие слезы, небольшое недоумение, а сегодня не прекращается эта лучезарная улыбка сиять здесь, в этом Ледовом дворце. По настрою, конечно, абсолютно другой человечек, но посмотрим, потому что внутренняя борьба прежде всего с собой, она продолжается. Ей, как и всем в этом турнире, искренне желаем удачи. На 8-м месте после короткой программы Мария Елисова. Тренируется в Москве в школе имени Жука в группе Екатерины Моисеевой, куда тоже недавно перешла. В Красноярске была 4-й, но здесь вот короткая программа отбросила ее довольно-таки далеко. Причем по произвольной программе в Красноярске она даже 3-й результат показывала. Каталась очень крепко, но надеемся и сегодня от нее увидеть крепкое катание в произволке. Мария Мазур закрывает эту группу участниц своим катанием. 16-летняя спортсменка, представляющая Ангелов Плющенко, где она тренируется у Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева. 16 лет. Дебютантка взрослого гран-при в этом сезоне. Ну вот очередная попытка исполнить четверной сальхо во время 6-минутной разминки не увенчалась успехом. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко за бортиком, конечно, переживает за свою подопечную. Помню, как Маша также пыталась атаковать четверной сальхо во время гран-при, который проходил в Москве. Также неудачно получилось, по-моему, бабочка в произвольной программе. Ну, надеемся, что скрутит здесь, получится попытка исполнить четверной. Все-таки баллов, будем так честны, за бабочку будет, конечно, меньше, нежели просто даже за срыв четверного прыжка. Но помимо этого четверного прыжка есть еще и тройной аксель заявки именно в первой разминке в лице Елисовой.
Вчера был очень большой недокрут, хотя устояла на своей ноге. Но вот сегодня также пока не получается тройной аксель, этот элемент ультра-си во время разминки. Да, ну, заявлено даже 2 у нее тройных акселя в каскаде и без. Пусть все сегодня у девчонок получится. Алису Цветкову поддерживают местные болельщицы. Понарисовали транспарантов накануне. Пожелаем все всем готовы. удачи и чистых прокатов. На лед приглашается Алиса Цветкова, Омская область. 17-летняя Алиса Цветкова представляет на этих соревнованиях Омскую область. Катается под мощную рок-балладу о вечной любви. Сможет ли вернуть герой песни свою любовь, мы не знаем с 1984 года, когда она была написана Scorpions. А этот вариант поет Евгений Егоров. It's time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there.
Алиса Цветкова, ну что, надолго запомнят это выступление и трибуны, и Алиса? Уверен, что не только запомнят зрители, но запомнит и она. И под стать словам, которые прозвучали «I'll be there and I'm still loving you», действительно, это любовь к фигурному катанию, любовь к риску порой, к тому, что нужно каждый день преодолевать себя, в том числе хороший, конечно, такой боевой потенциал у спортсменки. Да, выключалась в этой программе, было явно тяжело, но в любом случае этот напор рано или поздно сотрет камни. Да, очень такая воинственная была и музыка, и настрой у Алисы тоже был явно очень воинственный в этой программе. Боролась она за все элементы, старалась не отпускать себя. Начала вот с каскада, тройной флип, двойной тулуп, сделала чисто этот элемент. Затем была попытка исполнить каскад, двойной аксель, тройной тулуп. И она его сделала, но мы видим, да, что приземление с тулупа, оно практически на передний ход, в недокрут, но тем не менее прыжок сделан. Дальше третьим элементом комбинация. Тройной лутс, двойной аксель, двойной ридбергер. Очень хорошо выполненные, так что вот так вот первыми 3 прыжками сразу отстрелялась, все каскады сделала, и дальше оставалось выполнить сольные элементы. Здесь вот уже мы видим, ридбергер поборолась, устояла, и дальше уже все прыжки были выполнены без каких-то визуальных шероховатостей. Спасибо большое. Но вот мы видим даже сейчас на повторах недокруты, и вот здесь судьи отмечают абсолютно чисто исполненный тройной сальхо. Вот. Я даже сделал фотографию. Ровно четверть. Но хорошо, что в этой ситуации все сыграло на руку спортсменки. А мы, как бывшие спортсмены, всегда на стороне, естественно, более высоких баллов. Но здесь чувствовалась эта энергия. И пусть этот импульс, заряженность передастся остальным спортсменам. Со своим тренером Ларисой Торопат, Алиса Цветкова, такая до мозга костей спортсменка, приветствует публику, а музыка все продолжает и продолжает играть на стадионе, как будто бы поддерживая участницу этого турнира, которая в том числе открыла эти соревнования. То есть это не просто какое-то показательное выступление, это было катание на оценки. Ну и мы видим, что сама Алиса довольно улыбается. Это всегда радостно видеть, когда спортсмены довольны той проделанной работой на тренировках и тем результатом, которые им удалось показать на соревновательном льду. Хотела выбрать игрушку сейчас Алиса, но тренер, как заботливый человек, прежде всего предлагает водички, потому что восстановить баланс после такого выматывающего выступления. Это удивительно, как все в этом мире, который нас окружает, взаимосвязано. Выматывают сейчас терпение, да, перед выставлением баллов. И ровно 93 балла получает свою произвольную программу. Ну и также, конечно, на нерве следующая спортсменка. Да, всегда спортсменам тяжело ожидать, если оценки затягиваются, но мы надеемся, что на Еву Зубкову это не повлияет. Ева Зубкова. Начало конца. Так называется композиция о саморазрушении, под которую будет кататься Ева. Песня вроде мрачная, а Ева очень светлая. Очень интересно посмотреть, как эти две противоположности уживутся в программе. When you close your eyes,
watch the world burn, so watch it burn. Ева Зубкова молодец. Молодец. Однозначно. Здорово открыла эти соревнования своим катанием. Я имею в виду, открыла для нас свой образ. Вот совершенно другой. Вчера она была такая прям, ну, девочка-цветок. Сегодня она девочка-драматизм. Но среди этого драматизма все равно просачивалась харизма и душа спортсменки, потому что вот и как Аня подметила, и я тоже стал замечать, действительно улыбаясь, не на столь драматичное музыкальное сопровождение сейчас, видите, улыбка не пропадает с лица спортсменки. Надеюсь, это связано с тем, что прыжковая часть была выполнена. Вообще у меня менялось мнение по поводу стиля Евы по ходу проката. Сначала мне казалось, что это немножко не ее стихия, но под конец я понял, что она чувствует себя абсолютно комфортно. Ева сегодня умничка. Вчера у нее не задалась короткая программа, прямо скажем. И мы как раз говорили о том, что надеемся, что это случайность, что завтра она покажет то, на что она способна. И вот именно так и получилось. То, что вчера вызывало сложности, те же самые элементы сегодня с блеском были выполнены в произвольной программе. Есть недочеты. Это неверные ребра на двух тройных луцах и небольшой недокрут на тройном флипе. Это единственное, Ну, так же вот, как и в Красноярске. Все делает чисто и теряет баллы, но только на ребрах. Но если мы сравним с короткой программой, где были и падения, да, то сегодня определенно она как раз показала вот свой уровень. Такой сгусток энергии сейчас пронесся Всем по привет! ледовой поверхности. И тебе привет. Мама, Прям папа, привет! Дина, привет! из Ладно, последних привет, сил Рита, она привет. говорит, что Всем привет. вытаскивала эти прыжки, но я не согласен. Здесь в хорошей форме и прекрасный спортсмен. Мария Артемьева с ней в Кисенкрай. Смотрит на оценки. Это Спасибо 160 за баллов. поддержку. Довольно-таки весомый результат. 115. Произвольно. На лед приглашается Софья. Свою произвольную программу представит чемпионка России 23-го года Софья Акатьева. После короткой программы она лишь 9-я. Пока не может нащупать правильные ощущения со здоровьем, с коньками. Профессиональный коллектив Тутберидзе, Дудаков, Глейхенгаус в работе. И мы верим, что решение будет найдено. Ее трек называется «Охотник за тенью».
очень любим и ценим эту фигуристку Софью Акатьева и множество у нее поклонников, болельщиков. И красиво, хотели бы взять все болезни на себя, что называется. Давайте мы пострадаем, а вы, Софья, катайтесь, пожалуйста. Ну вот, как вы оцениваете сегодняшнее Мы состояние? оцениваем гораздо краше, нежели то, что мы видим на экранах наших компьютеров, потому что из 12 обязательных элементов 9 элементов были под знаком вопрос. И сейчас, как говорится, пошла очистка. Что касается катания, мы всегда отмечали красоту и какую-то... Как-то, знаешь, это получилось. Рядом с нами прыгал, от нас отвечали, не прыгал. Надо было перебежать. Да. Ну вот сегодня даже вот по состоянию, видите, улыбаются. И какие-то шутки хотя бы. Шутками и юмором пронизан их диалог. Сегодня, конечно, другая история по эмоциям. Но что касается, конечно, техники и всего впечатления, такое ощущение, что вот как будто человек бежит, а сзади парашют, который раскрыт и не дает тебе вот этой свободы и легкости, как будто ее постоянно что-то оттягивает назад. Ну, вообще, я хочу сказать, что Сонечка умничка сегодня, и очень радостно мы отметили на 6-минутной разминке, что вот вчера чувствовалось это волнение, нерв, переживания какие-то, то сегодня... Ну, я справлю. Говорит, я исправлю. Сегодня мы видели на 6-минутке, что Соня вышла с улыбкой, что сразу прыжки лучше получались, настрой был совершенно... Настрой был совершенно другой. Сегодня она как будто вышла получать удовольствие от своего катания, и я это особенно увидела в дорожке шагов. Она выполнила все элементы, и мне кажется, она прям наслаждалась тем, что она снова может соревновать на льду, снова может получать все эмоции. Как же повезло сейчас Соне, потому что даже вот тот элемент, который мы только что видели на экране, абсолютно на 1000% не докручен. Здесь, а вот второй тройной флип, двойной тулуп, каскад стоит. Это единственный недокрут за всю программу. Да, и тройной луз попытка исполнить в начале, когда мы увидели, что Соня раскрылась, он этот ну да, элемент... была одна грубая ошибка на тройном луце. Вот и пошутили с тренерами, что как только Соня отъехала к противоположному бортику от тренеров, то сразу же прыжок не получился. Соня попросила тренеров, чтобы они перебегали за ней к другому бортику. А я не нагнала. Я что не делала, все равно не нагнала. Внутри затяжки. Человек выбежал. Кого-то нет. С какой затяжки? Ну, внутри кабинета, ты просто выбежал в эту дорожку. Не догоняла, Правильно? видать. Там еще рано. Это энергия. Да я рада была, но мне нужно было успеть. Нет, если Соня сама из своих уст, да, мы слышим, что она счастлива и довольна. Ну, много навозила. В восторге от флипа того. Удивительно, что спортсмены до сих пор надеются, что их не слышно в Киссинг-Край. И шепчут. Потому что мы не думаем об этом. Потому что все мысли только о... Эмоции переполняют после проката, тем более, когда давно не выступала и довольна сегодня. Ну, может быть, тем, что прыжковые получилось. элементы все-таки не так важно сегодня. Понятно, Почему? что для Важно нее в том это числе. краеугольный Соня сегодня и камень. по прыжкам намного увереннее была, чем вчера. Вчера каскад не получился. Тут она начала с каскада 3-3. Кстати, за долгое время, да, я увидел наконец-то 3-3 каскад. Но это Сегодня был другой настрой, и прокат очень хороший. Да, не безошибочный. В общей сложности мы как вот что ощущаем внутри про Софью? Что она движется вперед, что она... Это произвольно, это уже шаг вперед по сравнению с короткой. Да, и сегодня она молодец, не без ошибок, но это уже хороший старт. Что ж, мы очень рады за Софью Акатьеву. 180 почти баллов она получает по сумме двух программ. Мария Елисова катается под бессмертный мегамикс Майкла Джексона, созданный специально для представления в цирке де Солей. Ученица Екатерины Моисеевой, 8-я после короткой. Пьедестал внезапно отдалился, но в произвольной можно настроиться на будущие победы.
Тройной аксель, двойной тулуп. Ура! Первый ультра-си на сегодня среди наших очаровательных девушек. И тем более было 2 попытки исполнить 3,5 аксель. Первый увенчался успехом. Аксель второй, к сожалению, практически полоборота был не докручен. И, к сожалению, последовал срыв. Но энергетика присутствовала, драйв присутствовал. И до какого-то момента, буквально процентов 75, программа была очень яркой и динамичной. Но под конец, конечно, силы начали покидать спортсменку. Возможно, этот упадок связан с тем, что ряд прыжковых элементов не получился под конец программы. И, конечно, это Вот прям было видно, публика аплодировала в ритм. И когда она так присела с прыжка, публика прям выдохнула. И как будто так вот немножко все замерло. Просело все, да, под конец программы. В дворце спорта. Ну, давайте сейчас еще раз внимание обратим на тот самый тройной аксель. Первым элементом чисто докручено. Тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. И сейчас давайте посмотрим на второй аксель, который был выполнен с ошибкой.
Но он тоже на самом деле докручен, но в степ-аут исполнен. Да вот, передо мной, как и вчера, я тоже самое сказал. Это практически между полоборотами и четвертью. Ну вот на видео могу подтвердить, что выглядит, что недокрут меньше четверти Я оборота. сфотографирую, чтобы у меня была доказательная база. Ну, техбригада отмечает его чистым, и я соглашусь, что меньше четверти оборота на видео выглядит, по крайней мере, на повторе так. Ну, опустим этот момент, двигаемся дальше. Правда, было заметно, что как будто вот эти тройные аксели придали ей сил, и она прям зажигала, зал аплодировал в такт программы, и это прям такая очень яркая была театральная постановка. А вот дальше на последних двух прыжках последовали ошибки, падения, степ-аут, и прям было видно, что и сама Мария расстроилась. Очень, да. Меньше, чем на Красноярске силы. Меньше, Сил, чем говорит, да, Красноярск. меньше. То есть, видимо, кончились силы, ошибки, и дальше расстроились, может, в дорожке. Вот эта энергия, которая шла от нее всю программу, тоже просела. Прям было видно и расстройство из-за прыжков, которые не удались. Но все приходит с опытом. Мне кажется, что даже несмотря на такие ошибки, нужно их оставить в прошлом и все равно зажигать до конца. Она занимает второе место по произвольной программе, но сохраняет свою позицию в сумме двух. Совершенно прекрасно каталась накануне Мария Мазур. Болельщики требовали больше баллов, но, конечно, язык цифр сух. Вдумчивый анализ показывает, что все оценено довольно точно. Но мы полюбили ее программу и ждем не менее вдохновляющего катания в произвольной. Марко Белтрами, Матильда. Саундтрек чудесный. Ваше Величество. Но сердце мое не может молчать. Я пишу, чернила стынут, за окном чужие сны. Эти буквы, эти клятвы, все, что взяла война. Где ты, мой Ники? Этот бал пепел зеркала. Если б вы знали, как бьется в висках ваша Матильда. Скрипки играют глиссандо вниз.
Мария Мазур. Еще раз повторю, что абсолютно мы вчера влюбились в ее катание. Сегодня ждали какого-то боя, что она даст в своей произвольной программе. Но вот она начинает вместо заявленного четверного сальхова с двойного акселя, пусть даже и чистого. Ну, как ты думаешь, может быть, эта стратегия не сработала, идти на упрощение? Обидно, да. Видим, что и сама Маша очень расстроена, и в прокате это тоже было видно. Давайте сейчас посмотрим, может быть, какое-то обсуждение будет. Ну, безусловно, Нет, без обсуждений, но без комментариев. Сегодня эта стратегия не сработала. Только, я думаю, Маша с тренером знают, почему именно. На разминке она заходила, пробовала и четверной сальхов, и в четверной тулуп заходила. То есть они смотрели разные варианты контента, но так как на разминке четверные не удались, решили сделать ставку на чистый прокат с тройными прыжками. И в Москве она очень хорошо выглядела. Да, была ошибка на заключительном тройном флипе падения, но оно выглядело скорее случайностью, и было видно, что Маша хорошо презентовала свою программу. И очень вообще достойно выглядела. А сейчас решили отказаться от четверных, но даже в прокате с тройными Маша выглядела очень скованно с самого начала программы. Уверенности не было. В итоге мы видим бабочка на Ридбергере, падение во второй половине с Луца, и она совсем поникла. И дальше, конечно, каталась уже так глаза в лед. И программа не так ярко смотрелась, не так завлекало зрителя, как это было на московском этапе. Ну, в любом случае, изменение контента, когда ты накатываешь один вариант, а потом резко что-то идет, какие-то изменения сразу после 6 минут, это стресс для организма, и только очень сильный человек, психологически подготовленный, может так выдержать. Но, как меня учила великая Тарасова, никогда не снижать планку того, что Такое ты можешь. Действительно бывает, что когда отказываешься от того же четверного прыжка, может быть, если была ошибка на первом четверном, дальше тройные казались бы легче. Да, а сейчас на нее как будто давил груз ответственности, что нужно катать чисто. Такое бывает, но все с опытом придет. Нету смысла расстраиваться сейчас, плакать, просто сделать выводы и двигаться дальше, работать, и все обязательно получится. Набрала она меньше на 8 баллов, чем неделю назад в Москве, и занимает 3-е место по сумме 2 программ на данный момент. Встречаем на льду участниц второй группы. Анна Лишенко, Ростовская область. Камила Нелюбова, Краснодарский край. Алиса Двоеглазова, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Дарья Садкова, Москва. Алина Горбачева, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Вышли на лед участницы второй группы в произвольной программе женской на Гран-при России. И когда девчонки проходили мимо камеры, вот подумалось, что та суета, которая происходит здесь на стадионе, вот эти всякие объявления, бесконечные представления, оно клевое. То есть дополнительно, например, некоторые спортсмены, ну, кто не сразу выступает, а, например, там последним номером, имеют возможность помахать, как-то еще дополнительно поконтактировать с публикой. То есть мне очень нравится это взаимодействие, которое происходит сейчас на турнирах. Да, это немного разряжает обстановку, и по себе знаю, что в эти моменты, когда ты полностью в себе, в своих мыслях сфокусирован, немного отвлечься, это иногда помогает. И тоже обратить внимание и на поддержку зрителей, и вспомнить, сколько людей за тобой сейчас следят с экранов, телевизоров, мониторов и поддерживают тебя. Это порой очень важно в самый решающий момент.
Ну, естественно, тенденция мирового фигурного катания сделать так, чтобы этот вид спорта стал еще более зрелищным, правильно? Поэтому, на мой взгляд, вот выстраивание спортсменов и объявление тех, кто сейчас находится на льду, является плюсом, потому что и для спортсменов это небольшая такая возможность почувствовать уже лед до 6-минутной разминки, ну и зрителям, так сказать, поприветствовать, возможно, своего любимого спортсмена. Но в любом случае побеждает тот, у кого все хорошо с нервной системой, у кого есть еще возможность во время 6-минутной разминки проехать мимо, послать воздушный поцелуй или просто кивнуть головой в знак приветствия. Все равно в любом случае, как бы ни менялись правила, выигрывает только тот, кто абсолютно гармоничен как техникой, так и артистизмом, как и вот этой свободой для того, чтобы еще и иметь возможность поиграть со зрителем и судьями. Катаются во второй группе спортсменки высочайшего класса. Если ученица Академии Плющенко закончила предыдущую разминку, то ученица Академии Плющенко и открывает вторую группу участниц. Это Анна Лишенко, которая тренируется в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. И очень приятно видеть Юлию на этих соревнованиях в качестве тренера. Мы уже не в первый раз встречаемся. Это очень конструктивная, продуктивная работа, которая ведется этим специалистам тоже. Камила Нелюбова, которая тренируется у Дарьи Гуреевой, и еще одной олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой будет кататься. Второй 17-летняя спортсменка Алиса Двоеглазова будет кататься третьей. И это, наверное, самый большой сюрприз короткой программы. То, как прошло катание Алисы, и ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глихенгауза оказалась на 4-й позиции. Но то, какое количество баллов она набрала на своем предыдущем турнире в произвольной программе, говорит о том, что вот если сложится ее катание сегодня, она может совершенно спокойно обогнать кого угодно. Но нужно же тоже настроиться. Ты, Алексей, говорил, да, что психика. Конечно. Все живые люди, все. Софья Муравьева тренируется у этих прекрасных тренеров Алексея Николаевича Мишина, у Елизаветы Тухтамышевой, которую здесь мы не видели на этом турнире, но она присутствовала на этапах серии Гран-при. Здесь специалист по ФП Егор Челушкин находится у бортика вместе с Алексеем Николаевичем, который, конечно же, всегда отдельно приветствует публику, потому что он, очень общительный, очень популярный. Дарья Садкова, еще одна ученица Этери Тутберидзе, тоже 17 лет. Как же вчера волшебно она каталась, но надо сказать, что она говорила после проката, что вот не так, как на предыдущем турнире у нее получилось, а на взгляд неискушенного зрителя, по-моему, было просто великолепное катание. Стадион рукоплескал. Какие прыжки сейчас, Даша? Здесь прям, прости, Аня, россыпь, да? Я вижу, как у тебя глаза бегают, так же, наверное, у зрителя. Уже Дарья Садкова исполнила 2 чистых четверных тулупа, Алиса Двоеглазова исполнила 2 чистых четверных тулупа, Алина Горбачева четверной сальхов исполнила тройной аксель Камила Нелюбова, разминает четверной луц. Алиса Двоеглазова, скорости невероятные на разминке, девочки безостановочно разминаются и исполняют сложнейшие элементы. Ну, можно даже так. Чистый четверной луц от Алисы Двоеглазовой. Это космос. Хотя... но ближний. Да. Алина Горбачева будет кататься последней в этой группе участниц, будет завершать соревнования. И, кстати, запланирована попытка. Уже второй чистый четверной сальхов делает она на разминке. Только что был еще один четверной тулуп от Даши Садковой. Так что на разминке девочки ого-го исполняют. Очень надеемся, что в прокатах тоже все эти задуманные планы реализуются. Еще один четверной луц от Алисы Двоеглазовой. Ну а можно удержать лидерство без четверного прыжка? Ну вот, судя по этой разминке, я думаю, что на этом соревновании с такой конкуренцией
когда все идут на элементы ультра-си, то, конечно, будет сейчас борьба, кто чище справится, потому что мы не забываем, что мало вставить их в программу. Если ты ошибаешься на элементах ультра-си на четверных прыжках, то очень много баллов теряешь. Поэтому Скажем важно так, именно да. чистое исполнение. Не застрахован от ошибок абсолютно никто. Лед скользкий, как бы это смешно не звучало. Но вот на разминке ошибок практически не было. Очень надеемся, что и в прокатах тоже будет такой же уровень чистоты. Мощный состав здесь, конечно, собран в Омске. И это просто радость для глаза, для мозга увидеть это, восхищаться этим. Давайте восхитимся прежде всего Анной Лишенко. Анна Лишенко тренируется у олимпийской чемпионки Юлии Лепницкой в Академии Ангелы Плющенко. Тоже замечательно накануне каталась, но вот состав турнира, общий уровень соперниц требует большего. Конечно, впереди еще будут старты, но показывать все, на что ты способна, нужно прямо сейчас. «Джокер. Безумие на двоих» — это ее произвольная программа. Тот самый фильм, где Феникс и Гага. Take my hand, stay here, my friend. I'll find my way back to you. Here and now, I know somehow we tell a story that's true. In our minds, we'd be just fine if it were only us two. They might say that we're crazy, but I'm just in love with you. We're gonna build a mountain from a little hill. Gonna build me a mountain. At least I hope I will. Gonna build us a heaven from a little hill. Gonna build us a heaven, and I know darn well that if we build that mountain with a lot of care, I'll take you up the mountain, and heaven will be waiting there. Oh yeah! I'm gonna build us a mountain, build us a mountain, build us a mountain, high, let's build it. Mountain, mountain, build a mountain, mountain, mountain.
mountain, mountain, Какой сгусток энергии, да, Леш? Еще один за сегодня. И Слушайте, круто. И не в первый раз Анна Лишенко на таком эмоциональном, энергетическом уровне катает свою произвольную программу. Просто не остановить Я человека. помню на первом этапе чемпионской серии Гран-при в этом сезоне, когда Анна была на льду во время тренировочного процесса, я спросил у Юлии Липницкой, я говорю, а что, разве может? Есть варианты для срывов? Она говорит, о да, поверь мне. А оказалось, смотрите, уже второй этап, и абсолютно практически все прозрачно, чисто, с такой индивидуальной изюминкой сделано. И, если честно, в какой-то момент я поймал себя на мысли, я хочу быстрее в Санкт-Петербург, в юбилейный на чемпионат России. Это такое восхищение сидеть, особенно наблюдать и комментировать потом, когда все получается. А я даже скажу, что прокаты, что в короткой, что в произвольной программе именно Ани Лишенко, это точно будет вот одна из причин, по которым я так рада, что я вживую вижу эти соревнования, а не просто на экране монитора, потому что что в короткой, что в произвольной программе энергетика Ани, она прям очень заряжает, и она чувствуется, то есть такая миниатюрная спортсменка может заполнить всю арену своей энергией. И настолько она гармонична на льду, настолько артистична, и настолько у нее насыщенные программы и с точки зрения подачи образа, и с точки зрения сложных переходов, шагов, которыми просто вот наполнена программа от и до. С прыжками, ну, визуально она справилась чисто со всеми, но, конечно, есть нюансы, которые пересматривала техническая бригада. Это неясное ребро на двух тройных флипах и недокрут на каскаде луц-тулуп, а именно на тройном тулупе. Мы видели, что это, мне кажется, единственный прыжок, который не так уверенно, как остальные, был выполнен. И вот именно там нашли все-таки на тулупе недокрут. Но в остальном браво, Анечка, и спасибо за эти прокаты. Круто. Это когда в чем-то таком небольшом есть столько сверхсилы. Вот из-за этого недокрутика, ее оценка чуть-чуть меньше, чем она была на этапе в Красноярске. Но, тем не менее, она набирает 127 баллов. Первая оценка по произвольной и лидер по сумме двух программ. На лед приглашается Камила Нелюбова. Дарья Гуреева и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова тренируют в Москве краснодарскую спортсменку Камилу Нелюбову. 5-е место в короткой она заполучила в очень изящном стиле. «Кажется, я любила тебя», поет Лара Фабиан в ее произвольной программе. Какая же красота! Тройной аксель, двойной тулуп. Now, tomorrow is all there is. No need to look behind the door. You won't be standing there no more. I had my chance to dance another dance. I didn't even realize that this was all love and no lies. Then lost to you. I guess I loved you. Oh, less than I should. Now all there is me and me. I turn around and all I see the past, where I have left our destiny.
melody I wanna know. Would you come back to me now that I finally realize you are my home, you are my life. I need you. I guess I loved you. Less than I should. Now there is this me and me. I turn around and all I see the past where I have left her destiny. Guess I loved you. Less than I could. Another time, another round to mend both of our broken hearts. To tell you how much I love you now. I guess I loved you. Ох и ах, Камила Нелюбова. Ай, жалко, как же жалко. Такое начало. И, собственно, Камила, обладательница победы по технике короткой программы с тройным акселем. Такая хорошая короткая программа. Но здесь вот чуть-чуть, как будто вот на момент, знаете, как будто вот ты пристально наблюдаешь. В какой-то момент тебя кто-то позвал, так отвернулся и потом обратно вернулся в эту исходную точку, но уже потеряна концентрация. Да, падение, к сожалению. Да тут какое-то заколдованное место. На прошлом турнире то же самое было у нее с этим же самым Луцем. Но только без падения, на тот же срыв, на том же элементе. Может быть, бзик? Смешанные, да, сейчас чувства. С одной стороны, радость за первый прыжок, за тройной аксель, который сделан чисто. Сейчас пересмотрим его на повторах, но, с другой стороны, была видна эта борьба, и было видно, что, как мне показалось, что на Камилу немного давил вот этот груз ответственности, что высоко она забралась в короткой программе, ну, чистейший аксель, да, немного корпус спереди, чуть больше в зубец она ушла, чем в той же короткой, но это не является ошибкой. Но мне показалось, что, да, давил на нее немножко груз ответственности, и что тот же аксель был сделан в борьбе, от чего он еще более ценный, именно какой-то внутренней борьбе. Да, и дальше в течение программы не хватало ей раскованности, что объяснимо, потому что было видно, что она прям очень напряжена и очень старается справиться с прыжковым контентом. И вот мы видим этот Луц, не дотолкнулась она в него абсолютно во второй половине, недокрут, вследствие чего падение, но дальше все равно взяла себя в руки, доработала до конца, все доделала, и комбинация тройной флип, и два двойных акселя, и каскад, тройной луз, двойной тулуп. В общем-то, молодец. Очень хороший, достойный прокат, несмотря на эту ошибку на тройном луце. Но, конечно, я думаю, да, вот с каждым стартом хочется все больше, лучше. Аксель уже сделал и в короткой, и в произвольной чисто. Я думаю, вот да, сейчас, конечно, будут работать над нюансами, чтобы при чистом акселе не было ошибок. Название песни Лары Фабиан «I guess I loved you». Надо просто guess слово убрать. Как бы я думал, что я любил. Нет, мы любим тебя, и ты любишь то, чем ты занимаешься. Просто куколка. Здорово. Она лидирует, набрав по сумме 195 баллов. А впереди катание еще 4 участниц. На лед приглашается Алиса Двоеглазова, Москва.
На турнире Гран-при в Омске Алиса Двоеглазова пока отстает от соперниц. 4-е место после короткой. Но если вспомнить, что в Красноярске она набрала 145 баллов произвольно, то понимаешь, что никто из ее здешних соперниц пока таких результатов в сезоне не показывал. А эта хищница, пусть вас не обманывает ее ангельский вид, нацелена только на победу. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Идеальный четверной Луц. Always sunny in a rich man's world. Oh. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man. Ну, это очень круто, конечно, вот когда такое происходит при таких трибунах восторженных и с таким настроением, с
таким боевым характером, это настоящее шоу, настоящее зрелище. Вот мы с тобой говорили, да, что фигурное катание стремится стать еще более зрелищным. Но вот более зрелищного, чем то, что сейчас на наших экранах, трудно себе представить. И мы видим, да, как усложняются программы. И если мы в предыдущей разминке могли любоваться только попыткой исполнить тройной аксель, то сейчас и четверной тулуп, да, случилось падение, но и четверной луц, один из самых дорогих элементов, ну, если не считать единственный в количестве одной штуки четверной аксель. Но не с тулупом. Можно уже со всеми четверными поассоциироваться? Да, Алиса, можно, пожалуйста? Мы надеемся, что на главных стартах Алиса соберет полностью этот пазл и луц, и тулуп. Но сегодня браво. Давайте еще раз посмотрим на четверной луц. На данный момент в этом сезоне никто не исполняет старшие четверные прыжки, кроме Алисы, как мне кажется. Никто даже не заявляет. Вот чуть-чуть широковато Тулуп, пыталась да, зайти в прыжок, не компактно, так сказать. И вот это не Ось прыжка, да, сразу была под наклоном. И очень такое широкое положение для четверного прыжка в воздухе. Соответственно, недокрут, падение. И Алиса в этот момент правильное, я думаю, решение приняла. Что заявлено было 2 четверных тулупа. Первый в каскаде, второй сольный. Но так как было падение с первого тулупа, дальше она не пошла на еще один четверной тулуп, докаталась с тройными, и уже с тройными, ну, никаких вопросов не возникало, не было желания пересмотреть эти прыжки. Он прям почти до льда дошел. Алиса их исполняет с запасом, уверенно, надежно. Даниил, я просто пытался услышать, практически, говорит, до льда дошел. Потом поинтересуюсь, что он имел в виду. Ну, мне кажется, вот этой миниатюрной спортсменки достаточно резкой в хорошем смысле этого слова как раз и композиция Абба, которая заставляет тебя также внутренне вытанцовывать и рукоплескать, очень подходит по темпераменту, на мой взгляд. Да, в какой-то момент, Алиса может, так очень- чуть-чуть не хватало ее где-то в серединке, но, конечно, в концовке она прибавила. Алиса очень артистична, и даже исполняя тройные прыжки, они просто ей особого труда не составляют. Она всегда улыбается, и, я думаю, своей улыбкой заряжает всех зрителей через экран и тех зрителей, которые на трибунах сидят. Ну, какое-то напряжение чувствуется сейчас в Киссинг-Край, но оно, я думаю, проходит после того, как они видят оценки. И это 150 баллов, это на 5 баллов больше, чем на предыдущем турнире. И ее сумма 2 программ 221 балла. Это наш дальнейший ориентир. На лед приглашается Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Прекрасные программы, новые, выразительные, оригинальные. Постановщики Илья Вербух и Бенуа Ришо, специалисты высочайшего класса. Но много работы еще впереди. Будет ли она уже видна сегодня в произвольной у Софьи Муравьевой? Нынешний турнир для нее не самоцель, а этап большого пути. И вот каким он будет? Наблюдать за ней одно удовольствие, хоть это путь и непростой.
Бог ты мой. В тот момент, когда я уже думал, в голове крутилась фраза, как прибавило за эти 2 недели, и что это было сейчас за катание в этот момент вдруг. Наверное, об этом подумала и спортсменка, и на секунду потеряла концентрацию. Что происходит? Те же мысли, настолько по нарастающей, да, шел прокат, и наши эмоции от того, что какая Соня молодец, как она набирает с каждым стартом. И вот сегодня уже без грубых ошибок вообще справилась и выкатала произвольную программу. Думаю, что за долгое время впервые, да, у нее это получается. И в конце прям было видно, да, что силы уже покидают, но она вот из последнего катает эту дорожку. И вот чуть-чуть ее, конечно, не хватило, но сегодня хочется только хвалить, потому что это в любом случае огромный шаг вперед. Вы знаете, по сравнению с короткой программой, сейчас поймал себя на такой мысли, она может быть очень сильно и глубоко сидит во мне, я постараюсь донести. В «Кармен», в короткой программе, она была очень яркой. Безусловно, как я уже говорил вчера, для меня лично такой контраст по сравнению с первыми контрольными прокатами, с первым таким официальным выходом на лед в этом сезоне. И действительно, она там как будто бы наполнена вот этими определенными красками, которые добавляют и защищают ее. А вот под эту композицию здесь, в произвольной программе, во-первых, она очень сильно повзрослела. Я думаю, что повзрослела не только телом, но еще и головой. И вот эта программа для меня, она более прозрачна. Ничто ее не могло защитить ее здесь от каких-то маленьких... Не спрячешься. Да, как будто более такая... В хорошем смысле это слово такая нога, вот как будто вот в одной рубашке вот так вышло, и любая какая-то мелочь могла абсолютно испортить это впечатление. Очень сложно было сейчас вот продержать этот нерв до конца программы. Но, зная Алексея Николаевича Мишина, сейчас уже чуть-чуть по поводу вот этого как раз падения, что не так много было в мое время абсолютно полных прокатов, возможно, это вот сказалось, что вот легче, чем на первом своем этапе, но все равно вот еще не до конца. Таким образом, так как падение было на элементе, наверное, она теряет около 4 баллов, включая, да, штраф за падение. И это может серьезно сказаться на результате. Но смотрите, у нее 2-й результат в любом случае на данный момент. И она на 2-м месте вслед за Алисой Двоеглазовой. Но ведь впереди еще 2 спортсменки. И вот относительно их важен ее результат. На лед приглашается Дарья Садкова. Прекрасно накануне каталась Дарья Садкова. Какой танец! Вот даже показалось, что спортсменка была достойна больших компонентов. Но сама в интервью она к этому отнеслась с пониманием. Говорит, больше будет опыта, будут выше компоненты. Я сделала все, что могла. Ее сегодняшний трек называется «Воины». Вот это про таких, как Дарья. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that would while they all play. And you'd lay awake at night and scheme. Какая умничка. 4-й тулуп, 2-й тулуп. И 2-й, 4-й тулуп.
Даша, какая умничка, ну справилась наконец-то. Всегда нас заставляет понервничать, но какая же потом радость, когда мы видим такие прокаты. Спасибо, Даш. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Абсолютно с тобой согласен. Вот как будто вот каждый раз ты просишь, а тебе как бы дают только часть. Когда-то больше, когда-то меньше. Ну а сейчас вот наконец-то то, что может выполнять Даша. И сегодня она это продемонстрировала здесь, в Омске. Браво. Всегда чего-то, ну вот по чуть-чуть не хватало. Где-то больше, где-то меньше. Что, постоянно в Омске будем выступать? Да? Вот, да. Даша именно здесь, в Омске, на чемпионате России чисто исполнила эту произвольную программу и стала серебряным призером чемпионата России. И вот мы видим, да, тренеры говорят, что это счастливое место для Даши. Посмотрите, какая высота. Четверной тулуп сделала. На разминке 3 четверных тулупа она сделала вновь. Вот второй четверной тулуп, давайте посмотрим. Поставили Q. Ну, спорно, на мой взгляд, честно говоря. Я уже немного устал комментировать кьюшки. Это небольшие недокруты на прыжках. Действительно, я думаю, что ни один искусственный интеллект, ни одни реальные человеческие глаза никогда не выработают определенную систему, по которой все будут в унисон работать и оцениваться. Но стоит такой Q в протоколе у судей около 3 баллов. То есть, 3 балла. если ты делаешь чисто прыжок, ты получаешь там 1,5, да? А Баллы если надбавками, а сейчас не докрутил, то минус 1,5. балла Это очень сурово. А этих 3 баллов в такой борьбе может же и не хватить. Все очень-очень плотно, Ну, давайте, да, не очень будем на этом нервно. концентрироваться во второй половине программы. Но я, конечно, поражен, как вот Анна Щербакова впервые я увидел, чтобы так она чему-то радовалась вообще на свете. Я поздравляю, Аня, что ты получила такое удовольствие от сегодняшнего проката. Ну и давайте отметим все 4-го уровня. Дорожка шагов, все вращения. И это 153 балла. Это первый результат по произвольной программе. И 224 она лидирует, опережая Алису Двоеглазову на 3 балла. И уже как минимум серебро данного турнира. И новая планка в этих соревнованиях по баллам 224,39, до которых нужно добраться
Алине Горбачевой, если она хочет сохранить свое лидерство. Для этого в произвольной программе ей необходимо набрать 151 балл. Ее программа заявлена с четверным Сальховым, а катается она под музыку из Нотр-Дам-де-Пари. Трагедия о страсти, желание обладать. Не день, а праздник. Четверной Сальхов. Si devant toi je me tiens debout, Ave Maria, des étrangers, il en vient de partout. Fais tomber les barrières entre nous. Ave Je suis prêtre et je viens te préparer à mourir. J'ai froid, j'ai faim, laissez-moi sortir, je n'ai rien fait contre personne. Mais qu'est-ce que j'ai donc fait pour qu'ainsi vous m'aimiez, moi pauvre gitane et vous curé de Notre-Dame? Но вот что бы ни происходило сегодня, отдать должное, поймался на мысли, ну, боец, правда боец. Правда
через трудности, но вернула себе через череду этих постоянных травм. И сравнительно недавно как бы начала в полную силу работать. И уже есть четверной сальхов. Самое что смешное, ну особенно с моей позиции, конечно, срывы двойных прыжков в каскадах, но это лишь говорит о том, что все равно не до конца, не на 100% струна это еще может вот так звенеть. Алло. Не-не-не, все нормально. Ну, просто нужно сальхов тянуть, 3-2 тоже в прокате тренировать. Понятно. Тихо. Это правда. Мне кажется, что еще нам это говорит о том, насколько большое количество эмоциональных сил забирают четверные прыжки и насколько много концентрации на них требуется. Давайте посмотрим. Чистый четверной сальхов первым элементом. И на своем прошлом этапе Алина не шла на четверные прыжки, но чисто справилась с набором из тройных. А вот сейчас мы видим, что четверной сделан, и дальше на самых банальных вещах просто не хватает вот какой-то внутренней концентрации и каких-то больше эмоциональных сил на то, чтобы проконтролировать каждую мелочь. И дальше, я думаю, вот эта вот обидная ошибка на двойном тулупе ее немножко выбила, она уже каталась с таким напряжением, и это сказалось и во второй половине программы, где вместо каскада 3-3, вот сейчас мы увидим, снова тулуп стал камнем преткновения, Вот лишь после двойной этого мне вместо показалось, что она тройного. продолжила вот именно работать и дотягивать После эту этого, программу. да, она ехала как раз вдоль бортика, и мы видим, вот, как раз-таки тренер кричала ей спокойно, спокойно, и как-то вот, мне кажется, голос тренера ее подбодрил, и она дальше снова включилась в эту борьбу, потому что вот Потому что после... не надо забывать, что вообще-то призовых места 3. Да, да, и как раз вот после тулупа она словно пропала, и вот на каскаде тулупа ее тоже не было, а дальше она включилась, и дальше уже доработала эту программу до конца. Призовых место 3, но чемпионский характер всегда думает только о самой высшей ступени. Единственное, здесь, понятно, не до смеха, но в любом случае двойной можно быстрее скорректировать, нежели четверной. И у нее 3-е место по произвольной программе, 3-е по сумме 2 программ. Алина, держись. Ну, соревнования окончены. Дарья Садкова победила с таким блестящим катанием. Но впереди наших зрителей еще ждет бонусный праздник. Это катание вне конкурса Адели Петросян, которая выступит вместе с Викторией Сафоновой из Белоруссии. Виктория Сафонова, Минск. Аделия Петросян, Москва. Разрешена разминка. Ну вот такой неожиданный подарок для зрителей в Омске, для зрителей Первого канала, для нас с вами, для всех, кто ценит и любит фигурное катание, кроме белорусской участницы Олимпийских игр, которая частенько принимает участие в российских турнирах вне конкурса, раскатывает свою программу. Еще и сама Аделия Петросян оказалась на этом турнире. Ну, в представлениях, конечно, ни та, ни другая спортсменка не нуждаются, мы их прекрасно знаем. Но вот, Алексей, скажи, как ты думаешь, такой прокат, он на что нацелен, этот прокат? Для именно, Я конечно, с для удовольствием Адели и с легкостью отвечу на твой вопрос, тем более я знал, что данное мероприятие будет проходить здесь, в рамках 5-го этапа. Я разговаривал с Антоном Сихарулидзе и с Александром Коганом, собственно, во время московского этапа, когда мы и в комментариях своих говорили о том, что есть четверной прыжок у Адели Петросян во время тренировочного процесса, и он стал более комфортным для исполнения, но нужно время для того, чтобы вновь этот комфорт ощущался не только во время 6-минутной разминки или тренировочного процесса, а именно во время соревнований. И поэтому здесь, вернее, простите, в Москве уже обсуждалась эта возможность. И на словах, скорее всего, мы
предоставим Аделе Петросян эту возможность выступить в Омске для того, чтобы в очередной раз произвольная программа, где должны присутствовать элементы ультра-си, без них, конечно, на зимней Олимпиаде делать будет не то, что нечего, но будет очень сложно, потому что сейчас мировое женское фигурное катание, конечно, наполняется элементами ультра-си. А мы все-таки перфекционисты, мы всегда заряжены только на золото и ничего меньше, чем золото. Поэтому здесь есть уникальная возможность и для зрителей вновь насладиться своими любимицами. Ну и для Адели это возможность пощупать и нащупать этот комфорт ментальный, потому что от психики и от ментального состояния зависит очень много. Ну вот психика — это же очень тонкий такой... Тонкая материя. Да, тонкий инструмент. И неужели можно обмануть психику тем, что вот ты выходишь в такой наполненный зал, ты знаешь, что, в общем-то, ничего не зависит от твоего выступления. Да, тебе выставят оценки, да, судьи будут на тебя смотреть. Платье на тебе. На мой взгляд, никакого обмана здесь нет. И на предыдущих этапах у Адели главная задача была не бороться с конкурентками, а именно накатывать свою программу в соревновательной атмосфере. Когда это ты приезжаешь, ты проводишь эти тренировки по полчаса, ты разминаешься в зале, настраиваешься на соревнования, выходишь при зрителях, у тебя 6 минут разминка. Это все именно вот этот соревновательный настрой, в котором очень важно все больше и больше накатывать свою программу, чтобы эта уверенность скопилась. И здесь никакого обмана абсолютно нет. Она здесь не для того, чтобы соревноваться с кем-то, как и на других стартах, а для того, чтобы себе этот опыт в копилочку складывать. То есть это не игра с психикой, а это тренировка, получается. Это тренировка, психики. потому что во время именно домашних тренировок ты не можешь предоставить своим нервным окончаниям этот соревновательный нерв. То есть все равно ты там абсолютно спокоен. А здесь, как я уже начинал говорить, платье на тебе, конечки, свет, софиты и как бы бригада из судей. Вот сейчас мы видим, не получается четверной тулуп, а нужно вот много этих попыток, чтобы он стал своим. А был на разминке сейчас еще попытка? Пока что нет, сейчас она еще разминается. Ну, еще 2 минуты. Да, ну... В рамках разминки 6-минутной это еще ого-го. Наверное, лучше, чем эта арена с таким количеством публики, еще и благодарной публики, которая находится здесь. Трудно себе и представить такую вот тренировку соревновательную, которую мы увидим сегодня. Ну, мы, конечно, много говорили и вот о белорусских спортсменах, которые действительно сетуют, что нет совсем соревнований. Ну, приезжать и... То есть никуда не ездить, вариться в Минске там на одной своей арене, ну, это же катастрофа. Согласен, абсолютно. Конечно, жалко, что вот у спортсменов нет этой возможности. Вот он, четверной клуб, выполнен Аделей. Но для меня, знаете, есть... Я выделяю, наверное, 4 этапа спортивной формы у спортсмена. Первое, когда у тебя все замечательно и на тренировке, и, соответственно, на соревнованиях. Затем у тебя начинают пропадать прыжки. Ну, правда, мы не можем быть идеальными, мы все живые организмы. Потом пропадают нестабильности на тренировке, но по инерции у тебя еще эти прыжки выполняются на турнире. Потом у тебя нет ни там, ни там. Потом потихонечку ты восстанавливаешь их во время тренировочного процесса, но еще в соревнованиях нет этого комфорта. Вот как раз, скорее всего, в этом состоянии сейчас и находится Адель. Есть на тренировке, но, к сожалению, именно вот какое-то дополнительное волнение, ножки немножко ватные, и нет этого запаса, который обеспечивает тебе даже при нерве выполнять элементы ультра-си. Ну, интересное мероприятие, честно говоря, я... То есть, видите, он есть. Класс. Он как бы есть, но нет этого запаса прочности. И специально этот прокат дает возможность Адели еще раз в соревновательной обстановке попробовать свои силы. На лед приглашается Виктория Сафонова, Минск. На льду фигуристка, выступающая за Беларусь, Виктория Сафонова. Снова выступление вне конкурса, но смотреть на катание
этой девушке одно удовольствие. Так было в короткой накануне. Ее постоянный тренер Оксана Матвеева также работает с Егором Головкиным. И белорусский спорт в фигурном катании сейчас представляет Олег Васильев на тренерской позиции. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción y así es mi voz que sale de mi corazón y volará sin yo querer. Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Yo viviré y ahí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Ya no puedo recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volvernos a encontrar. Hoy a mi son, mi viejo son, tiene más clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuerpo del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Как всегда, лаконично, в спокойном режиме. Как всегда, можно практически загадывать очередной чистый прокат в исполнении Виктории. Единственное, что мне немножко режет, и такое небольшое такое неудобство, нет какой-то резкости. То есть все здорово, плавные линии, перетекает один элемент в другой, благодаря соединенным шагам, руки прекрасные, корпус работает, но нет какой-то взрывной волны, нет этого цунами, который вот прям накатывает.
и заставляет чуть по-другому уже смотреть на творчество. Согласна, что очень такое ровное катание от начала и до конца, но, наверное, в этом какой-то даже свой шарм у Виктории есть, и с завидной стабильностью выступает она на каждом старте, не допускает вообще грубых ошибок. Какие-то нюансы могут появляться в виде каких-то недокрутов или, может быть, ну, чего-то, к чему хочется присмотреться, но никаких срывов элементов мы от Виктории вообще не видели. Очень длительное время. Плюс мы знаем, что эта девушка может выполнять спокойный четверной Ридбергер. У нее хороший этот прыжок реберный, рискованный, но она его делает. Который на международных соревнованиях еще не исполнялся в женском одиночном катании. Может быть, на международных соревнованиях у нее и появится нерв и волна, которая будет одновременно и толкать, и давить. И... Не может. Или мы о другом говорим? Я про стиль. Я про нерв внутренний, а я про стиль именно презентация хореографии. То есть все как бы такое текучее, без, я говорю, то есть это такая река, которая вот там не бывает. Зато ее прокаты всегда выглядят абсолютно безусильными. Не видно, что она вкладывает какое-то невероятное количество сил в то, чтобы доехать эту программу до конца. Усталость не чувствуется. Прыжки она выполняет словно ничего это ей не стоит, а это добавляет тоже красоты этому прокату и элегантности, легкости. Не, элегантно однозначно, но вот на выборе, на чаше стабильное исполнение или бы какой-то нерв. Я выбираю стабильность. И Виктория тоже. 191,1 по сумме двух программ. На лед приглашается Аделия Петросян, Москва. Ну а сейчас, уважаемые любители фигурного катания, вашему вниманию такой подарок. Подарок от Федерации фигурного катания России на коньках. Ну и, конечно же, от самой фигуристки Адели Петросян на льду, неоднократная чемпионка России. Ее экспрессивная танго. Ну и очередная попытка почувствовать себя комфортно. И этот комфорт начинает возвращаться. Четверной тулуп. А все-таки Омск – это та площадка, где люди творят, ну, не чудеса, но хорошие прокаты. Очередной элемент ультраси. Очередной четверной тулуп. Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires.
soy yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tierra tata, le muerdo fuerte la boca, tierra tata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. De Buenos Aires soy yo. Прекрасная Аделия, спасибо тебе большое за этот подарок, это катание. Понимаем, что все непросто на этом свете, да, и... Ну, не зря она но приехала всё не сюда, зря. в Омск, и прокатала эту произвольную программу. Это не просто опыт, который пойдет ей в копилочку, это 2 четверных тулупа, это огромный шаг на несколько ступенек вперед по сравнению с тем, что мы видели на других этапах. И завершается ее катанием программа у девушек, а впереди у нас мужское одиночное катание. Совсем скоро на первом. Гештальт закрыли. Заодно поняли, что вообще-то и дальше надо, да? Элементы делать. Ну, я имею в виду, что ты на 2 тулупа себя растратила. И посмотри, как ты умерла. Интересный тренерский разбор. Да, потратила себя на 2 четверных, а Вполне потом логично, расклеилась. да. До этого Адель не исполняла тулупы, но справлялась с тройными. А здесь, я думаю, что и эмоционально, и физически, конечно, сильно она вложилась в эти тулупы. Вот мы видим первый, ну... Недокрут однозначно на первом. Но самое главное, просто был выезд Сама из уверенность, первой да. со второй. Вот что. Здесь Второй. тоже недокрут. Но, тем не менее, это уже выезды с этих тулупов. Дальше, конечно, будет нарабатываться и уверенность, и качество исполнения этих прыжков. Не первый раз замечаю, что у Адели чем хуже проходит 6-минутная разминка, тем лучше она выступает. Также было в Омске на чемпионате России. Она как будто бы и себе, и тренерам немножко нервы мотает во время разминки, и дальше спокойнее выходит на прокат, когда Это все не ошибки уже единственная спортсменка, остаются. которая использует вот такой трюк. Нет, не надо, пожалуйста. Я на тренировках так делала. А я не 6-минутки у про меня тебя. хорошо проходили. Я знаю, что Аня Фролова и очень многие как бы делают вот такой видимый акцент. Ну, посмотрите, у меня вот это вот условная истерика. А на самом деле потом выходит, и у них все замечательно. Да, морально это как будто бы проще так получается, а когда у Адели хорошо проходит разминка, ты больше ощущаешь эту ответственность и груз чистого проката, и тяжелее себя собрать. Но вот сегодня, мне кажется, что именно такой случай был. Не самая удачная разминка, переживания, нервы, но зато очень Вы достойный знаете, прокат. в деталях будут разбираться потом и сами спортсмены, и тренерские коллективы. Я просто счастлив, что сегодня получил 100, ради чего Аделя здесь. 2 четверных тулупа. 143 балла у нее итоговая оценка за произвольную программу. Не так, чтобы много, но на ее уровне. Мужчин по произвольной программе. Спасибо, ребят, за Спасибо. то, что Это мы круто было, это прожили круто, сейчас запоминающе. эту часть совершенно сумасшедших соревнований омских. Потрясающе. Видимо, какая-то действительно необычная эта арена, раз тут такие вещи происходят, с Дарьей Садковой в том числе. Ну, шутка Даниила Глихенгауза, конечно, это прям мемом станет. Все, выступаем только в Омске теперь. Ну, один из самых зрелищных этапов, мне кажется, в женском одиночном катании сейчас был в Омске. Так что спасибо зрителям, кто смотрел, спасибо фигуристам, кто катался.
А впереди интервью с чемпионкой, которые возьмут Евгения Медведева и Максим Траньков. Спустя 11 месяцев Завершились соревнования среди женщин на заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири». С невероятной произвольной программой, с чистейшими 2 четверными тулупами откатала Даша Садкова, стала чемпионкой. Омск любишь? Второй раз подряд на чемпионате России. В прошлом году Даша тоже блестяще каталась, выиграла серебряную медаль. Теперь есть золото. Поздравляем. Рассказывай о своих эмоциях после победы. Спасибо большое. Конечно, мне очень радостно снова вернуться в Омск, потому что с этим городом у меня связаны только самые теплые воспоминания. И арена кажется уже такой родной. И, наверное, это придало сегодня больше уверенности. Ну, арена кажется, конечно же, родной, но тем не менее, посмотри, какие огромные трибуны, прям в самый потолок. Даже предположить сложно, сколько здесь тысяч зрителей сегодня сидело. Вот тебе как больше нравится? На более камерных, таких спокойных, атмосферных аренах кататься, чтобы, ну, вот прям как все в Казани, свои. например, на Да, как в первом Казани. Или же здесь, вот прям, чтобы чувствовать себя вот в середине мира. Не было волнительно выходить на такую арену большую? Больше нравится кататься на больших аренах. И когда мы сегодня стояли перед 6-минутной разминкой, я только вышла на арену и прямо посмотрела на площадь этого катка, посмотрела, сколько зрителей сегодня присутствует на нем. И прямо начала непроизвольно улыбаться, потому что, безусловно, приятно, что столько людей сегодня пришли посмотреть на фигурное катание, поболеть за меня и за других девочек. Может быть, что-то хочешь сказать зрителям, которые вот смотрели тебя в трансляции, у которых не было возможности сегодня быть здесь с нами в Омске, но они тоже переживали и радуются твоей победе? Конечно, хочется обратиться ко всем, кто сегодня смотрел по трансляции, болел заочно. Спасибо вам огромное. Безусловно, я чувствую поддержку каждого, и это придает мне с каждым разом все больше сил и уверенности кататься. Набор такой достаточно сложный. Получился у тебя сегодня он чисто, безукоризненно, но тем не менее 2 четверных прыжка. Один из них в каскаде. Насколько вообще ты чувствуешь вот эту вот ответственность, что тебе 100% нужно делать один прыжок, потому что к нему нужно цеплять каскад? И насколько для тебя это вообще стабильный набор? Потому что, четверные прыжки — это далеко не тройные, не 3-3 даже во второй половине. Это намного больше ответственность и физически сложнее. Вот насколько часто ты чисто катаешь на тренировке этот набор? Вообще, мне кажется, что мне даже четверные иногда в начале программы собирать легче, чем тройные во второй половине, потому что уже под конец программы я начинаю уставать. И, конечно, намного сложнее концентрироваться на ощущениях в своем теле. Стараюсь больше делать упор в последнее время на качество, нежели чем на количество на тренировках. Лучше сделать чуть меньше, но чисто, чем много-много, но не очень чисто. Стараешься не заучивать ошибки? Да. Как будешь готовиться к чемпионату России? Или вот этот прокат, это такая легкая репетиция на чемпионате России, вообще выдашь какую-то феерию? Может быть, не 2 четверных, может быть, больше ты для нас готовишь? Я надеюсь, что получится еще усложнить набор. Я как раз сейчас стараюсь работать над тройным акселем. Конечно, в период этапов Гран-при не получается это делать стабильно, потому что накатываю программы для соревнований. Но сейчас как раз есть время, и надеюсь, что буду усложняться. И на чемпионате России покажу уже более сложный контент. Но до чемпионата России есть еще время, и тройной аксель в основном девчонки делают для того, чтобы вставлять его в короткую программу. Есть ли планы? Посмотрим. Я очень не хочу загадывать наперед, потому что, все, наверное, не любят. Ну, ты понимаешь, это наша работа к тебе поприставать, поузнавать. А моя работа — выходить на лед. Прыгать тройной аксель в короткой программе. И прыгать тройной аксель в короткой программе и четверные в произвольной. Что ж, желаем тебе только справиться с этим сложнейшим контентом. Все-таки тройной аксель действительно украсит твою яркую короткую программу.
А четверные и так шикарно получаются у Даши Четверным Садковой. вопросов Сегодня мы это видели, да. Что ж, не будем тебя долго задерживать. Рады, что ты поднялась на первую строчку. И поздравляем всех остальных девчонок. Алиса Двоеглазова, 2 место. Алина Горбачева, 3 место. Мы еще обязательно обсудим все выступления с нашим экспертом Михаилом Калидой. Дашу мы отпускаем праздновать и ждать долгожданную золотую медаль. Миш, не стесняйся, садись в серединку. Можешь отдыхать. Сюда мы займем хорошо, давайте. Пока-пока. Миша, здравствуй. Как твои заметки поживают? Да, здравствуйте. Ого. Заметки... Их становится все больше. Да, их и становится больше. все больше и больше с каждым разом. И, честно говоря, вот сегодня я хочу похвалить всех, потому что буквально с первой участницы до последней все катались классно, все боролись. И, безусловно, виден рост от этапа к этапу. Ну, этот этап уже заключительный. И какой ты, может быть, подведешь итог всем выступлениям на всех этапах, ну и на этом конкретно. Чем радуют, балуют наши девчонки? Тройные акселя здесь были представлены и в короткой, и в произвольной программе, даже в первой разминке. Это, наверное, тоже стоит отметить. Да, действительно, Мария Елисова сделала аж целых 2 тройных акселя. Один, конечно, не очень хорошо, с недокрутом, но, тем не менее, рост виден, и это замечательно. Мы все-таки надеемся, что нас когда-нибудь выпустят на международную арену, и мы не потеряем превосходство в женском одиночном. Да мы не то, что не потеряем превосходство. Я считаю, что вот это все надо показывать миру вообще на международке, потому что такого, ну, на этапах Гран-при, на скейт-Америке, на Финляндии сейчас уж точно не увидишь. Это я с тобой абсолютно согласен. Тем более да. в первой разминке. И не увидишь столько заметок, сколько у Михаила, поэтому, Миш, давай по списку. Так, хорошо, ну давайте по списку. Начну с Софьи Акатьевой. Катала на характере, прибавила в подаче в этом сезоне, и это действительно здорово. Катание стало более осознанным. Мария Елисова, 2 тройных акселя, хорошо слышит и чувствует музыку. Очень музыкальная постановка, то есть все акценты сделаны четко, классно. И вот все-таки видно, что она потихонечку только входит во взрослое фигурное катание. Видно, конечно, что вчерашняя юниорка, но пожелаем ей удачи. Анна Лишенко, я вот себе записал, открытие сезона 100%, потому что у нее настолько шикарные переходы, что на ум приходит у меня, наверное, только Ксения Синицына по плотности программы, по своей подаче, по харизме. Это было действительно классно. А по поводу Анны Лишенко хочу еще добавить, что в перспективе, мне кажется, она будет именно спортсменка, которая берет стабильностью. То есть все ее прыжки, видно, что они выполнены прям, ну, уверенно. То есть не шатко, со сложных заходов, сложные выходы. То есть видно, как будто бы прыжок — это часть самой программы. То есть это не отдельный элемент. И это круто, потому что без стабильности это делать, ну, в принципе, невозможно, наверное. Ну, она катается у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, поэтому... Которая тоже очень стабильно каталась. Да, поэтому тут видна вот эта преемственность. Да, я бы еще добавил, что у нее очень нестандартная расстановка прыжковых элементов. И действительно, прыжки, вот как ты, Жень, сказала, они плотно вплетены в общий рисунок программы. И видно, конечно же, комплексная работа. Камила Нелюбова. Тройной аксель хороший. Тройной луц упала во второй части программы, потому что поторопилась. И тут же пошла и исправила его, потому что уже немножко сбавила, так сказать, обороты и сделала, в общем-то, все довольно неплохо. Алиса Двоеглазова. Четверной луц, единственный на этом турнире, сделанный хорошо, здорово. Четверной тулуп, к сожалению, упала, но все-таки хочется ее похвалить, что она настоящий боец. Конечно, в Красноярске на своем первом этапе она выступила как бы... было понятно, что она выиграет, потому что вроде как нет серьезных конкуренток, но сегодня она справилась с этим давлением, и мы как бы знаем, что у нее было не очень хорошее физическое состояние, и это действительно респект. Софья Муравьева. Изысканно, чувственно, драматично, нервно, красиво.
Нервно из-за падения в дорожке под конец программы? Нервно она, в принципе, так катает. То есть у нее такая подача, что ты вот... С надрывом. Да, с надрывом, что ты вот чувствуешь, как она сама идет по краю лезвия, и ты как бы как зритель вместе с ней тоже испытываешь такие же эмоции. Но сегодня как будто бы к прыжковым элементам, да, там было несколько помарок, чуть пошатнулось, где-то перенести пришлось каскад, потому что, ну, приземления были такие не очень. Но, тем не менее, в сравнении с предыдущими прокатами произвольной программы намного уже увереннее, намного чище. Как ты думаешь, почему падение в дорожке было? Из-за чего? Я вот себе написал, видать, образ придавил, что в конце даже с дорожки упала. Но падение ничуть не испортило впечатление от программы. Это правда. Давайте про чемпионку и, конечно же, про Аделю Петросян, которая приехала прокатать произвольную программу. Дарья Садкова. Это было круто. 2 четверных тулупа замечательно. Мы видели, как она на 6-минутной разминке вот их потихонечку настраивала. В прокате сделала чуть круглее, и поэтому она все выехала. Было замечательно. Такая программа волнообразная, классная, четкая, ей очень подходит, и у нее очень хороший артистический диапазон, и она в этом сезоне прям сильно прибавила в этом. Аделя Петросян. Здесь без нервов не обошлось, потому что на 6-минутной разминке она, мне кажется, все соки из тренеров выпила, но потом, зарядившись таким образом, пошла и прекрасно сделала 2 своих четверных тулупа. Конечно же, такое досадное падение на Луце, ну, просто неожиданное. Ничего страшного, простим это Адели, потому что мы прекрасно знаем, что она точно справится на дальнейших соревнованиях с этим простым прыжком. Спасибо большое, Михаил, что поделился своими впечатлениями. Это было как... Вот ты как на льду, так и в студии. Всегда весело, задорно, информативно. Так может только Коляда. Дорогие телезрители, оставайтесь обязательно с нами, потому что совсем скоро на лед выйдут мужчины, тоже разыграют свой комплект медалей. Мы с удовольствием посмотрим за этой битвой титанов. Там тоже во второй разминке будет очень и очень интересно. Мы с Женей пока с вами прощаемся, но обязательно вернемся в эту студию и подведем итоги уже после соревнований мужчин. Оставайтесь с нами. Уважаемые зрители, через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди мужчин. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 2 Мария Паскачей, Москва. Судья номер 3 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 4 Алла Машкевич, Челябинск. Судья номер 5 Регина Трусова, Казань. Судья номер 6 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Светлана Ершова, Омск. Техническая бригада. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Марина Австрийская, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Встречаем на льду участников первой группы. Евгений Пузанов, Минск. Егор Коваленко, Воронежская область. Илья Мавлянов, Москва. Глеб Лутфуллин, Санкт-Петербург. Даниил Самсонов, Москва.
Разрешена разминка. На очереди соревнования мужчин-одиночников в произвольной программе на Гран-при России в Омске. Заключительный день, когда происходит самое важное, когда определяются чемпионы, когда определяются призеры, когда мы видим, кто чего стоит на длинной дистанции. Длинные дистанции из 2 программ, из 2 дней. Начнем с группы спортсменов, которые заняли места с последнего и по восходящей. Ну а первым будет кататься белорусский спортсмен Евгений Пузанов. Саундтрек из недавнего кинофильма французского «Граф Монте-Кристо». Прекрасная история, которую здорово рассказать в произвольной программе. Говорят, что когда родители Евгения подумывали о ребенке, то сразу решили, что если будет мальчик, назовут Евгением и отдадут фигурное катание в честь Жени Плющенко. Комментировать соревнования в мужском одиночном катании для вас будут Алексей Ягудин, Василий Соловьев и присоединившийся к нам Михаил Коляда. Привет, Михаил. Всем привет. Приветствую всех вновь любителей фигурного катания. Ну что ж, прекрасный был женский турнир. Огромное количество фантастически исполненных произвольных программ. А сейчас мужские произвольные программы. И, конечно же, все внимание будет в основном акцент на второй разминке. Но и в первой есть на что посмотреть, чем зарядиться и что впитать и для своего развития в том числе. Да, некоторые спортсмены в том числе попали неожиданно в эту первую группу участников. Ну, кто у нас выступает в официальной части? Егор Коваленко, ученик вот этих прекрасных тренеров Александра Волкова и Юлии Недосекиной. В Апрелевке тренируются они. И представляет Егор Воронеж. Владеет он четверными прыжками. На этом турнире посмотрим, как он будет выступать. Не в первый раз мы его видим. Ну, пока последний результат. Илья Мавлянов вместе с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой и призером чемпионата Европы Денисом Хадыкиным тренируется он в «Ангелах» Плющенко. Ему 16. На Гран-при в Казани был 8-м. Ну, здесь вот пока 9-й. Состав здесь довольно-таки крепкий, я бы даже сказал, максимально крепкий из возможных на Гран-при, наверное. Алексей Ягудин вчера вычислял, что здесь 4-ка чемпионата России у нас находится. Прошлого сезона. Вот один из спортсменов, которого мы совершенно спокойно могли бы видеть во второй группе участников. Глеб Лутфулин, ученик Алексея Мишина. 3-м был в Казани. Такое у него катание непростое. Непростой и спортивный путь, потому что, конечно, мы вчера наблюдали в прямом смысле этого слова дискомфорт в исполнении короткой программы Глеба. Он был, правда, не тем спортсменом, к которому мы привыкли, но есть ряд причин. Думаю, Миша чуть позже, возможно, озвучит их. Миша решил ничего не озвучивать сегодня. Такой будет молчаливый комментатор. Ну, будем догадываться тогда сами. Будем надеяться на меня. Этого я и боялся. Даниил Самсонов завершит эту группу участников. Он перешел тренироваться к Светлане Соколовской, которая работает в Академии Татьяна Навка. Школа «Наша надежда». И вот Станислав Захаров на ваших экранах.
один из его тренеров, дает ему наставление. На Гран-при в Красноярске был 7-м. Он студент, учится на тренера по фигурному катанию. Я имею в виду Даниила. И видите, какая у него группа поддержки. Активная, энергичная. Все пришли с подарками. Подарки все завернуты в целлофан для того, чтобы не оставлять ничего на льду, чтобы не было никакой опасности. Здесь все люди собрались. Вот я даже не знаю, здесь вообще случайные люди есть. Мне кажется, здесь все максимально посвящены и погружены в фигурное катание. Все знают и все понимают, судя по тем аплодисментам, которые мы слышали, там, на какие-то элементы совершенно неочевидные. Миш, в танцах на льду, когда там для простого человека не всегда понятно, где элемент заканчивается, где начинается... Там для нас-то непонятно многое. Трагедия, А да. потому что люди начинают разбираться именно потому, что у нас очень большая география наших соревнований. Но скажу так, точно лишних людей в этой арене нет, потому что в основном акцент здесь сделан на хоккее. Поэтому здесь только те люди, которые безумно любят фигурное катание. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Евгений Пузанов из Беларуси, Пузанов. выступающий вне конкурса. Его музыка — это саундтрек из фильма «Граф Монте-Кристо. История сладкой мести». Ученик Олега Васильева и Елизаветы Анихимовской.
Евгений Пузанов, Республика Беларусь. Очень тонкая, проникновенная, такая медленно развивающаяся программа, вот, в которой он рассказывает эту историю. К сожалению, не подкреплена была сегодня она всем спектром элементов. Но вот у нас тут был спор с коллегами. Какой рост у Евгения Пузанова? Выше ли он Ивана Лайсичка или ниже? Выяснилось, ниже, 180 Ну, все началось с того, сантиметров. что просто я говорю правду, он огромен на льду, особенно когда ты находишься в пару метрах от ледового пространства. Он, правда, очень высокий спортсмен. Отсюда, собственно, даже не спор, а просто стало интересно. Это выглядит очень зрелищно, когда такой мощный фигурист находится на льду. Да, по сравнению с нами, с Мишей. Возвращаюсь к выступлению. Знаете, поскольку это граф Монте-Кристо, на мой взгляд, я не раз смотрел и различные абсолютно, разное производство этой истории. Экранизации, да. И у меня ощущение, что вот как бы этот персонаж еще пока в заточении. Он еще не обрел свободу, не нашел выход. И, собственно, не пошло развитие. А мне так показалось, что как раз вот это вот заточение, о котором ты говоришь, Алексей, это было только в первой части программы, а потом, когда закончилась вся прыжковая часть, в целом он начал раскрываться, и, в общем-то, есть хорошие нотки, есть перспективы для того, чтобы дальше, чтобы вся программа звучала так же, как и «Дорожка шагов». Ну вот, Федерация фигурного катания Республики Беларусь приняла решение не экспериментировать с мужским одиночным катанием и приняла решение, что только представители женского одиночного катания будут представлять эту страну на зимней Олимпиаде, которая состоится уже совсем скоро, в начале следующего года в Италии. Так что здесь у Евгения есть только возможность... Если у Виктории Сафоновой, да, конечно, есть возможность почувствовать себя, как это будет, то у Евгения, наоборот, это просто продолжается сезон. Игрушек столько накидали, моя собака будет в восторге. О! Ну вот собака будет в восторге. Собакам еще никто привет не передавал в трансляции. Если кто-то смотрит. Если кто-то смотрит, все смотрят. Смотрит олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Призер Олимпийских игр Михаил Каледа. Все смотрят. Вся Россия смотрит, и вся Беларусь смотрит. Все мы смотрим, очень внимательно. Судьи смотрят. Мне даже вчера кто-то написал, спросил, какая правда. И какая? Он меня не слышит. Вредная, конечно. Ну, очень разговорчивый спортсмен. Да, его хореограф Николай Морошкин и Олег Васильев. Они уже обсудили дорожки. Да, они уже быстренько все проговорили. Сидят, молчат, а спортсмен... Ну, по крайней мере, Евгений Пузанов знает, что его слышат, потому что многие спортсмены начинают шептать, что-то говорить, как будто не услышат. Омск, вы лучший, сказал Женя. Ну, а мы, кстати, поздравляем очередного с Олега Васильева, у олимпийского чемпиона. Вчера был день рождения. Евгений Пузанов набирает 139,97 балла. 139,97. Результат Евгения Пузанова. И 212,71 по сумме двух программ. Спасибо и вам, Евгений. На льду Егор Коваленко, представляющий Воронеж, работает в Подмосковье с Юлией Недосекиной и Александром Волковым. «Мое тело – это клетка», гласит название его трека сегодня. Ну что ж, оценки судей именно этой клетки и ставят. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key.
of fear and self-doubt. It's a hollow play, but they'll clap anyway. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. My mind holds the key. My mind holds the key. My mind holds the key. I'm living in an age that calls darkness light. Though my language is dead, still the shapes fill my head. I'm living in an age whose name I don't know. Though the fear keeps me moving, still my heart beats so slow. My body is a my body is a cage. Ой, ну вот здесь читаю. My body is a cage. Мое тело — это клетка. Но такое ощущение, что сейчас весь талант и вообще все, что может спортсмен, Егор, все было в какой-то такой клетке. И прозвучали еще слова в музыкальной композиции «Darkness», в переводе, да, какая-то темнота. Но, правда, очень тяжелое впечатление осталось после этой программы. Вполне возможно, если бы не вот эта случайность, которая произошла буквально вот в метре, если не меньше от нашей комментаторской позиции, когда Егор только заходил на свой первый прыжок, который должен был быть. Четверным Сальховым. Надо, говорит, тренироваться на футбольном поле, говорит тренер. Ну вот, а не на хоккейном. Причем он споткнулся здесь, задев бортик, потом еще вот чуть не снес камеру, когда поднимал. Ну вот, это повтор. Оп. Он все-таки, видимо, пытался выбраться из этой клетки. Но не вот смог. Чуть-чуть, да, не рассчитал. Потому что здесь арена на 2 метра уже, чем обычная стандартная. И действительно, многие спортсмены жалуются на то, что им неудобно прыгать. Еще вдобавок для своей программы произвольно он взял такую Очень композицию, сложно. которую, ну вот, и на высоком-то уровне трудно прокатать и вытянуть, да. И Егор, ну, не побоялся, не постеснялся, но сегодня, конечно, это было тяжело. Ну, череда вот таких неудач, которые мы сейчас видим на видеоповторах, прям грядка двойных элементов в самом начале, но потом вот такой всплеск, как будто так хозяин этой птички приоткрыл клетку, тряпочку с нее снял, посмотреть, а там вообще все в порядке.
И вот там все в порядке. там все в тройной луц, порядке. тройной тулуп во второй части программы. там орел. Замечательно. Там А там действительно орел. орел, там действительно боец, потому что мы видим, как тройной луц, двойной аксель, тройной тулуп. Это прям сложно. Это во второй части программы было сделано. Такая программа волнами. То есть он волновался вместе с нами, и волна пошла вверх, волна пошла вниз, и ничего страшного, такое бывает. Конечно, в Магнитогорске прокат был чуть лучше. Ну, он там рисковал, по крайней мере, на Да, и он четверные. там Они пошли в зачет. 135-54 набрал. Думаю, что сейчас, конечно, оценки будут чуть ниже. А вы заметили, какое спокойствие? Такая тишина воцарилась здесь. Мама, папа, бабушка, дедушка, всем привет. Он получает 126 баллов. Не так. Не намного меньше, чем это было у него в Магнитогорске. И 185 по сумме двух программ. Ученик олимпийской чемпионки Юлии Липницкой готовится исполнить произвольную программу. Илья Мавлянов выступает пока без четверных, но у его катания есть и другие положительные аспекты. Илья Мавлянов, Москва. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you?
Вот так нужно было кататься и в Казани, где он выступал, и вчера в короткой. И тогда сейчас бы он был бы не только во второй группе, но и ого-го. Прекрасное катание, очень уверенный, хороший, перспективный парень. И мне понравилось, что его выводит Юлия Липницкая, совсем недавно выводившая Анну Лишенко, тоже, можно сказать, вчерашнюю юниорку. Да. А сегодня здорово, классно, очень такой душевный прокат с напором. Напор, по мне, ощутим был в музыкальной композиции. Но если мы, конечно, отталкиваемся от того, что вчерашний юниор и только начинает свой, мы надеемся, долгий и успешный спортивный путь во взрослом катании, то, скорее всего, можно сказать, что да, хватило всего. Но, конечно, все-таки хочется немножко иного. А я все-таки хочу похвалить Илью, потому что сегодня и прыжки были как-то легче. И, в частности, вот первые акселя, которые ему не удались на своем первом этапе, он сегодня энергию направлял вверх. А вчера в короткой программе вниз. В лед. Вот это вот тоже Чуть более интересный подробно момент. то, что ты сказал, Очень да. музыкальный парень, прям вот четко все в акценты делал. Тройной луз, тройной тулуп, кстати, тоже намного увереннее, чем вчера в короткой программе. Ну вот по поводу докрута, в принципе, все плюс-минус было сделано на ура. Все было докручено. Да, вот, но все-таки на Луце ребро прям четкое, другое, внутреннее. Да, ну оно и в Казани должно быть все-таки таким же было. наружнее. Но ничего, то ли еще будет. Ну, как-то под нарастающей все шло. И, вы знаете, когда полупрограмма произвольной прошло, то опять такой очень тяжелый осадок на тот момент оставался. А вторая половина, конечно, она была по восходящей. И такое ощущение, что именно такому спортсмену, именно даже не спортсмену, а человеку с таким восприятием Илье нужна музыкальная композиция, которая бы его заводила и добавляла бы энергии, а немножко не придавливала. Вот два участника у нас уже откатались, и оба берут такие композиции, которые давят. Казалось бы, помоги себе. Ну, у них какое-то вот свое видение на данный момент. Тем не менее, 202 балла по сумме он набирает, позицию свою сохраняет. Что ж, может быть, она и зазвучит еще, эта программа. По-настоящему. А на льду Глеб Лутфулин в короткой программе. Неожиданно сильно он отстал от лидеров. Сегодня его программа на музыку из «Крестного отца». Расскажет нам эта программа о том, как земля горит под ногами, когда тебя настигает невосполнимая потеря. Brucia la luna in cielo e io brucio da morire. Fuoco che si consuma come un lume cori. L'anima chiancia, addolorata, non si dà pace chi sta in una mala nottata.
tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si da non torna. Brucia la terra mia e brucia lume e cori, chi si ti dà qua da io, si ti dà mori, a tu la canto, la me canzoni, se non c'è nudo casa faccia lo barconi, se non c'è nudo casa faccia allo barconi. Глеб Лутфуллин. Ну, вот как выступление сегодня сложилось головокружительным тоже образом. Есть и комбинация прыжков, которые стоят 20 баллов. Ну, если там не найдут только недокрутов каких-то. А есть сорванные какие-то элементы, которые от него не ожидаешь. Ну, выговорись, Миш, выговорись наконец уже. Да, я знаю, почему, собственно, Глеб сегодня на этом турнире вот в таком состоянии, но Алексей Николаевич Мишин попросил не распространяться. А поэтому... я, кстати, узнал у других источников, не от Алексея Николаевича Мишина. Мне вчера в кулуарах сказали, что действительно восстанавливается после очень серьезной болезни, вроде бы. Могу быть абсолютно неправ, но судя по тому, что мы видели во вчерашнем прокате короткой программы и сегодня в произвольной, то есть как бы спортсмен, ну, видно, что очень тяжело, правда, очень тяжело ему. И он в какие-то моменты, то есть когда просто случайно срываются элементы, ты продолжаешь программу, а здесь прям останавливался. Ну, прежде всего, он выполнял задачу попадания на чемпионат России. И, в общем-то, с этой задачей он сегодня справился. Да, конечно, не блестяще, не идеально. Были падения с четверного тулупа, с четверного сальхова второй части программы. Но совершенно замечательным образом сделал длинную комбинацию четверной сальхов, двойной аксель, тройной ридбергер. Да, это такого очень круто. точно никто еще не делал. Да, вот, к сожалению, есть вопросы по непрыжковым элементам. И мы видим сейчас, как тяжело дышит Глеб в Кисенкрай. Но ничего страшного, до чемпионата России еще есть время, чтобы восстановиться, доработать и показать свой максимум. Ну и понятное дело, что мы вновь повторяем, уважаемые телезрители, что огромное количество баллов могут потеряться не на очевидных срывах, а на таких простых и, казалось бы, для вас элементы, как вращательные элементы, дорожки шагов. И здесь мы видим действительно только первые уровни практически, да, не практически, а везде, кроме дорожки шагов. Кроме первого вращения. Да, мы видим, что первого уровня, но когда у тебя нехватка сил на прыжки, то и ты начинаешь как бы компенсировать где-то, экономить. И все равно я Глеба хвалю, что он не снялся, потому что такой вариант тоже был. И он всегда остается. Но он выбрал сегодня отработать. Ну вот про снятие я не слышал. А вот я слышал. Вот. Да, спасибо Глебу, что не снялся. И очередной вопрос. Либо пробуют свои силы, но если спортсмены выходят из тяжелой болезни, ему, правда, очень тяжело, зачем рисковать? Можно спокойненько с одним сальховым, с любимым для Глеба прыжком откатать произвольную программу и получить гораздо больше. И даже, возможно, уповать на то, что другие будут срывать. А вот смотри, Миша, здесь появляются на последних двух вращениях. Да, недочеты на последних двух вращениях, не хватает позиции, и, соответственно, он теряет огромное количество баллов. За последнее вращение 1.53, за предпоследнее 1.88. И это два комбинированных вращения, одно сделанное с прыжком. То есть, действительно, на этих элементах можно было бы набрать... Баллов 10. 8 точно. Но это, вы знаете, когда
есть программы, есть какие-то небольшие недочеты, то это как будто вот почистить комнату, убрать то, что набросано сверху. А здесь уже такой должен быть мастер-клининг, такая уборка, и чтобы и предметы располагались на своих местах. Надеемся, что к чемпионату России все будет на своем месте. На данный момент он впереди, 210 баллов, но у нас еще будет катание целых 7 спортсменов. На лед приглашается Даниил Самсонов. Москва. Даниил Самсонов из тренерского коллектива Светланы Соколовской. 7-й после вчерашнего, ну, как, впрочем, и в Красноярске. Пока разрубить этот узел не получается. Катается под трек группы Animals «Дом восходящего солнца». Many a poor boy
Ну почему, Даня, ну почему? И тот же самый вопрос сейчас, скорее всего, задает Светлана Соколовская. Ну почему? Ну вот и даже этот вопрос задает сам Даня самому себе. Ну как так? Ну каждый раз плюс-минус одна и та же история. Имея абсолютно все. И в плане презентации, в плане техники. И вот такие нелепые порой ошибки. Я понимаю, можно сорвать что-то. Ну бывают срывы. Мы все живые люди. Но опять же, уже убрали четверной луц из произвольной программы. А он есть, и причем он спокойно может его выполнять на тренировке. Попробовали немножко с другой стороны зайти. И вновь такое прекрасное начало произвольной программы с четверным Сальховым. И затем тут же тот же самый прыжок. Ну вот просто обидно, потому что парень мега талантливый. Обидно, конечно, но все-таки хочется его поддержать, подбодрить. Да, тем не менее, программа не рассыпалась, он не опускал руки, и он все-таки боролся до самого конца. Но он и эти руки не поднимал. Неправда, он поднимал руки, и все было замечательно. Стартовый четверной Сальхов с прекрасным длинным выездом, двойной тулуп. Ну вот даже чуть-чуть здесь, ну вот уже... Ничего страшного. Да, к сожалению, второй он просто, опять же, поторопился, пролетел как бы мимо прыжка. Тем не менее, вчерашний неудачный тройной аксель сегодня был выполнен аж в двух вариантах. Двух штук. Да, в количестве 2 штук. Причем, насколько я знаю, мне Светлана тоже делилась этой информацией, что тройной аксель не очень стабильный элемент. Скажем так, не то, что стабильный или нестабильный, а именно неудобный при исполнении. Поэтому специально из кораблика, чтобы вот как-то не то, чтобы упростить, но как бы отвести твое мышление от потенциально сложного элемента. Алексей Николаевич Мишин говорил вообще, прыгать неудобно. Это интересная, да, мысль? Да, в общем, прыжки делать неудобно. Но конечно, когда удобно у Дани лежать. все это получается, это и выглядит удобно. Да, конечно, вот этими жестами он дает понять, что как мог бы лучше, еще конечно не бы мог закончилась. лучше, но... Да. Классный, талантливый спортсмен, Привет. потрясающее вращение у него. Алиев, спасибо за поддержку. Всем Вот. спасибо за Дмитрий поддержку. Алиев благодарит за поддержку. Мы Диму тоже Макияр, помним, Гришаня. поддерживаем и всегда ждем на наших соревнованиях. Поменьше, чем в Красноярске он получает, но позицию свою он сохраняет с результатом 217,69. А впереди катание еще 6 спортсменов в разминке сильнейших. Встречаем на льду участников второй группы. Никита Сарновский, Москва. Арсений Дмитриев, Москва. Андрей Мазалев, Москва. Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Евгений Семененко, Санкт-Петербург. Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. И вот она, вторая группа участников Гран-при России по фигурному катанию в Омске выходит на свой пик. Это абсолютно точно то, что происходило вчера в короткой программе в мужском одиночном катании. Было что-то невероятное и по уровню техничности, и, конечно, по компонентности, и потому, что демонстрировали фигуристы, и то, чего они не смогли продемонстрировать по тем или иным причинам. Поэтому сейчас максимально напряженная обстановка на разминке. Следим, смотрим, кто что прыгает, кто в каком состоянии находится. А первым будет кататься ученик Плющенко Никита Сарновский. На этом турнире он, по крайней мере, в группе сильнейших, потому что абсолютно очевидно было, что он может забраться повыше. На предыдущем этапе ему это не удалось, но сейчас он был молодцом и вот готовит 3 четверных тулупа для исполнения, 3 четверных прыжка для исполнения в своей произвольной программе, а Евгений Викторович сегодня в пиджаке.
Настоящий тренер. Леш, настоящий тренер должен быть в пиджаке? Или он должен... что отличает? Или в шубе сразу? Очень сложный вопрос, но я думаю, что любой тренер, любой педагог, акцент его работы заключается в результате. Я думаю, что любой тренер мог бы поменять любую одежду на что угодно. Самое главное, чтобы его ученик был бы кристально чистым на соревнованиях. Я думаю, что здесь даже тренеры не думают о том, как они выглядят и что вообще происходит. Ну, где-то. Но процент этого мышления совсем низок. Слова, но главное это те слова. люди, которые стоят, вернее, разминаются сейчас во время 6-минутной разминки. Арсений Дмитриев катается следующим за Никитой Сарновским. Ему 20 лет, он из школы Терри Тутберидзе, где катается уже больше года. Вслед за ним, кстати, Арсений единственный, кто не выступал на предыдущих этапах. Мы его здесь увидели впервые. Андрей Мазалев будет кататься вслед за ним, чемпион мира среди юниоров 2020 года, бронзовый призер чемпионата России 2022 года. Андрей Мазалев 4-й после короткой программы. И вот в очередной раз 4-й. И вот буквально, казалось бы, шажочек, да? Но кто там эти первые трое? Попробуй к ним подступись, быть рядом с ними 4-м. Тоже очень серьезная нагрузка. Но никогда нельзя отступать, сдаваться. Нужно сжать любых лидеров до конца. Рано или поздно кто-то даст слабину. Тем не менее, болельщики, и мы в том числе, желаем удачи всем. И, конечно же, никто не хочет, чтобы кто-то дал слабину, а чтобы все катались максимально чисто. И судьи судили максимально чистое, максимально насыщенное катание. Такое может пообещать и Владислав Дикиджи, который занимает 3-ю позицию и будет кататься вслед за Мазалевым, и Евгений Семененко, который на 2-й позиции, и Петр Гуменник. Владислав тренируется у Олега Таурова в Санкт-Петербурге. Количество побед и у Владислава, и у Евгения, и у Петра огромное количество. И здесь уже вопрос не в статистике, да, а в том, что они нам сегодня представляют, как они это представляют. Ну и в частности, вот что сейчас ребята делают на разминке. Вы знаете, мне очень нравится тот стиль, который показывает Влад Дикиджи. Я плюс-минус вот в том же ключе работал. Это когда, вы посмотрите, все как-то бегают, какая-то россыпь тех или иных элементов. Вот опять Петя Гуменник, еще 4-й прыжок. А Влад плавно просто передвигается из одного угла в другой. Потом спустя энное количество секунд заходит, да, тоже выполняет. И был уже 4-й луц, и 3-й аксель. Вот сейчас просто встал и по центру льда, и что он делает? Имитирует всю программу. Имитирует программу, да. То есть это показывает его спокойствие. А соответственно оттуда выплывает то, что он абсолютно практически без нервов, а значит, все с прыжками у него в порядке. Он чувствует эту уверенность. Но в противовес моим же словам, тот факт играет, что порой просто человеку нужно вот так произвести миллиард этих прыжков во время разминки для того, чтобы почувствовать себя разогретым и готовым. И это отнюдь не говорит о том, что он чувствует себя дискомфортно именно в плане прыжковой части. Ну да, в частности, вот Петр Гуменник сейчас делает прыжки один за другим. И это объяснимо, потому что он катает под заключительным стартовым номером, и у него очень большой перерыв по времени между 6-минутной разминкой и выступлением. И, в общем-то, тоже грамотно подходит к подготовке к прокату. И ему нужно, как говорится, устать, чтобы потом взять паузу, Немножко которая восстановиться. Да. Сейчас идеальный просто 4-й флип у Пети. Буквально 5 секунд остаются до окончания этой разминки. Плотненько очень. Никиту Сарновского настраивает Евгений Плющенко, и слава богу, перед Никитой никто не будет кататься, как на предыдущих, в той короткой программе и предыдущей короткой программе, когда как будто сбивали ему настроение. Подними глаза,
смотри на публику и делай то, что ты умеешь делать так здорово. Желаем ему тоже удачи. Всем пожелаем удачи, но начнем с Никиты. На лед приглашается Никита Сарновский. Сегодня в разминке сильнейших 2 гладиатора, а если считать комментаторскую позицию, то и 3. Первым под музыку из этого фильма Ридли Скотта катается Никита Сарновский. Честно говоря, турнир на арене в Омске не уступает по драматизму самым суровым древнеримским соревнованиям. Ну, поздравляем Никиту с завершением этой произвольной программы. Но мне кажется, круче, чем в Москве. Спасибо, что живой.
Просто было в Москве здорово. он с меньшим количеством элементов и дел еле доехал, а здесь прибавил. Ему даже не хватило сил сделать вот этот в конце победоносный жест, потому что он всего себя без остатка здесь оставил. Да, но на данный момент, все-таки именно скольжение, само ядро фигурного катания, это не особо сейчас на данный момент конек Никиты. Но есть прыжковая часть, которая, безусловно, подтащит оценки и баллы наверх. Но вот именно соединительные шаги, работа корпусом, ну и, конечно, эта разница не должна быть настолько очевидна, когда начинаешь на все 100%, заканчиваешь, как и в реальности у гладиатора, ты выходишь победителем, но, к сожалению, травмы несовместимы с жизнью. 2 недели подряд человек выступает начало сезона. Ну, Василий, у него, это видимо, пик не имеет подальше никакого будет. значения. 2 турнира подряд, 5 турниров в начале, в конце. рамках этого турнира, может быть, и не имеет, а в рамке жизни спортсмена, может, и имеет. Все-таки прям загасили парня. Нет, Я хочу его похвалить, совершенно замечательные прыжки. Я поддерживаю Алексей. Никиту. Вообще потрясающе. Вчера, Красиво послушайте, прыгал. что я говорил, что это прям вот здесь носился как метеор на льду, и такие прыжки. Просто громаднейшие. чуть-чуть не хватило его на вторую часть программы. Да, конечно, когда закончилась прыжковая часть его программы, да, он понял, что вот она, финишная черта, и там он просто уже дожимал, терпел из последних сил. В принципе, это круто. У меня лично вызывает это восхищение каждый раз, потому что человек вот через «не могу», он все равно делает. Просто через «не могу» все равно не сделаешь 3-й уровень дорожки, правильно? Ее можно только уже дотерпеть. Но нет сил у человека, что тут делать? Ну, все-таки я бы сделал скидку на то, что это вчерашний юниор и первый Тем сезон по более. взрослым. Вон какие Очень достойно. здоровые все мужики здесь катаются. Достойно, согласен. Академия, Яна Александровна, Саня, мама, папа, Кира, Дима, Макар, Маша, Кирилл, Софа. Но здесь хотя бы очевидно то направление, в котором спасибо нужно за поддержку. работать. Это вот все то, что не прыжковое. И очевидно то, что оно делается. Делается, точно. Потому что Евгений Викторович очень грамотный специалист. И если прыжки есть, доделать вращения и дорожки, это гораздо проще. На это просто нужно больше терпения выделить на тренировках. Да, терпения не всегда хватает. Кстати, о том, о чем говорил президент Федерации фигурного катания России Антон Сикарулидзе, олимпийский чемпион, что сейчас тенденция немножко сломать то, к чему мы привыкли. А привыкли прыгать. Все-таки и мировое фигурное катание старается сейчас больше следить за именно непрыжковой частью. Да, потому что, конечно, сделай ты все замечательно, на хорошем уровне, оценка будет сильно выше. На 11 баллов больше, чем неделю назад он получает за свою программу. 11 баллов, сами понимаете, на дороге не валяются. 240 его общая сумма и наш ориентир на данный момент. На лед приглашается Арсений Дмитриев. Арсений Дмитриев из школы «Хрустальный» будет кататься под трек британской рок-группы Muse. «Я жил во мраке», поется в ней. Метафора прошлого сезона. Пора выходить на свет. Have lived in darkness through all my life. I've
gravity, fragments of scattered debris. Prop me up before I black out, or withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. You've been bitten by a true believer. You've been bitten by someone who's hungrier than you. You've been bitten by a true believer. Отличное выступление у Арсения Дмитриева под аплодисменты не только от зрителей, но и от специалистов, таких как Михаил Коляда. Он завершает свое выступление вращением 4-го уровня. Ну, так, это же процесс очень важный, то, что мы сейчас видим прямо на этом катке. Да, важный и очень длительный. Это вот скорее как путь самурая. Потому что 2 года назад мы наблюдали за этим спортсменом, и сейчас... Шедевральный каскад одинарной, тройной, двойной. Да, показал шедевральный каскад. Ну, почему так, в общем-то, вышло? Потому что боролся. Просто вот боролся, не хотел не отдавать. Да, конечно, были ошибки. И вот это вот единственное темное пятно, одинарный аксель в комбинации с тройным акселем. Ну как начал-то? 4-3, высоченный, ровный. Просто не придраться. Четверной сальхов. Тоже очень уверенно, классно. Тройной флип. И вот единственная такая грубая ошибка в первой части программы, так называемая бабочка, срыв. И потом надо было немножко побольше взять паузу между прыжками. Я уверен, он бы сделал. Но во второй части программы 4-2. То же самое, без вопросов. Из ниоткуда, я бы даже так сказал. Казалось бы, что нет столько сил, а оказалось, там еще есть и на четверной, и еще и на остаток программы. Еще на один тройной аксель, а потом еще и на луз. С физической формой все в порядке. Ну, видно, что спортсмен такой мощный и выбрал как бы мощную такую тему для этой произвольной программы. Она очень объемная. Мьюз, группа Мьюз, это, конечно, неискончаемый поток и философии, в том числе энергии. И, конечно, очень сложно выступать по такие объемные композиции, но здесь вот я абсолютно с тобой согласен. Все импонировало. Единственное, что, конечно же, презентация именно сама, интеграция в сам процесс. Не поверхностное исполнение довольно, а именно глубочайшее проникновение и интеграция. Ну, точно так же, как у Никиты Сарновского. Да, абсолютно плюс-минус один. Наберет. Главное, что прыжки уже есть. Да. И он второй в произвольной программе. И по сумме баллов тоже пропускает вперед уже упомянутого вами Никиту Сарновского. На лед приглашается Андрей И снова Мазалев. четвертый Андрей Мазалев. Даже в соревнованиях бабочек он проиграл Дикиджи накануне. Но его катание обожает публика. Запоминающиеся постановки, скольжения, свой стиль программы Андрея остаются в сердце. Почти как пуля Джеймса Бонда.
cry. There's just no time to die. There's just no time to die. Bond. James Bond. Как в морском бою, ранен, но не убит. Есть еще время. Есть время еще до чемпионата России, до самого главного сражения этого сезона. Смотри, как любят Андрея Мазалева болельщики. Все усыпали игрушками и очень много работы для тех девчонок. Кстати, на них совсем мы не обращали внимания на этом турнире, которые подбирают эти игрушки. Их очень много, они все милахи. Ну вот как Даниил Самсонов, тоже достаточно талантливый спортсмен. И чемпион мира среди юниоров, и был даже в тройке чемпионата России. Но вот постоянно что-то является камнем преткновения. И что-то вот мы не понимаем, что это. Это как в этом меме, а если бы знали, что, да, то но мы все равно не знаем, что это. Начал замечательно свою произвольную программу с Четверного Сальхова. Конечно, там был небольшой недокрутик. Затем 4-3 тулуп-тулуп. И казалось бы, вот сейчас он набирает. Но вот, к сожалению, с тройного акселя падение. Он просто вот пролетел, и мы видим, как Арсений Дмитриев, его как бы сокомандник, тоже переживает. И, кстати говоря, прыжковый контент очень похож, что у Арсения, что у Андрея. Ну, что получается и у Сарновского тоже, плюс-минус. Да, ну вот сегодня пока вот Никита здесь Сарновский чище всех катает, и, естественно, он будет повыше. Кстати, Но напоминаю, очень... что... А ты помнишь, Миш, еще и четверной флип в исполнении Андрея Мазалева? Да, помню. Ну вот больше его нет. Ничего страшного, потому что в группе Терри Тутберидзе работают очень грамотные специалисты. Видимо, они приняли такое решение не просто так. Все-таки интересные программы у Андрея в этом сезоне. И Backstreet Boys в короткой, и Джеймс Бонд в произвольной. И это все-таки двигает его вперед как спортсмена, как артиста, прежде всего. Знаешь, я вот сейчас подумал, что когда Андрей на льду, он откровенный. Правда. Он живет. И действительно нет ни капли фальши в его движениях, и все доделано, все четко. Прекрасные вращения. Да, единственная вот дорожка второго уровня, ну, это уже, как сказать, такие мелочи. Исполнение произвольной программы Андрей Мазалев набирает 147. Ну вот, если бы Андрей набрал ровно столько баллов, сколько у него было в Красноярске, он бы сохранил свою позицию. Но он набирает на 13 баллов меньше и таким образом пропускает вперед сразу двух спортсменов. Он на третьей строчке на данный момент, а впереди самое главное. На лед приглашается Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Владислав Дикиджи сегодня стартует с третьей позиции, и отставание серьезное. Такие события остаются в истории, особенно то, как фигурист выходит из ситуации. Катается Влад под ритмичную фортепианную аранжировку «Ночи на Лысой горе» Мусорского. Бель Суоно играет в 6 рук. Но только так можно все успеть.
завершает свою произвольную программу Владислав Дикиджи. Очень такой нервный был прокат. Нервный турнир. И нервный турнир, и нервный прокат Влада. Видно, что все силы отдал. Сейчас будем разбираться, что же, собственно, было. Ну, Есть плюс... у меня некоторые догадки, почему произошла такая бабочка. Хотелось бы услышать. Да. Ну, плюс-минус, скажем так, что две грубейшие ошибки. Это бабочка в короткой программе и бабочка в произвольной программе. Собственно, это как бы вот самое ужасное, что происходило, так скажем. Ну, правда, для калибра, для спортсмена такого калибра, для человека, для которого четверной луц, даже четверной аксель, ну хорошо, его оставим, но он может его потенциально делать. Но сейчас мы его не рассматриваем. А в контексте этого турнира способен делать и флип, и так далее, и так далее. Вот это просто, это стало неожиданностью для всех нас. Все равно, что ж такое, двойной аксель. Ну вот они даже смеются над тем, что вот на пустяках. Но я хочу... Все-таки четверной это не пустяк, да, понятное дело. Это один из таких простейших. Миша, для нас с тобой уже не пустяк, а для Влада Дикиджи, правда, это вот он один из немногих, для кого вот это выглядит настолько легко. Но и по силам, по затратам, на мой взгляд. Да, конечно, обидно. И, естественно, и первый четверной сальхо в каскаде с тройным тулупом Влад сделал. И во второй части у меня такое предположение. После хореодорожки я прям в глазах его читал, что он Заберите меня отсюда. долго готовится к прыжку. И он начал готовиться к нему слишком заранее. И поэтому, когда настал момент самого прыжка, он просто перегорел. И вот сейчас как раз этот момент на ваших экранах. Ну, интересное предположение. Может быть, так оно и есть. Конечно Сейчас, же, даже мы что-то подслушаем. Интересно было бы, да, послушать и понять, как сами трактуют спортсмен, это связка спортсмен-тренер, то, что происходило и в короткой, и в произвольной. Ну, хорошо, в короткой, и потом, помнишь, Миша, мы с тобой вчера разговаривали с Владом и сказали, что действительно бортик. А если его немножко так менять, направление, то это может усугубить этот прыжок. Вчера флипа не было. Сегодня был роскошный. Да, вдоль длинного борта, а не на длинный борт. То есть Ничего это значит страшного, работает. до чемпионата России эти все ошибки доработают. Но хореография, Влад. Доработаем. Олег, хореография. Это, безусловно, первое место. Набирает он на 12 баллов меньше, чем на предыдущем своем турнире в произвольной. А по сумме 257 он впереди. Вот ориентир на ваших экранах. Плюс флип, бабочка. На лед приглашается Евгений Семененко. На втором месте после короткой программы Евгений Семененко, ученик Алексея и Татьяны Мишиных. Большой гладиатор. По 4 четверных планировали они исполнить с Дикиджи. Владислав свой ход сделал.
Первый вопрос, который возник у меня и у Миши: Женя, что ты делаешь, как ты укрепляешь колени? Потому что каждый раз неистовая борьба за очередной выезд. Да, действительно, после таких прыжков сложно выезжать. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭБ-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭБ-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Ой, с нервом сегодня весь день. Очередной гладиатор. Видать, что не доделал первый гладиатор, позвали Женю Семененко все-таки добить врага. Изо всех сил пытался Женя сейчас совладать с только возрастающей формой спортивной. Да, мы видим, конечно, что неделю назад в Москве Евгений выступал гораздо лучше. Ну, тем не менее, хочется его похвалить, потому что буквально с первого прыжка, с четверного Ридбергера, который сейчас на ваших экранах, он вот тащил, боролся изо всех сил. Четверной тулуп тоже не безошибочно, но вот такие силовые прыжки, они действительно очень серьезную нагрузку дают на колени, на связки. И мы знаем, что Евгений только-только, можно сказать, оправился от травмы, и тут сразу же такая просто дичайшая нагрузка. Но вот сейчас на повторе был, например, четверной Сальхов, соло-элемент, был недокрут. В протоколе его нет. Ладно, сейчас хочется все-таки отметить красоту костюма. И Алексей Николаевич Мишин предупреждал, что это будет такой нетипичный, очень будет мега яркий костюм. Ну, под стать логике, собственно, здесь, на мой взгляд, все пазлы были на своем месте. Единственное, что какая-то часть этой картины того Жени, чемпиона России, которым мы привыкли его видеть, еще пока вот эта картина подсветка не везде загорелась. Но мы ждем чемпионата России, надеемся, что этого времени для Жени хватит. Хватит, конечно, потому что сейчас у нас только 23 ноября, а чемпионат России будет через месяц. Так что за месяц можно не то что набрать форму, ее можно набрать, потерять и снова набрать. Вновь набрать, да. Но очень длительное время Женя был без соревновательной практики. По-моему, цифра звучала в виде 8, что 8 месяцев, да. 8 месяцев. И, конечно, зная, что такой багаж соревновательного опыта позади, но все равно его нужно всегда подкреплять. Итак, он второй по произвольной программе, но на зубах буквально вытаскивает минимум второе место в этих соревнованиях, обходит Владислава Дикиджи по сумме 2 программ. Нужно было ему набрать 170, он набрал 171 балл. На лед приглашается Петр Гуменник. Петр Гуменник. Петр первый после короткой программы. Накануне в интервью пообещал пойти на максимум своей произвольной. Это означает 5 четверных. Как вагон разгрузить. Но Петр работы не боится. Итак, сегодня он Онегин. А значит, победитель получается.
Как же хочется, чтобы именно вот так, как вчера, как и сегодня было сделано буквально через несколько месяцев. Это фантастика. И как и вчера, так и сегодня повторю свои же слова, потому что большего я сказать не могу. Это как тяжелый транспортный самолет, который привез тебе и то, и второе, и третье, и компот еще, и десерт. Все, 5 четверных прыжков. Если вот таким образом также, а мы видим сейчас, что 4-й уровень, 3-й уровень на дорожке шаговой. Если вот таким образом будет исполнена эта заявка уже на медаль. Я понимаю, что многие со мной начинают спорить, но мое мнение, я правда восхищен тем, что демонстрирует в этом сезоне Петя Гуменник. Круто! Хотелось бы вот эту форму пронести, как-то удержать. Ну вот, прям хоть с игрушкой выброситься, как я уже один раз говорил много лет назад, на лед. Прости. Ой, это правда какое-то волшебство. Однозначно Петя здесь первый будет на этом турнире, вообще без тут вопросов. уже можно совершенно смело сказать, что Петр первый на сегодняшний день. И этот этап гораздо увереннее, чем неделю назад. И как будто бы, вот что, в общем-то, неделя прошла. Не понимаю, что. Казалось бы, да, в нашем таком длинном сезоне, который с сентября по апрель, неделя — это вообще ничто, но, тем не менее, Я, кстати, Петя... нашел, возможно, ключик и ответ на твой такой внутренний вопрос. Мы же помним, что прекрасно Петя был прекрасен на контрольных прокатах. Дальше он взял условно небольшой отпуск, отдохнул. И, возможно, первый этап для него, московский, стал неким таким зарядкой, отправной точкой. Сейчас форма набирается. Да, набирается абсолютно точно. Конечно же... Презентацию, прости, Вероника Дайнек сегодня выиграла однозначно. Вместе с Москвиной. Да, конечно, потому что когда Петя сделал во второй части программы... Ну вот это посмотрите. Тройной уст, тройной ридбергер, мы прям все вместе с Вероникой Дайнеко подпрыгнули. Итак, при детальном разборе мы видим, что 3 прыжка все-таки ставят судьи недокрут. Да. Но говорю, что очень пограничный всегда выезд у Пети. Такая структура прыжка и тела в том числе. Но вот так он был научен, вот так он... Доработают. Ничего страшного, правда. Вот доработают. До главного старта в сезоне и до главного, наверное, старта в жизни еще полно времени. И Тамара Николаевна Москвина, конечно же. А ведь могла бы и не присутствовать. Скромно встала сбоку, но стадион не утаил. Но Петя однозначно стал украшением, на данный момент украшением просто этого этапа. Очень крутые, фантастически сложные произвольные программы у девушек. Но Петя из всех мужчин сегодня вот сказал, что есть все-таки порох в пороховницах. Спасибо. Спасибо тебе, Петь. Да, и он действительно вышел и доказал своим катанием, что он не случайно был выбран нашей федерацией для Олимпийских игр. Надеемся. И это абсолютная победа с огромным преимуществом над своими соперниками. Как в произвольной программе, так и по сумме. Около 50 баллов преимущества в сумме 2 программ. Поздравляем! Поздравляем Петра, всю его команду и вас, дорогие друзья, что вы это видели сейчас вживую. Ну, видите, как до сих пор не умолкают трибуны здесь, в Омске, в этом Ледовом дворце сказочном, удобном, уютном. Такое надо смотреть вживую. По телевизору эмоции не те. Ну что ж, Петя Гуменник, больше 300 баллов, Женя Семененко, 263, и на 3-м месте Владислав Дикиджи. Ну каков все-таки Евгений? Вот прям выцарапал, да? Человек не сдается ни при каких обстоятельствах. Это, конечно, тоже школа потрясающая совершенно. Ну и Влад мог бы, да, мог бы сегодня конечно. победить.
Я имею в виду подняться Мог и на победить, вторую. всё могло Да, быть. все случается, но вот сегодня так. Поздравляем всех спортсменов, огромное им спасибо. А интервью сейчас в Кисенкрай Берут двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков и чемпионка мира Женя Медведева. Невероятным прокатом произвольной программы закончились состязания у мужчин. Петр Куменник выдал что-то историческое, как мне кажется, не только по содержанию, но и по прыжковому контенту. Поздравляю тебя с пятиквадием и с невероятными баллами. Рассказывай, доволен? Понимаю, что да. Да, конечно, доволен. Прогресс налицо. Вот, расту не по дням, а по часам, получается. Как ты умудрился за 2 тренировочных дня набрать такую форму после этапа в Москве? Ну вот, есть, видимо, такие секреты. Вот Вероника Анатольевна ушла, она бы, может, рассказала, но я сам не удивляюсь. Надо было все-таки ее уговорить остаться вместе с нами. Я тебя тоже лично поздравляю и всю твою тренерскую команду, потому что, ну, если не чудо, то вы действительно проделали невероятную какую-то работу в эти двое суток, пока ты тренировался в Питере. Правда, в голове просто не укладывается. У меня так много вопросов, но я так понимаю, ответов будет действительно мало. Но вообще, какой у тебя вот сейчас план? Я понимаю, что это каждый раз, из раза в раз один и тот же вопрос, но все-таки после такого выступления 311 баллов. Я очень давно не видела таких оценок у нас на внутренних соревнованиях. Это очень круто. Отдых все-таки или нет? Нет, со следующей недели буду усиленно тренироваться. Но тебе 2 дней достаточно, мы это уже поняли. Да, 2 дней достаточно, может, там даже 1,5 хватит. Вот, буду продолжать работать над техникой, чтобы прыжки были стабильнее. Вот, чуть-чуть, может быть, программу сейчас не буду катать 1 неделю, а потом к чемпионату России уже буду вовсю готовиться. Надо будет там постараться еще лучше выступить. Рассчитывал на такие баллы? Ну, честно говоря, да, я думал, что вот сегодня встал с утра после тренировки, такой вспомнил совет вчерашний Николая Юрьевича с чистым прокатом и прикинул, что, наверное, при чистом прокате за 200 смогу набрать. Ну так, чисто из интереса решила 5 квадов бахнуть, просто посмотреть, что из этого выйдет. Да, интересно ведь, не правда? Нет, ну действительно, сегодня просто без единой какой-то помарки, без единой осечки сложилась твоя произвольная программа. Скажи, вот ты когда ехал на последний каскад, это тоже сложнейший элемент. Каскад с Ридбергером не каждый, в принципе, может прыгнуть, а еще и последним прыжковым элементом это в программе. самый нервный момент в просмотре программы был. И про это я хочу спросить Петра. Прыжок. Для тебя это как было? То есть ты, когда на этот каскад заходил, мы все такие, ну только вот не смажь это впечатление сейчас. А что ты чувствовал? Да, я что-то подобное тоже чувствовал, потому что если взять исторически статистику, то, наверное, это самый мой подлый элемент, который чаще всего может не получиться. Сейчас в моей программе это единственный тройной, поэтому иногда бывает, что я не могу скоординировать. Поэтому тоже заходил с интересом, у меня крутилась мысль, что же будет, неужели смогу чисто прокатать или опять какая-то будет подлянка от луца? Выходил сегодня спокойно или все-таки нервяк и адреналин тебе помог? Ну, вот сегодня катал самым последним, поэтому вообще я думал, что не буду переживать. Но когда там вот под трибунами ходил, и прошло уже полчаса, там 5 спортсменов выступили, то уже начало чуть-чуть сердце колотиться, но это меня только завело. То есть тебе легче все-таки на адреналине, да? Потому что есть спортсмены, которым это действительно помогает, а есть спортсмены, которым приходится это преодолевать. Главное знать подход, что делать в одном и в каждом случае. Если, например, совершенно ты спокоен, то нужно постараться себя взбодрить, попытаться как-то себя ввести в адреналиновое состояние. А если переживаешь, наоборот, успокоиться, подышать. Фанаты вот спрашивали с трибуны, откуда шляпа-то взялась? Сам уже не помню, как это материализовалось. Она каждый раз появляется магическим вышел образом. без шляпы, со льда уже выхожу, смотрю, шляпа на мне. Это Кстати, 6-й квад. Где ты их хранишь? У тебя каждый турнир уже 2-й сезон эти шляпы кидают твои болельщики. Или ты это их одна и та отвозишь же? домой? У меня уже вся семья, да, ходит в цилиндрах. Когда приезжаю домой, меня там встречают. Петр 1, Петр 2, Петр 3.
Помнишь первую мысль, когда встал в финальную позу? Что ты себе сказал? Петя, молодец. Или... Ну, я что-то подумал, можно ли, вот нам советовали перед тем, как перед 6-минуткой нам сказали, торопимся чуть-чуть, трансляция опаздывает, поэтому долго не кланяйтесь, поскорее бегите сюда. А Побыстрее тогда решил уйти. я так запыхался, думаю, интересно, если я там чуть-чуть еще проедусь, это, наверное, не страшно будет. Вот, я об этом думал. Впереди чемпионат России, у тебя есть серебро, есть бронза. Замахнешься... Мини-чемпионат России, кстати, сегодня ты выиграл. Замахнешься, может, уже на золото, наконец, с таким-то катанием. Да, я собираю все места, у меня уже есть 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, там какое-то 10-е. Так что, ну, хочется, на самом деле, для этой коллекции 1-е собрать. Что ж, мы тебе этого желаем, всячески за тебя болеем. Сегодня ты огромный молодец. Мы тебя отпускаем. Ждем всех в Санкт-Петербурге в декабре, где в родном городе Петра, где пройдет чемпионат России и где он постарается все-таки уже золотую медаль завоевать. Спасибо, Петь, за это катание. Жму руку, ты большой молодец. Спасибо вам. Ну, а мы ждем в нашей студии Анну Щербакову, которая уже к нам присоединилась. Тоже, я уверен, под впечатлением от того, что выдал сегодня Петя. Давай, наверное, от главной сенсации этих за 300 баллов. Начнем с Петра. Да, конечно, Петя определенно умеет удивлять. Еще вчера мы говорили о том, что буквально неделя между двумя этапами прошла. Учитывая все переезды, тренировок, я думаю, было не так много. И вчера мы поражались, как в короткой такой большой шаг вперед, но в произвольной. Честно, без слов вообще оставил всех нас. Только слова восхищения. 116 баллов за технику. И это при том, что я сидела рядом с комментаторской позицией и видела, что отметили ему некоторые недокруты на прыжках. То есть это еще не предел. Поэтому сегодня, конечно, незабываемые впечатления. Некоторые недокруты — это, наверное, тройной аксель во второй половине программы. Во второй половине программы на 3 последних элементах, собственно, на 4-м сальфе, на тройном акселе и на каскаде Лутц Ридбергер 3Q стоит в протоколе, поэтому, конечно, оценка чуть ниже, чем она могла бы быть. Получается, порядка 3,5-4 баллов можно было еще Я набрать. думаю, и больше даже, баллов 5 точно. Ну, там еще плюс GUE были бы побольше, это, конечно, очень интересно. Все остальные элементы тоже по 4-м уровням? Или еще Дорожка есть что доработать? 3-го уровня, насколько я помню, вращение все 4-го. То есть это не предельные, в принципе, баллы для Петра. Что поражает, Вау. да, что это еще не предел. Ждем 320 баллов в Петербурге на чемпионате России. Кто сегодня еще из ребят тебя, может быть, расстроил, а может быть, наоборот, порадовал своим катанием? Ну, конечно, я не буду скрывать, что Петя катался последним, и это, мне кажется, затмило все предыдущие эмоции и впечатления. Сегодня Петя, правда, был прям вот в другой лиге. Никто не смог навязать ему прям конкуренцию. Но, конечно, 2-3 место — это Евгений Семененко и Влад Дикиджи. Очень достойные прокаты показали, и вот между ними борьба была. Влад вновь, наверное, удивил, потому что до этого он нас приучил к своим чистым прокатам. И что в короткой программе неожиданно грубая ошибка Бабочка, что в произвольной программе та же самая ошибка Бабочка. Да, это неожиданно, но мне кажется, что он вновь проявил себя, свой спортивный характер, потому что мне показалось, что очень он сегодня устал. Во второй половине дорожка уже прям тяжело ехал. И несмотря на это, да, Бабочка на Сальхове, но он не развалил программу, он не позволил себе допускать каких-то помарок на всех прыжках, спотыкаться. Нет, он вот все, что мог, доделал. Поэтому мне кажется, что тоже это было очень достойное катание. Ну и Женя Семененко тоже, наверное, тяжеловато 2 этапа подряд, тем более после травмы. Точно так же, как и в Москве, боролся за каждый элемент. Просто сегодня, чуть хуже, чем в Москве. Все-таки более грубые ошибки были. Ну что ж, спасибо тебе за этот разбор. Полетов по-другому и не скажешь наших мужчин-одиночников. Действительно, поздравляем еще раз всю тренировочную команду Петра Гуменника. Классную работу ребята в этом сезоне проводят. И продолжает он радовать не только нас,
но и любителей, и всех болельщиков нашей страны таким своим катанием. Мы ни в коем случае не прощаемся. Впереди выступление спортивных пар. Я бегу на комментаторскую позицию, а потом возвращаюсь сюда, где мы с Евгением подведем не только итоги соревнований спортивных пар, но и вообще итоги серии Гран-при России, потому что буквально через час закончится эта серия, как бы грустно это ни звучало. Оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале. Уважаемые зрители, через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди спортивных пар. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Регина Трусова, Казань. Судейская бригада. Судья номер 1 Анастасия Ширяева, Москва. Судья номер 2 Светлана Кандыба, Москва. Судья номер 3 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Алла Машкевич, Челябинск. Судья номер 5 Святослав Бабенко, Тверь. Судья номер 6 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 7 Юлия Соловьева, Томск. Техническая бригада. Технический контролер Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Марина Австрийская, Москва. Александр Честных, Москва. Встречаем на льду участников первой группы. Ева Хмелькова, Владислав Антонышев, Москва. Дарья Андреева, Александр Акимов, Санкт-Петербург. Анна Москалева, Артем Радзянов, Санкт-Петербург. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Разрешена разминка. На финишную прямую вышел турнир серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске. Это 5-й заключительный этап для взрослых. И в парном катании сейчас дуэты будут исполнять свои произвольные программы. Ну, так уж получилось, что сегодня такая невероятная феерия была и в одиночном катании, даже в танцах было невероятно интересно. Смогут ли пары поддержать этот ритм, интересуюсь я у Максима Тронькова. Ну, прежде всего, хочу всех поприветствовать. Здравствуйте. Действительно, сегодня те, кто весь день смотрит фигурное катание, как и мы, наверное, сегодня зря день точно не провели, потому что действительно классно катался и Петя Гуменник с невероятной суммой баллов закончилось его выступление, и девчонки наши, Дашу Садкову хочется поздравить, тоже 2 четверных и чистейшая произвольная. Историческая для Питера медаль в танцах на льду. Золотая. И, конечно же, от пар мы ждем тоже стабильного, хорошего катания. Сегодня я уверен, что сильнейшая разминка спортивных пар тоже заставит нас гордиться вновь парным катанием в нашей стране. Насладиться увиденным. А сейчас у нас группа участников с 8 по 5 места после
короткой программы. Таким сюрпризом здесь на заключительной строчке оказались Ева Хмелькова и Владислав Антонышев. Их тренер Алексей Тихонов находится у бортика. Это дебютанты взрослого сезона. Тренируются в Москве в школе Татьяны Навка. Дарья Андреева и Александр Акимов будут кататься вслед за ними. Это представляющие Санкт-Петербург и тренерскую группу Василия и Людмилы Великовых. 7-е место после короткой программы. Причем были они 7-ми на этапе Гран-при в Красноярске. Василий Великов на ваших экранах. Тренер этого дуэта. Анна Москалева и Артем Радзянов. Это уже школа школа под руководством Тамары Москвиной, где они тренируются у Артура Минчука и Александра Смирнова. А Тамара Николаевна говорит: я им только помогаю. Вот вы тренеры, и вы как хотите, так и работаете. Если нужна помощь, я всегда приду. Огромное количество поколений целые вырастила Тамара Николаевна, включая президента нашей Федерации фигурного катания Антона Тариэльевича Сихарулидзе, олимпийского чемпиона. Вместе с парой у бортика находится Николай Морошкин, их хореограф, а 4-ми кататься будут Таисия Щербинина и Артем Петров. Пермская группа Павла Слюсаренко. 16 лет, 21 год. И был у них такой замечательный старт в Красноярске. 2-е место, что могло даже показаться, что вот так вот все и будет теперь удачно. А лед он скользкий, и соревнования в Омске складываются более витиевато. Пермская группа на ваших экранах. У нас на предыдущих турнирах были различные элементы ультра-си, тоже четверные, которые исполняли разные пары, разные элементы. Кто подкрутку четверную, кто выброс четверной. Стоит ли зрителям сегодня таких рекордов ожидать? Ну, я не думаю, что мы увидим четверные выбросы или четверные подкрутки сегодня. Во-первых, потому что на этом турнире нет Александра Байкова и Дмитрия Козловского, которые выполняют пока единственный выброс четверной сальхов. Подкрутку все-таки, когда ты выступаешь по взрослым, и это не очень целесообразно выполнять, потому что набрать 4-го уровня, выполнить все черты сложности для набора 4-го уровня очень сложно в четверной подкрутке. Скорее она будет уровня 2. Еще если какая-то ошибка будет допущена, еще и отминусована судьями. Поэтому терять на этом баллы абсолютно никто не хочет. И все катаются с тройной подкруткой, пытаясь именно тройную сделать 4-го уровня. Это гораздо дороже, чем четверная 2-го или 3-го. И, видимо, не легче. Овчинка выделки не стоит. Что легче сделать? Подкрутку четверную, но 1-го уровня или тройную, но 4-го? Я четверную подкрутку не делал, поэтому не могу судить. Но я думаю, что, конечно, тройную сделать легче. Даже на 4-й уровень? Ну, вообще, я не очень вижу большую сложность в том, чтобы сделать на 4-й уровень. Просто, ну, вот у ребят, у некоторых не получается эти пресловутые у девочек шпагаты, которые не берут и ставят уровень 3. У нас с Татьяной такой проблемы не было, как и у моей пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов. У них вообще эталонная подкрутка была. Ева Хмелькова и Владислав Антонышев открывают эти соревнования в произвольном катании. К
сожалению, 8-е после короткой. Пожелаем удачи в программе под музыку из «Гладиатора». Ева Хмелькова, Владислав Антонышев. Немножко перепугались мы такому падению, очень жесткому в этой программе. Аккуратнее, ребята.
Да, к сожалению, Владислав Антонышев. бывает такое в фигурном катании, и очень неприятные падения тоже случаются. Главное, что без травм и все-таки насколько отважные в парах девчонки, когда после таких действительно неприятных ситуаций, неприятных падений встают и еще продолжают катать, делать сложнейшие поддержки. Ударил сильно, видно. Смотрит на руку. Пока интересно будет. Будет. Ридбергер можно было тащить. Как-то даже забыла раскрыть. Это Алексей Тихонов считает, что нужно было тащить. Но я думаю, что это Ридбергера. он на выбросе говорит, прежде всего о выбросе, а не о прыжке, потому Да. что прыжок Ридбергер там было уже никуда не утащить. Была заявлена Там очень флип. сложная, да, комбинация из тройного флипа и 2 двойных акселей, но ошибка на первом прыжке, на флипе не позволила ребятам сделать... добавить еще 2 прыжка, 2 акселя, 2 сменные оборота. А к Ридбергеру уже тоже после падения, то есть потеряли каскад, очень много баллов, и видим, что падение еще и с выброса Ридбергера. Но очень интересное положение в поддержках, и в принципе Влад хорошо справляется, сильный, мощный партнер, и поддержки все сделаны на хорошем уровне. Может быть, на Ридбергер, когда они шли, как-то переключили, дальше хотели сделать комбинацию с ним, из-за этого вот так-то он у них получается, этот Ридбергер. Элемент. Ну, я думаю, что на том. Чисто будет. Ждем. он не получился ни в короткой, ни в произвольной программе, этот элемент, поэтому, может быть, не так хорошо готовы ребята. Ну, Владислав говорит, когда-нибудь будет чисто. Ждем. Окей. Ребята, мы вам верим и желаем вам удачи. Спасибо вам за вашу работу, а болельщикам за поддержку. Группу Людмилы и Николая Великовых здесь представляют Дарья Андреева и Александр Акимов. 7-е после короткой программы, как и было в Красноярске. Проникновенное пение Джоша Гробана — основа для красивой произвольной программы. Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà, con te. Con te avrò 1000 giorni di felicità, 1000 notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai. Darò tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già il futuro lo sai, dimmi che questo non finirà mai, senza di te, non voglio esistere,
morirei senza di te. Дарья Андреева, Александр Акимов. Надо сказать, что прокат не идеален. И есть вопросов много у Максима, у судей, у продвинутых зрителей в том числе. С другой стороны, спортсмены, видно, что отдаются этому катанию. Да, может быть, там нет такой замечательной хореографии, которая бы давала им насыщенную действительно программу, взаимоотношения, но она будет, они над этим работают. Да, конечно, и мы в ожидании, когда эта работа наконец будет доведена до идеала, потому что, ну, пока откровенно, не хочется никого обижать, но откровенно очень слабый прокат, и программа, в принципе, слабовато, скажем так, и по постановке, и по переходам, и еще когда ребята с элементами не справляются, то впечатление теряется. Знаешь, как расстроился партнерша Даша? Значит, ей не все равно то, что происходит на льду. Да, значит, что, может быть, что-то идет с не так. подкрутки, в принципе, для себя второй уровень получили, как обычно. Тулуп, вот здесь ошибка касания руками, одинарный аксель и потом двойной аксель вообще в разные стороны. Вот мы прям видим, партнерша наступает в одну сторону, партнер в другую, сразу же огромное расстояние, еще и ошибка. Недокрученный сальхов и у партнерши, и степ-аут у партнера. Ну, то есть прыжковыми элементами совсем было все сегодня печально. Выброс флип здесь поборолась партнерша, а вот второй выброс Ридбергера там был совсем на две ноги, тоже даже попытки не было исполнить его на одну ногу, то есть вот мы смотрим и прямо на две ноги четкое приземление, то есть, видимо, сил уже не было. Здесь чуть не упал с поддержки, слава богу, что удержал, то есть опыта и силы хватило, чтобы все-таки не уронить партнершу, потому что это было бы, конечно, совсем страшно. Много-много ребята ошибались в своей произвольной программе. И по уровням тоже много потеряли. Вот заключительное вращение 4-го уровня. Давай о хорошем. 156 баллов они получают по сумме двух программ. А это значит, что они сохраняют свою 7-ю позицию. Первое место. Ученики Артура Минчука и Александра Смирнова из питерской школы Тамары Москвиной, Анна Москалева и Артем Раддянов. Ромео и Джульетта, как вы поняли по костюмам.
Дождались окончания музыки Анна Москалева и Артем Радзянов. Так получилось, что сорвали поддержку, и много времени высвободилось из-за этого в катании. Ну, тоже приходится констатировать большое количество срывов. Ну, в оправдании ребят хочу сказать, что, во-первых, это первый взрослый сезон, и как раз юниорское катание отличается, произвольная программа отличается наличием еще одной третьей поддержки. У юниоров их всего 2 в произвольной программе. И вот как раз ту третью поддержку уже в конце произвольной программы ребята не дотерпели и не вытянули. Получили только базовый уровень за нее, потому что только 1 оборот в ней был выполнен. А в целом программа оставила приятное впечатление, потому что не было серьезных срывов, не было допущено падений. Только 1 степ-аут на первом выбросе, а все остальное, в принципе, было более или менее сделано. И комбинация прыжков из тройного сальхова и двойного акселя. Вот она на наших экранах. Тройной сальхов и вслед за ним двойной аксель. Все четко на одну ногу. И подкрутка хорошего 3-го уровня. Тройной Ридбергер поборолись ребята, но тем не менее это сложный прыжок. В парном катании редко исполняется. Ребята это делают, и мы видим, что получают, в принципе, за это хорошие баллы. Вот это единственная грубая ошибка, потому что здесь выезда не было. Вот степ-аут хорошо, что удержала, не упала, но тем не менее вот не могу не отметить, что ошибка такая на координационном элементе присутствовала в этой программе. А вот этот выброс в конце программы, флип, был шикарно сделан. Высоченный, пролетный на одну ногу. Уже во второй половине программы тут я поаплодировал ребятам. И вот та самая сорванная поддержка в самом уже финале только базового уровня. Из-за ожидания музыки пришлось оставаться красивыми целых 10 секунд, застыв в этой трагической позе Ромео и Джульетты. За исполнение произвольной программы Анна Москалева, Артем Радзянов набирают 110,2. Они лидируют как в произвольной программе, так и в турнире после выступления 3 пар. Еще один молодой дуэт из пермской группы Павла Слюсаренко, серебряные призеры красноярского этапа Гран-при. Здесь лишь 5-е пока. Но произвольная не повод сдаваться. Пьедестал все еще в зоне досягаемости.
I'm still loving you. I'm still loving you. Ой, ну молодцы, ребята. Таисия Щербинина, Артем Петров. Надо сказать, что вот эта музыка Scorpions, она не, ну, в исполнении Егорова, она не в первый раз здесь звучит на этом льду. Я думаю, ну вот опять сейчас эта музыка, но они начали кататься и вовлекли, и здорово получилось. Да, действительно, произвольная программа у ребят удалась. Сегодня здорово катались, чистейший прокат. И уже были они серебряными призерами своего первого этапа. Вчера ошибка грубейшая на прыжке, на тройном сальхове не позволила ребятам оказаться в сильнейшей второй разминке. Но я уверен, что сейчас они должны подняться с таким катанием в турнирной таблице, потому что все было выполнено и хорошо было сделано по уровням сложности элементов. Все поддержки 4-го уровня, вращение 4-го уровня, только вот Тодос 3-го, но тем не менее. Это поработано. Хвалит Павел Сусаренко своих воспитанников, говорит, что вот это поработали, это молодцы. Потому что сегодня действительно прокат у ребят удался. И гораздо легче они выглядели сегодня, чем на первом своем этапе. То есть видно, что поработали и над физической формой в том числе, потому что тяжело поддержки давались, особенно последние, на первом их этапе, а здесь все уверенно было сделано. Шикарные выбросы, и Ридбергер, и флип были сделаны на одну ногу с хорошим выездом, с хорошим выкатом. Вот выброс флип. Уже во второй половине программы видимо, как эмоция заулыбалась Таисия, потому что все сделала сегодня по высшему классу. Тоже ведь вчерашние юниоры. Ну, вон на каком уровне зашли в сезон. Всем привет. Интересно, для какого места в этом турнире им хватит этих очень неплохих баллов. Без малого 200 баллов они набирают. Первое место. Хорошая заявка на следующую группу, которая выйдет прямо сейчас. Встречаем на льду участников второй группы. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Следующая группа участников на льду — это уже сильнейшие спортсмены, ну и те, кого мы, может быть, не ожидали увидеть в сильнейшей группе.
Но, тем не менее, они катались очень чисто в короткой программе, удивили нас по-хорошему и заняли законное место в второй разминке. Но тем плотнее будут соревнования, тем интереснее будет их исход. Конечно, во главе угла вопрос, как восстанавливаются лидеры нашего парного катания. Но начнут кататься под музыку Вивальди, Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Так здорово они вчера сделали программу на музыку из «Ведьмака», что даже было неожиданно. И это при том, что мы второй раз видели эту пару. Но вот как-то вчера эта программа прям заиграла. То есть нужен же не только костюм и какие-то наметки, хореография, а нужно чистое и эмоциональное исполнение, которого мы вчера как раз и дождались. Тренируются они в группе Нины Мозер у Виктории Шляховой на ваших экранах и Рамиля Мехдиева. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев. Еще одна пара Алексея Тихонова и Марии Петровой. В таких узнаваемых костюмах они выступают в этом сезоне. Живописных. Ребята очень думающие, любят творить, любят как-то развивать кругозор. Тренеры говорят, что прям постоянно задают какие-то вопросы, иногда даже спорят. Ну, в общем, делают жизнь интереснее вокруг себя. Рядом со Станиславом Захаровым стоит Алексей Тихонов. Станислав — тренер школы «Наши надежды», где работает вместе со Светланой Соколовской. И это два чемпиона мира. Только один в парном катании в юниорском, это Станислав Захаров, и чемпион мира Алексей Тихонов. Так что два чемпиона мира с ребятами. Да, крутая команда. Совершенно мощнейшим образом накануне катались Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Еще одна пермская пара. Они 5 лет уже тренируются со Слюсаренко и Закроевым. Ну и Янченкова Матвея называют чуть ли не сильнейшим парником вообще в мире. Вот как бы ты прокомментировал такое сообщение? Я хотел вызвать у тебя удивление на лице просто, чтобы ты прокомментировал. Ну, для того, чтобы стать сильнейшим парником Надо в мире, выиграть нужно чемпионат мира. Да, выиграть чемпионат мира. Все-таки чемпион мира здесь, помимо тех, что за бортиком, еще Александр Галямов. Вот, поэтому Матвею я желаю стать. Может, перспективный? Очень, да? очень. Один из лучших парников в мире, 100%. В России надежный, тоже, крепкий, да, мощный. 100%, но не надо пока уж так перехваливать молодых талантов, потому что могут звезд с неба не хватавшие нос задрать. Пусть Логично. тренируются, работают. Ну, когда просто нас допустят, едут на чемпионат мира и обязательно его выигрывают. Мне нравится, когда ты спокойно смотришь на катание парников, а не зажмуриваешься каждый раз во время поддержек, переживая за партнерш. И я так обратил внимание, что когда Матвей в деле, ты всегда смотришь на них и глаз не отводишь. Ну, мне действительно импонирует эта пара. И когда ребята еще были юниорами, совсем юными спортсменами, мы вместе работали на одном льду, тренировались с Евгением Тарасовым и Владимиром Морозовым, потому что Павел Слюсаренко тоже огромный вклад внес в подготовку этой пары к Олимпийским играм. И мы вместе работали целый сезон, и я помогал как раз вот молодым парам, а Паша помогал мне с моей парой. И поэтому у меня к ребятам особое, конечно, чувство, потому что с самого детства их знаю. Какую-то, может быть, капельку привнес в их катание чего-то. И, конечно, всегда за них переживаю, болею и горжусь, что они выросли в такой классный дуэт. Ну а завершат эту группу своим катанием Анастасия Мишина и Александр Галямов, которых, безусловно, все
много раз уже упоминали в срезе этого турнира, да и предыдущего. Как, что, готовы, не готовы, в каком состоянии, всем очень интересно. Конечно, пристальное внимание для них не в новинку. Спортсмены привыкли, ну а нас, болельщиков, не удержать. Ну вот, Александр ведь тоже, как и ты, болельщик «Зенита». Вы в футбол играете, Саша, нет? Ну, мы в разных городах проживаем. Но когда ребята были на сборах в Сочи, собирались там тоже вся местная молодежь и не молодежь, и тренерские составы. И мы, да, собирались, играли в футбол. Саша очень хорошо это умеет делать. Лучше, чем ты? Конечно. Я уже, вот этот день я уже сегодня. старенький футболист, а он молодой. Максим Троньков сказал, что кто-то что-то умеет делать лучше, чем он. Ничего себе. Ты лучше, чем я, комментируешь. Неправда, Максим. Каждый Ну, ладно, должен заниматься шучу. своим делом. Ну, здорово, что вы вместе такие футбольные болельщики. Круто. Желаю удачи и в этом тоже, Саша. На льду Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко. Очень славно они выступили в короткой программе, благодаря чему попали в разминку сильнейших. И 100% угадали тогда с образами программы. А вот сейчас включат времена года. Старый новый Вивальди.
Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Всего полгода вместе спортсмены катаются. Ну и, наверное, пока еще не готовы на длинные дистанции. Это я имею в виду на одном турнире, чтобы и короткую вытянуть в блестящей манере, и произвольную. Хотя, конечно, они все равно очень симпатичная пара. Да, хороший получился дуэт. Дуэт сложился. И дуэт прекрасно выполнил свой прыжковый набор. Тоже не самый простой. И Трена Ридбергер, и Трена Тулуп ребята исполнили в своей произвольной программе. К сожалению, только одна такая грубая ошибка перечеркивает все наши восторги. Конечно, падение с выброса Ридбергер в самом конце программы, оно немножко смазало впечатление. Ну, кстати, он был такой высокий, они вот здесь вот рядом с нами прыгали. Даже показалось, что он слишком в высоту пошел, нежели в пролет. Немножко, может быть, по скорости, да, просели к концу программы. Все-таки Вивальди такая музыка, которая требует большей скорости в исполнении элементов и переходов. Так аккуратненько ребята сегодня катались. Но в том числе они не досчитываются баллов на своей комбинации. Ридбергер, Ойлер, Сальхов сделали двойной. Недокрут еще очень сильный. Но это недокрут на Ойлере, что самое такое смешное. То есть это как одинарный Ридбергер примерно по сложности выполнения. Вот. Но, тем не менее, очень близко ребята друг к другу его исполняли. Это прям перед нами, перед нашим комментаторским местом происходило, и практически столкнулись во время исполнения Ойлера, поэтому так подзажались, и это вылезла эта ошибка. Причем две галочки получается, то есть это один оборот не докрутили на полоборота получается. Ну да. То есть, такой казус небольшой случился. Но удержать свою позицию после довольно ловкого катания Таисии Щербинина и Артема Петрова ребятам не удается. Они вторые и по произвольному катанию, и по сумме баллов. Щербинин и Петров пока лидируют, а впереди еще 3 пары. На лед приглашаются Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев в этом сезоне, погруженные в творчество, концептуальная программа, костюмы. Очень красиво и содержательно. Ребята очень думающие, серьезно подходят к процессу. Ну и пусть им сопутствует удача, потому что это всегда вишенка на торте изнурительного труда. Программа посвящена, как вы поняли, Ван Гогу.
Мощно. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев. Кричали тренеры: давай, давай, вперед, вперед. Да и не только тренеры, даже я в конце, после последней поддержки, когда они прям перед нами здесь проезжали, тоже Диме сказал: давай, давай, работай, работай, потому что действительно рабочий очень получился этот прокат. С небольшой ошибочкой на тройном тулупе у Димы. Но, тем не менее, молодцы, держали эту программу. Очень хотели они эту медаль. И только судьи сейчас решат, останется ли она у них в кармане, у них на шее. Малая медаль в короткой программе не вручается на наших соревнованиях, но виртуально она есть. Видели мы и более уверенное катание этих ребят, но сегодня в борьбе. Сегодня в борьбе. Доработали свою произвольную программу. Это не фигурное катание. Это борьбовое катание. Да, вот и сами ребята говорят, что это борьбовое катание, а не фигурное. Хорошее выражение. Интересно, в какой момент он его придумал, когда он ехал, на каком элементе. Я думаю, последняя поддержка точно была в борьбе с самим собой. Вот здесь вывалился немножко. Хорошо, что не задел второй ногой, сделал двукратную тройку. И тройной сальхов, и 2 двойных акселя были выполнены хорошо. Да, в таком образе катаются ребята. Очень, для нас, для простых смертных, выглядело как на одном дыхании. Это все катание, да, и много каких-то интересных решений. И этот прыжковый элемент в начале, тулуп совершенно не выбил из равновесия. Наращивали. Да, тренеры видели, что надо в конце еще больше двигаться вперед, чтобы успеть докрутить в том числе и Тодос, который у них, кстати, 4-го уровня, и заключительное вращение тоже 4-го уровня. Да, ребята сегодня смотрелись, может быть, чуть хуже, чем Щербинин и Петров, но хватит ли им запаса после короткой программы для того, чтобы удержаться в тройке, мы сейчас увидим. Больше, около 129 баллов нужно набирать, чтобы удержать первую позицию. Лилия Николаевна, Рома, Алексей. Мама, папа, Мария. Тютелька в тютельку. 130 баллов. Это 2-е место по произвольной программе. Но по сумме баллов, да, они опережают на 45 сотых своих соперников Щербинину и Петровой. И снова с медалями на 2 этапах Гран-при подряд. Молодцы. С учетом короткой, говорит Алексей. Да, с учетом всего, все-таки ребята молодцы. Свое дело сделали. Бронзовые призеры чемпионата России Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Очень мощные. Без преувеличения международного уровня. В произвольной программе Кристиан Рейндл и Люси Парадис совместно с Powerhouse. Мрак. Примерно так переводится название трека. Любят они, конечно, нагнать атмосферы.
И под аплодисменты вращением 4-го уровня завершают свою программу. Очень эмоционально, очень ярко эти два блестящих спортсмена. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Браво, браво, ребята. Вот теперь официально с возвращением. Именно такого катания мы ждали от этой пары. И она не просто перспективная пара, это уже состоявшийся взрослый дуэт, способный на очень и очень многое. И я думаю, что нашим лидерам на чемпионате России будет не так-то просто между собой разбираться. Как будто бы появилась пара, которая может и вмешаться в эту борьбу. Так как катались ребята сегодня, все вполне возможно. Шикарный прокат. Сложнейшие элементы, очень много интересных находок и в поддержках, и в переходах. Классная, мощная программа. На скорости, на невероятной ребята катались. И к концу программы как будто бы вообще не устали. Огромные молодцы. Темп сумасшедший. Обычно бывает заключительное вращение такое медленно, а у ребят прям пух. Никогда не сомневаюсь. Никогда. Все может. Все можете, говорит тренер. Это чистая правда. Несмотря на то, что на довольно большом расстоянии делали прыжок, так все равно получили хорошие плюсовые баллы от судей. Ну, потому что он был выполнен в ритме, в едином и с четким выездом, с красивым, с долгим выездом. Показали ребята, выполнено. Вот здесь немножко горохом тулуп. Мы говорим горохом, когда немножко в разнотемп. Так, да. Сначала один прыгает, а потом второй. Вот как горошинки, если бросить, они в разные Поэтому стороны здесь скакивают. Сразу меньше да, плюсов, здесь всего сразу же 0,25. меньше плюсов, да. Но, тем не менее, элемент сделан, и сделан здорово. И все очень музыкально. Вся программа со всеми элементами. Да, посмотрите, какие интересные находки. Не все танцоры могут сделать такие поддержки. Вообще публика реагировала на все их хореографические находки, не только на ключевые элементы. Выход интересный из поддержки верхней. Сразу же во вращение на одной ноге. Да, и публика тут же взорвалась. Да. Кайф. Ребята испытывают кайф от того, что они делают. Они катаются, и зрителя не обманешь. Поэтому зритель чувствует эту подачу, чувствует эту энергию, которая исходит от спортсменов, привет, даже привет, сидя на самых верхних ярусах. Всем привет, кто за нас болел. Спасибо. Конечно, абсолютно очевидно, что они сейчас сохраняют свою позицию и, относительно Мухартова и Евгеньева. Но вот интересно, насколько большая будет сумма баллов, чтобы закинуть удочку на раненого льва. Сумма за две программы
220. На 20 баллов опережают они ближайших преследователей по сумме двух программ. А мы ждем выступления Анастасии Мишиной, Александра Галямова. На лед приглашаются Призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы, трехкратные чемпионы России. Элвис Пресли. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Marie. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone, because I'm evil. My little name is Marie. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. Yeah. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class.
Благодарная омская публика аплодирует самым титулованным спортсменам этого соревнования Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Практически все сделано ими на максимум того, что они могли сегодня, кроме вот этой единственной поддержки. Что это за поддержка и почему именно она не Дорогая прошла? поддержка 5-й группы. И много, порядка там 8 баллов, учитывая GUI, теряют ребята на этом элементе. Отрыв в короткой программе был незначительный. И могу сказать только, что гораздо лучше, чем на прошлом турнире. То есть видно, что ребята уже выкатывают эту произвольную программу, но опять не получился элемент. И эта же поддержка была сорвана на контрольных прокатах. Также была довольно тяжело выполнена на этапе в Казани. И, видимо, вот есть какая-то сложность именно с лассом. Я не знаю. Здесь давайте пойдет. Тамара Николаевна, как проверенный разведчик, никогда лишнего не скажет на камеру. Каскад был выполнен стартовый хорошо. Тройной сальхов, 2 двойных акселя 4-го уровня. Подкрутка 3-го уровня. Еще и недокрут находит на одном из акселей у ребят. Судьи, ой-ой-ой, сколько же сейчас могут потерять они. Подкрутка уровень 3. Хотя вот... Что здесь? Можешь объяснить, здесь как это техническая ошибка. случается? Это сложный заход с кораблика, да, но тут немножко надо технику почистить, как мне кажется. Но она Просто так не делается. разболталась из-за, я имею в виду техника, Я из-за не хочу малого вдаваться количества в тренировок. технические моменты, потому что нам интересно, все-таки Максим, есть, кто кроме тебя у может ребят это объяснить? Есть Они же не тренерский скажут штаб нам Василий. ничего. И я его очень уважаю. Ты И Тамару комментатор. Николаевну Москвину, и Артура Ты же не Мищука. оскорбляешь, что Вмешиваться ребята- в работу Хорошо. тренеров я не буду публично. Не надо вмешиваться. Позвоню я пытаюсь Артуру понять, Леонидовичу и пытаюсь в понять, личной вот, беседе скажу, что как нужно такое поправить. происходит. То есть просто, Просто недостаток техническая ошибка. физической Нет. формы или вот технической. Здесь дело не в форме. Это элемент, первая поддержка в программе. Саша опытный парень. Просто иногда чуть-чуть, как и музыкальный инструмент, нужно настраивать элементы. И в поддержке ласса есть один технический момент, который упущен, скажем так. Ну вот, это я и хотел услышать. А что за момент, видимо, останется секретом. Ладно, Максим, все понятно. Мы, правда, очень переживаем за ребят. Желаем им быстрейшего восстановления. Когда мы тут с Ягудиным и Калидой обсуждали, что такое месяц до чемпионата России, то было сказано, что за месяц можно не только форму набрать, но и потом потерять и опять набрать. И мы желаем им ближайшего возвращения. Они третьи по произвольной программе, но по сумме на втором месте. На 10 баллов отстают от Чекмарева и Янченкова, и на 10 баллов опережает Мухартову и Евгеньева. Поздравляем всех участников этого турнира, всех тех, кто на пьедестале, и, конечно же, вот этих прекрасных ребят-чемпионов. Это абсолютно чистая победа, да. Еще раз, Лев раненый, но они катались так, что они могли бы составить конкуренцию любой паре, которая бы сейчас здесь рядом с ними оказалась. Большие молодцы. Поздравляем весь тренерский штаб и всех-всех-всех. Результат на ваших экранах, а через мгновение уже Максим набросится с радостными вопросами на чемпионов, на Екатерину, и как он его по-отечески называет, Мотю. Вообще, с Максимом Троньковым, конечно, одно удовольствие комментировать соревнования. Он настолько неравнодушен к тому, что происходит. Все неравнодушны, но вот Максим такое впечатление, что он за каждую переживает прям вот собственной кровью. Итак, Максим Троньков, Евгения Медведева. Интервью.
Завершились эти длинные выходные в Омске, а вместе с выходными завершилась наша серия Гран-при России по фигурному катанию на коньках. И завершили ее прекрасным катанием, яркой вспышкой, влетев на первую ступень пьедестала почета, обыграв не кого-нибудь, а непобедимых Мишину и Галямова, Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко. Ребят, рассказывайте, как вам удалось провести такую хорошую работу после этапа своего первого, где не все получилось, и сегодня так блестяще откатали произвол. Ну, на первом этапе мы очень плохо откатали. И как только приехали, сразу же была сильная мотивация что-то работать, что-то делать. И с самого первого дня начали работать, улучшать все ошибки, которые допустили в Красноярске. После Красноярска мы сильно набрали форму. И такое ощущение, что нам нужно было такое выступление в Красноярске. Оно нам дало реально мотивацию и сил, чтобы работать, не покладая рук и добиваться результатов. Несмотря на золото, что-то вы какие-то невеселые, ребята. Вот вы мне, конечно, за кадром сказали, что вы сдержанные. По какой причине? Можно радоваться, можно ликовать. Отличное катание, золото. Почему такие сдержанные эмоции? Как говорит Мотя, у меня лицо такое. У них лицо такое, потому что теперь же чемпионат России, следующий старт, а аппетит приходит во время еды. Ребята, и уже есть бронза чемпионатов России. В прошлом году они отдохнули, дали другим повыигрывать. И сейчас, как я понимаю, планы самые грандиозные. Да, не будем забавлять оборот на тренировках. Очень рады, что выиграли, несмотря на наше лицо. Я просто немножко в шоке и устал после произвольной. Потому что тяжело все равно ехалось. На тренировках легче едется. Хотя обычно наоборот. Ну вот как-то так. Это золото перед чемпионатом России вам добавляет уверенности или все-таки ответственности больше? Ну вот смотря с какой стороны посмотреть. С одной уверенности, а с другой нельзя расслабляться. У нас такое впервые, что радует. И посмотрим, что будет. Пока что не знаю, пока что мало времени прошло. Какое такое? Такое прекрасное катание? Да не впервые. Ты просто, наверное, подзабыл, как ты катался до Катиной травмы. И, в принципе, сегодня я в своих комментариях поздравил вас с возвращением. Именно сегодня. Я сказал, вот сегодня я ребят хочу поздравить с возвращением, потому что до этого это были еще не Чекмарева и Янченко. А вот сегодня, вот я их поздравляю. Вот ребята вернулись, и немножко я предвосхитил развязку спортивных пар. Я сказал, что на чемпионате России нашим лидирующим дуэтом будет не так-то просто только между собойчик опять разыграть, потому что появилась очень классная молодая пара. Но чуть-чуть я, скажем так, отложил это на чемпионат России. Это произошло уже здесь, в Омске. Что для вас победа, наверное, прежде всего над, Мишин и Галямов — это флагманы парного катания последних лет. И что для вас значит эта победа? Ну, скорее, что это возможно. Что все возможно? Раньше это казалось вообще какой-то за гранью возможности, потому что очень редко кто обходил топ-3 пар. Пары раньше было. Очень редко кто обходил. А сейчас все возможно. И как будто в вашем случае нельзя списать на Сашину травму, потому что у тебя тоже был трудный прошлый год, когда ты пропустил вообще все соревнования. То есть, в принципе, и ребята готовились скомканно к этому сезону. Ну и у вас тоже довольно долгий путь был восстановления и возвращения на этот лед. Поэтому в вашем случае как будто бы все честно. Еще хочу поблагодарить и поздравить Катю. Тоже с возвращением публично, потому что это была не только травма, еще очень много было жизненных обстоятельств, и Катя просто герой сегодня. И вообще, в принципе, на тренировках я сегодня ей очень горд. Но получается, что в прошлом сезоне ты тренировался один. Вот как вообще вы переживали травму? Вы, все равно пара. Как тренироваться-то раздельно, если одно звено из двух выпадает из тренировочного процесса? Вот у вас как это происходило? Я находил другие увлечения, правильно. Катя говорит, что в бильярде тренировался. А так и после травмы я часто к ней приезжал, поддерживал, как мог. Разговаривали с ней часто. Ну и сам тренировался. И ждать обещал. Дождался. Дождался, да. И прыжки поддерживал, и физическую форму поддерживал. Не так, конечно, как
соревновательный сезон, но все же поддерживал. Ой, я знаю, что спортсмены не любят этот вопрос, сама такая была, но все-таки хочется спросить, после сегодняшнего золота, вот ваш аппетит на чемпионат России, возможно, у вас есть какая-то цель, попасть на пьедестал, выполнить еще более сложный контент, вот поделитесь вашим планом на, по сути, главный старт сезона предстоящий. Усложнять контент, наверное, не будем. А так, для нас главный чистый прокат. Если чисто катать, то все будет. Как бы тут... И это правильный ответ. Я, Моть, еще хотел спросить, вот ты целый сезон, да, тренируешься один на льду? Понятно, прыжки поддерживаешь, вращение, еще что-то. Но как парные элементы тренировать? Плюс еще Катя выросла, это заметно. Это уже не маленькая, это Катюша Чекмарева, это уже Екатерина прямо на льду, понимаешь? А у тебя не только поддержки или там парные элементы, я вчера это тоже в комментариях отмечал, куда-то не ушли, не стали хуже, а как будто даже стали лучше и креативнее, особенно поддержки. Как ты тренировал именно вот силовые элементы целый год? Ну, вот так вот пропустили целый сезон, вы говорите. Но мы же не катались целый сезон. Ну, не катались. Имею в виду, не выступали, да, на тренировки ходили. Я очень быстро достаточно восстановилась после вот этой вот травмы. Хотя мне говорили дольше сидеть, но у нас было так, что я с гипсом прихожу сначала на лед ко всем, потом что-то хромая, но с костылями прихожу, а потом раз, я уже на льду в коньках. Это как бы достаточно быстро, но понятно, что не в полную силу все делала. Ну, то есть, наоборот, у вас было время как раз на придумывать этих элементов, этих поддержек, пока ты там не можешь делать выбросы и прыжки. Ну, плюс-минус, да. Если не изменять память, то я катался 1-4 или 5 месяцев максимум. Всего-то, что это там, много. полгода Это просто много, один но... покатался. Но это не со мной было. С тобой. 4-5 месяцев один ты катался? Да. Ну, может, значит, изменяет память. Но суть не в этом. Суть в том, что я хотел сказать, что основная работа была проведена в межсезонье, в летом. На сборах мы пахали, отдавали всех себя на стадионе, на этих круговых, несчастных для нас. И вот это дает результат с межсезонья, и вот сейчас мы тоже набираем форму в течение сезона. Ну, я как тренер, наверное, поясню, что такое круговые. Это круговая тренировка. Есть у нас такой циклический момент, что бегаем мы по стадиону по кругу, и каждые 100 метров делаем парные элементы в серии. Да, все верно. Все объяснил правильно? Да. Я сейчас резко вспомнила, что как-то пришла на тренировку к парникам. У одного мальчика не было партнерши, она то ли болела, то ли травмирована, то ли у него в принципе не было партнерши. И он в поддержке поднимал машинную шину. И я вообще не поняла, что это за такой перформанс. Вот что-то такое делал наверняка же, чтобы поддержки не уходили. Ну, только если в начале карьеры своей. Я делал тодосы с шиной небольшой, которую в руку можно одну взять. Кидал наверх шину от легковой машины. Да. На подкруте я заходил, разгонялся. Не от трактора точно. Точно не от трактора, да. Разгонялся и кидал его в подкрут. Следил, чтобы он четко надо мной вылетал. Да, есть такие тоже тренировки, и не только с шиной, еще боксерскую грушу можно использовать для этого. Или даже куклу. У борцов есть специальная такая кукла, с которой они прием отрабатывают. С ней тоже можно там чуть-чуть подкачивать молодого партнера. Конечно, впоследствии, когда ты уже умеешь делать элементы, и у тебя есть партнерша, ты делаешь это все вместе с ней. Вопросов у меня больше к вам нет. Только поздравления, только тоже. восторги. Вы огромные молодцы. Готовьтесь к награждениям. Сейчас самое приятное. Все же, что есть в спорте, это медали. Что еще может быть приятнее? Тем более, когда они золотые. Спасибо большое. Поздравляем. Жень, Максим, спасибо. Ну что ж, наша серия Гран-при России подошла к концу. Теперь уже официально я объявляю ее закрытой. Осталось только посмотреть награждение наших ребят. Мы с Евгенией выдыхаем. Мы отработали и прощаемся с вами с чувством выполненного долга. А вы продолжайте любить фигурное катание, так как вы это делаете. Смотрите, приходите на ледовые арены, поддерживайте наших спортсменов. И самое главное, смотрите фигурное катание на Первом канале. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч.
дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири» в танцах на льду. Победителями турнира стали Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Where'd you get that name? I gave it to myself, actually. Because I like the sound of it. Samantha. Серебряные медали завоевали Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Москва. Обладателями бронзовых наград становятся Анна Щербакова, Егор Гончаров, Москва. Надежда жить и не шагова. Если бы вы знали, солнце это агония, агония. Медали победителям и призерам вручает губернатор Омской области Виталий Павлович Хаценко. Цветы победителям и призерам вручает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган.
Фотография на память. Уважаемые спортсмены, приглашаем вас совершить круг почета. Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победительницы и призеров всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири» в женском одиночном катании. Победительницей турнира стала Дарья Садкова, Москва. Серебряную медаль завоевала Алиса Двоеглазова, Москва. Обладательницей бронзовой медали становится Алина Горбачева, Санкт-Петербург. Fais tomber les barrières entre nous. Ave Maria. Je suis prêtre et je viens te préparer à mourir. J'ai froid, j'ai faim. Laissez-moi sortir. Je n'ai rien fait.
Медали победительницы и призерам вручает губернатор Омской области Виталий Павлович Хаценко. Цветы победительницы и призерам вручает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган. Фотография на память. Наши поздравления победительнице и призерам соревнований. Уважаемые спортсменки, приглашаем вас завершить круг почета. Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири» в мужском одиночном катании. Победителем турнира стал Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Серебряную медаль завоевал Евгений Семененко, Санкт-Петербург.
Обладателем бронзовой награды становится Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Медали победителю и призерам вручает губернатор Омской области Виталий Павлович Хаценко. Победителю и призерам вручает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган. Фотография на память. Наши поздравления победителю и призерам соревнований. Уважаемые спортсмены, приглашаем вас завершить круг почета. Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири» в парном катании. Победителями турнира стали Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край.
Серебряные медали завоевали Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing. Обладателями бронзовых наград становятся Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Медали победителям и призерам вручает губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко. Цветы победителям и призерам вручает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган. Фотография на память. Наши поздравления победителям и призерам соревнований.
Уважаемые спортсмены, приглашаем вас совершить круг почета. Дамы и господа, слово предоставляется губернатору Омской области Виталию Павловичу Хаценко. Добрый вечер, Омск. Очень приятно, что молодежная столица России, город Омск, стал еще и на 5 дней столицей России по фигурному катанию. Я думаю, всем понравились 5 дней, которые прошли в нашем городе. Так? Мы очень полюбили фигурное катание. У нас последние 3 года обязательно раз в год какое-нибудь крупное событие проходит. 3 года назад был этап Гран-при. В прошлом году мы провели чемпионат России по фигурному катанию. Причем провели так, что эмоции не утихают до сих пор. Даже, вот сейчас вспоминал, с Владиславом говорил, в том году даже арену на несколько дней после победы Владислава Дикиджи переименовали. Вы помните, да? Дикиджи Драйв-арену. Поэтому давай, Владислав, не расслабляйся. Результаты обязательно придут. И всем, ребят, вам желаю всего самого хорошего. Мы за вас переживаем, болеем, ждем возвращения на большую мировую арену и ждем новых побед. Ну и, конечно, хочу пожелать омичам приходить. Мы не просто проводим для того, чтобы популяризировать фигурное катание в нашем городе, в регионе, а для того, чтобы больше девчонок, больше мальчишек приходило в 35-ю школу, записывалось на фигурное катание, становились чемпионами в дальнейшем. У нас в этом году уже 2 спортсмена в юниорских участвовали в соревнованиях, 1 девочка во взрослых, и мы надеемся, что мячей больше будет в фигурном катании. И это будет абсолютно точно так, я в этом уверен. Отдельные слова благодарности нашему земляку, генеральному секретарю Федерации фигурного катания на коньках Когану Александру Ильичу за поддержку города Омска. Александр Ильич, у Александра Ильича мама живет в нашем городе, он часто приезжает. И хочу поблагодарить всех организаторов, Федерацию фигурного катания, Первый канал, Ростелеком, всех спонсоров, Министерство спорта Омской области, Министерство молодежи, Колесника Ивана Андреевича, всех, кто принял участие в подготовке и организации замечательных соревнований. Ну и сказать спасибо нашим уважаемым спортсменам, спасибо за то чудо и боление, и, конечно, феерическое ощущение, которое вы дали омичам и всей стране, потому что соревнования транслировались на всю страну на Первом канале. Спасибо вам! Дорогие омичи, уважаемые болельщики, а я бы хотел поблагодарить прежде всего вас за ту теплоту сердец, за ваши аплодисменты, за потрясающую поддержку каждого спортсмена, кто здесь выступал на прекрасном льду G-Drive арены.
От всей души благодарю правительство Омской области Виталия Павловича Хаценко лично за внимание к нашему виду спорта и за потрясающий прием каждого из наших фигуристов. Здесь прокатали и выступили перед вами лучшие фигуристы не только нашей страны, но и, конечно, всего мира, потому что наши фигуристы одни из самых сильных в мире. Разрешите объявить соревнования этап Гран-при России «Сердце Сибири» закрытыми. Дамы и господа, в честь победителей турнира звучит гимн Российской Федерации. Дорогие друзья, мы поздравляем всех победителей и призеров соревнований и приглашаем их совершить общий круг почета.